В проведении этого фестиваля это крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующихся углей «Эльга Уголь». Это очень здорово, что компания уделяет в своей социальной политике много внимания молодежи. Мы выражаем благодарность за помощь в организации фестиваля нашему официальному партнеру ФГМ Финанс. Также благодарим за помощь в организации фестиваля нашего официального партнера авиакомпанию «Якутия» и ее генерального директора Владимира Павловича Горбунова. Благодарим партнера фестиваля алмазную компанию «Алроса» за поддержку креативной и талантливой молодежи. И выражаем благодарность за помощь в организации фестиваля нашему официальному партнеру заводу «Томскнефтепереработка». Ну, а сейчас я передаю слово моему коллеге Эрнесту Мацкевичусу. Внимание на экран, с нами на связи человек, вместе с которым у многих жителей нашей необъятной страны начинается утро. Эрнест Мацкевичус. Сразу стоит сказать, что он председатель жюри, то есть стоит с ним более плотно пообщаться. Эрнест, здравствуйте, Якутск на связи. Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые друзья. Видите ли вы меня? Мы вас пока не видим, однако стоит ваша презентация, или как это можно назвать? Заставка, да. Ну хорошо, слышим. Сейчас подождем, пока подключится видеосвязь. Вот, все отлично видим. Видеосвязь я вижу, она подключилась. Да, мы вас видим. Ну, можете сказать, вам слово, в общем. Приветствую. Да, уважаемые друзья, очень рад возможности с вами пообщаться. Нас разделяют тысячи километров и часовые пояса. И, конечно, я бы очень хотел присутствовать лично у вас 27 числа в центре «Триумф», но, к сожалению, я слишком поздно заканчиваю свою работу здесь в Вестях, и поэтому просто не успеваю на самолет. Утренний рейс привезет меня уже к закрытию. Поэтому будем общаться вот так, но я постараюсь сделать все для того, чтобы наше общение получилось не менее эффективным, а в чем-то, может быть, друзья, даже более. Потому что я сейчас начинаю вот этот свой мастер-класс, назовем его так, со своего рабочего места, из своего кабинета. Мы сейчас находимся в редакции «Вестей», и я, пользуясь случаем, сейчас, пока нету эфира, хочу вам немножечко приоткрыть дверь в нашу кухню, рассказать и даже показать, как у нас что устроено. Вот только что у меня прошли совещания с руководством и информационного блока нашего холдинга, и с руководством всего холдинга. Мы как раз думали о том, что будет сегодня у нас вечером в выпуске. И я на этом совещании основной докладчик. У меня сейчас будет небольшое окошечко, как раз вот в эти 1,5 часа мы с вами успеем пообщаться. Я сначала расскажу немножко и о нашей кухне, и о нашей профессии, а потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Смотрите, вот так выглядит кабинет, в котором я сижу. Ничего, который находится в зале, ничего нового не увидит, потому что их редакция выглядит примерно так. Сейчас вот я выйду в комнату бригады. Здесь сидит выпускающая бригада. Не стал их тревожить, чтобы не пугать. Видите, как их много? Всего 2 человека. Сейчас придут еще 2 редактора. Почему? Потому что у нас уже год как работает режим удаленки. И наши райтеры, редакторы, которые занимаются подготовкой текста, сейчас работают из дома. Вот. Передвигаться по зданию можно только в маске. Не знаю, как у нас все очень строго. Сейчас, я думаю, мы с вами дойдем до студии. Я надеваю маску, потому что таковы строгие инструкции, и все камеры, которые сейчас работают у нас в коридорах, фиксируют. Если кто-то ходит без маски, его штрафуют. Меня, наверное, не оштрафуют, все-таки простят, но закон суров, но он закон, и он един для всех. Поэтому я должен показывать пример и не нарушать правила. Сейчас мы с вами пройдем в святая святых, туда, где находится, собственно говоря, наша главная студия. Вот мы идем по коридору. Вот это незаметная дверь. Эта незаметная дверь ведет нас в наш большой ньюсрум.
Здесь вот аппаратные, в которых проходит монтаж. Это аппаратная, с которой ведется вещание. Я спускаюсь по очень крутым ступенькам. Паду и разобью бровь, нос или просто подверну ногу, как я буду вести эфир. Поэтому мы спускаемся всегда очень аккуратно. Те, кто ведущие или собираются ими стать, помните, на эфир никогда нельзя бежать. Всегда надо идти очень медленно, сохраняя ровность дыхания, потому что когда вы сядете в студию, восстанавливать это дыхание придется очень долго. Вот видите, я даже сейчас немножко ускорился, и дыхание сбилось, и мне говорить сравнительно сложно. Слава богу, сейчас не эфирить. Итак, вот наша студия. Вот, собственно говоря, святая святых, где проходят все наши эфиры. Вот. Это мой рабочий стол. Это мой рабочий стол. Здесь вот уже приготовлены микрофоны, наушник, петличка. Здесь в столе, если вы обратите внимание, находится вот такой два монитора, на которых видна вертка нашего выпуска. И мы, когда смотрим в камеру на суфлер, мы имеем возможность всегда внести какие-то правки. Или увидеть, что эти правки уже внесены, потому что все бывает прямо во время эфира. Когда я пришел в 93-м году работать на телекомпанию НТВ, там просто перед ведущим лежала эфирная папка, и он менял бумажки местами, предупреждая об этом людей, которые находятся в аппаратной. Если я внесу с помощью вот этой клавиатуры какие-то изменения в программу, то они сразу же отображаются на суфлере. Суфлер сейчас пустой, но вот я подойду поближе, покажу вам. Вот прямо на камере вот здесь появляется бегущий текст. Сейчас его нет, но когда начинается эфир, этот текст появляется. Как выглядит суфлер для тех, кто не знает? Это тщательно отполированное стекло, которое под углом находится перед объективом камеры. Под ним мониторчик, по этому монитору ползет текст. И этот текст мы читаем. Это не значит, что мы не умеем вообще говорить без суфлера. Знаете, про ведущих иногда шутят, что они произносят тост и инстинктивно ищут глазами суфлер. Это неправда. Мы умеем отрываться от суфлера и разговаривать обычным человеческим языком. Больше того, стараемся в эфире разговаривать с нашими зрителями обычным человеческим языком. Вот суфлер, а под суфлером есть такой мониторчик. Это смотровой монитор, в котором мы видим, в кадре мы или нет. Можно немножко расслабиться уже и начать поправлять прическу, очки, чесать нос. Или надо все-таки еще пока собраться и мобилизоваться. Как еще выглядит рабочее место? Вот у меня здесь такой маленький стульчик. Сейчас, подождите, чтобы камера показывала все адекватно. Маленький стульчик, на котором всегда лежит мой телефон. Телефон я беру с собой. Этого стоило ожидать. Телефон я всегда беру с собой в эфир, потому что в любой момент может кто-нибудь позвонить и задать либо какие-то вопросы, либо просто меня немножко поправить. И это очень важно, потому что... Сейчас, простите, еще раз отрегулируемся. Он не привык к таким стрессовым нагрузкам. Потому что в любой момент может позвонить кто-нибудь из друзей и сказать: слушай, поправь галстук. Или кто-нибудь из руководства и сказать: вот попробуй сократить одну подводку, потому что мы не помещаемся. Я считаю, что наша студия самая крутая, самая красивая студия вообще в нашем информационном холдинге. Вот. Она находится на 5-й улице Имского поля. Это не Останкино, как многие ошибочно считают. У нас большой телевизионный комплекс, состоящий из 2 зданий. И находимся мы здесь уже с начала 90-х годов. Вот. Собственно, здесь проходит большая часть моей эфирной жизни. Скоро здесь начнется подготовка к эфиру, поэтому, наверное, с вашего позволения, я все-таки вернусь в свою...
Эрнест, можно мы здесь сделаем короткое объявление по нашему Да. конкурсу? Да. Коллеги, время у нас закончилось. Кто не успел отправить, к Аялу Борисовичу, пожалуйста, ну, как бы с объяснением причины и почему, или может там сейчас что-то происходит. Эрнест, продолжаем. Да, мы возвращаемся обратно, потому что там спокойнее мы сможем с вами общаться, никого не отвлекая, не мешая коллегам, которые уже скоро начнут Ну да, что сюжет на 20, все хорошо, все. бегать вокруг. Слышите, вот уже интершум, который предшествует подготовке эфира. Вообще у нас все достаточно спокойно происходит, и самая главная интенсивная работа начинается ближе к выпуску. Но я считаю, что наиболее правильные, наиболее профессиональные эфиры – это эфиры, на которых не шумят. В принципе, у меня достаточно спокойная бригада, все профессионалы высокого уровня, и мы стараемся, беречь друг друга. Если начинаются какие-то неприятности и сложности во время эфира, я стараюсь не повышать голос, а наоборот говорить как можно тише и спокойнее, чтобы, не дай бог, мое волнение не передалось туда вот, в аппаратную. Потому что ведущий, какой бы там он крутой ни был, какой бы он пост не занимал, когда не работает в эфире, во время нахождения в студии он, пускай очень квалифицированный и талантливый, но все-таки исполнитель. А решения в этот момент о том, что пойдет дальше, принимаются наверху, в аппаратной. Потому что именно у этих людей все кнопки и готовые, либо не готовые сюжеты под рукой. И они просто дают тебе творческое задание. Это похоже немножко, наверное, на актерскую работу, потому что даже самый талантливый и заслуженный артист, он все равно выполняет поручение режиссера, которому доверяется, который в определенный момент настраивает его на конкретную творческую задачу. Вот. Давайте сейчас все-таки, вот я показал немножко, как выглядит наша кухня, теперь чуть больше по конкретике. Я так понимаю, что в основном мы общаемся с людьми, которые уже связали, либо планируют связать свою жизнь с журналистикой. Правильно, коллеги? Да, абсолютно верно. Прекрасно. Тогда я, наверное, сейчас просто расскажу несколько таких важных, на мой взгляд, вещей, установочных, что ли, о том, как мы представляем сегодняшнюю нашу профессию, потому что тема нашего сегодняшнего занятия обозначена, когда исчезнет телевидение. На самом деле она даже жестче формулируется, когда умрет телевидение. Вопрос такой немножко провокационный и для нас с вами, людей, выбравших эту профессию, неприятный. Но забегая вперед, скажу, что мы с вами можем не волноваться. И я уверен на 150 000%, что мы с вами точно без работы не останемся, и наша профессия сохранится. Не хочу, конечно, напоминать сейчас героя фильма «Москва слезам не верит», который говорил, что пройдут годы и ничего не останется, будет одно сплошное телевидение. Нет, будет все остальное, но телевидение тоже будет, оно действительно становится более тотальным, просто понятие телевидения приобретает сейчас совсем другие смыслы, более широкие. Медиасфера, наверное, лучше так обозначить нашу профессию, это не только телевидение, это не только новости или какие-то развлекательные форматы, не только то, что передается через спутники или кабель, или даже по проводам интернета. Это и социальные сети, потому что интернет-телевидение сейчас развивается семимильными шагами, мы как никто другой это ощущаем, как нам наступают на пятки и YouTube, и TikTok, и Instagram, и способ проникновения в голову, в сознание зрителя, он, конечно же, довольно серьезно меняется. И нам приходится под это подстраиваться. В принципе, вот вы знаете, пройдет еще несколько лет, и мы с вами увидим, что ни один успешный человек
ни одно успешное предприятие, ни одна компания, ни один ИПшник и даже самозанятый не смогут развиваться успешно, если они не превратятся в средства массовой информации. Раньше, в дни моей молодости, профессионально говорили, если по телевизору не показали, значит не было. Вот сегодня, если тебя нет в интернете, если ты не присутствуешь в социальных сетях, то получается тебя нет. И, ну, по крайней мере, если ты занимаешься бизнесом. И в этом смысле, конечно, те, кто начали учиться на журналиста, на тележурналиста, они без работы не останутся, потому что у них всегда будет возможность устроиться в любую компанию, где появятся свои, я не знаю, как они будут называться, пиар-отделы, отделы связи с общественностью, отделы пропаганды, ну, неважно, как это будет называться. В любом случае, каждая компания должна будет продвигать себя через интернет, через социальные сети, в конечном итоге через экран телевизора, который может, да, сузиться до размеров монитора компьютера, но это не значит, что задачи, которые решает человек, выходящий к аудитории, каким-то образом меняются. Вот. Поэтому ответственность на нас сегодня, конечно же, лежит особенная. И телевидение останется еще по одной очень простой причине. Я думаю, что вы с этим сталкиваетесь уже сейчас. Ну, по крайней мере, должны это тоже заметить. Появилось очень много контента в интернете, очень много всякого продукта, который нам предлагают. Очень много программ в жанре интервью. Появляются программы в форматах информационных, развлекательных и прочих. И они плодятся как грибы после дождя. Но бывают такие моменты в жизни каждой страны, ну, каждого социума, каждого общества, когда появляется запрос на проверенную, квалифицированную, ответственную или, как еще говорят, сертифицированную информацию. Просто через несколько лет мы с вами начнем немножко тонуть в том океане всевозможного контента, продукта и трэша, который гуляет по сетям. Мы уже немножко в нем тонем и задыхаемся. Не можем отделять зерна от плевел и мух от котлет. Мы не можем понять, какой информации верить, а какой нет. Но сейчас ситуация с ковидом очень ярко это все нам показала. Мы увидели, что аудитория начала возвращаться в телевизор процентов на 25, когда объявили первый локдаун у нас, вот эта первая волна была, процентов на 25 выросло телесмотрение. И связано это с тем, что людям нужна была, ну, вот та самая информация, которая затрагивает их просто физически. И голос ведущего с экрана превратился фактически в голос Левитана из динамика во время Великой Отечественной, который сообщал последние сводки с места боев. И действительно, вот этот феномен мы наблюдали. И мне многие говорили, мы твои выпуски ждем и слушаем, что ты сейчас расскажешь, дашь последние цифры, примерно как вот люди, наверное, тогда ждали наступления Левитана. Потому что информация, которую мы сообщаем, она касается буквально каждого, она касается жизни страны конкретного человека. И от этой информации зависит наша безопасность, наше благополучие, наше там, материальное состояние, здоровье, наше будущее в конечном итоге. И именно телевизору в этот момент, ну, сертифицированной информации начинают доверять больше. Потому что там люди, у которых есть определенная ответственность и перед законом, потому что просто так лицензию на официальные СМИ не получают, и перед обществом. В этом смысле, конечно, сейчас немного наши возможности стать средством массовой информации расширяются, потому что когда я начинал работать тележурналистом, я пришел на телевидение в 91 году, уже 30 лет назад, получается. Вот. А в 93 году пришел на только что сформированную, никому неизвестную еще телекомпанию НТВ, первую частную телекомпанию. И тогда, чтобы организовать телеканал, нужно было выигрывать конкурс на частоту, получать лицензию на вещание,
надо было нанимать персонал, покупать дорогостоящее самое современное оборудование, платить разные социальные взносы, зарплаты и так далее. Сейчас, чтобы стать средством массовой информации, достаточно просто зарегистрировать свой аккаунт в социальные сети. И вперед. Но только дальше возникает вопрос, а какой продукт ты будешь предлагать зрителю и как собираешься его продавать? А вот здесь, если я говорю с коллегами, и действующими, и будущими, я хочу тоже заметить одну очень важную вещь. Я всегда это говорю и своим студентам, и даже коллегам, которые находятся вот в соседнем помещении, потому что очень часто они об этом, к сожалению, забывают. Телевидение – это бизнес. Я вам больше скажу, телевидение – это шоу-бизнес. И каждое слово здесь важное. И шоу, и бизнес. И продукт, который мы делаем, будь то развлекательная программа, там главная сцена, голос, ну-ка вы все вместе, или новости, это все равно продукт. Это продукт, который мы нашему зрителю не предлагаем просто так, не отдаем, не навяливаем в нагрузку. Мы ему этот продукт продаем. Это очень важное и честное слово, которое правильно структурирует наше поведение в дальнейшем, если мы хотим быть успешными. Мы не отдаем свои новости. Вот мы делаем новости, да, вот сейчас я делаю новости, да, я нахожусь в информационной редакции холдинга ВГТРК в программе «Вести». Мы делаем продукт. Этот продукт мы не отдаем, мы не дарим, мы его продаем. А зритель его покупает или не покупает. Понятно, что это не примитивная схема, и когда ты щелкаешь пультом своего телевизора, там, ведущему или главному редактору на карточку сразу происходит транзакция. К сожалению, это не так, все гораздо сложнее. Существуют специальные системы измерения зрительского интереса, но тем не менее, когда к нам приходит зритель, растет наше благополучие. Когда зритель уходит, благополучие канала падает. Падает его смотрибельность. И он перестает быть бизнесом, перестает быть, кстати, информационным ресурсом, потому что у телевидения есть два предназначения. Это не только информирование, но и связь с аудиторией, с избирателями, в конце концов. И особенно если это каналы, которые относятся к органам государственной власти. И если зритель эти каналы перестает смотреть, теряет к ним интерес, то они теряют смысл, эти каналы, и как бизнес, и как источник связи между властью и населением. Потому что население перестает просто верить этому каналу, перестает его смотреть, и все, нету больше такого канала. И в этом смысле очень важно, что да, мы зрителю предлагаем информационный продукт, который он может у нас не купить. Между каналами сейчас существует довольно суровая конкуренция. Суровая конкуренция, которая мобилизует, которая заставляет немножко иначе принимать решения о содержании, о темах, которые мы выбираем в нашу программу, немножко иначе принимать решения о способах подачи и о верстке выпуска, то есть о том, какой сюжет, какую тему, в каком месте программы мы выдаем. Вы знаете, если раньше существовали какие-то стандартные схемы, то есть начинаем мы с какой-то там важной новости или с какой-то тяжелой политики, потом переходим на социалочку, потом международочка, потом культурка, потом спортик и погода. Была такая схема, она казалась очень логичной. Но вдруг в какой-то момент журналисты, которые делали программы, заметили, что их перестали смотреть. И схему надо менять. И иногда логика, которая кажется вам очевидной, не работает в таком своем примитивном приложении. И иногда надо руководствоваться какими-то другими соображениями. Как-то тренера нашей сборной «Спартака» Олега Ивановича Романцева спросили: скажите, пожалуйста, а что самое красивое было в этом матче?
вот в этом футбольном матче? И он ответил, самое красивое в этом матче – счет на табло. То есть наша задача просто, если мы хотим, чтобы мы были популярны и востребованы, нам надо делать так, чтобы зритель нас смотрел и нам доверял. И тогда мы будем успешными, тогда мы сохранимся как субъект и информационной журналистики, и субъект политики, в конце концов, субъект влияния. Да? И СМИ станет и бизнесом, и такой влиятельной организацией, с которой считаются и избиратели, и начальники. Это очень важно. Об этом все время нужно помнить. Но здесь существует два вопроса. Каким образом из огромного количества новостей мы выбираем то, что понадобится нашим зрителям? Как мы выбираем темы в свою программу? И дальше каким образом их предлагаем нашей аудитории? И здесь, как, наверное, больше нигде, очень здорово подходит гастрономический принцип приготовления новостей. В принципе, приготовление новостей очень легко можно сравнить с приготовлением обеда или ужина. А информационную программу, например, с пунктом общепита, с рестораном или столовой. Потому что человек, который приходит на новости, который включает телевизор там, в определенное время у себя дома, он, все равно, что приходит, чтобы удовлетворить свой голод. В данном случае он приходит удовлетворять свой информационный голод. Или эмоциональный голод, если программа не информационная, а какая-то другая. Хотя должен вам сказать, что новости – это невероятно эмоциональный жанр. И не случайно я их называю шоу-бизнесом, и мы делаем все для того, чтобы зритель смотрел нас во все глаза и не мог оторваться. И, конечно, очень важна картинка, потому что телевидение – это картинка в первую очередь. Телевидение – это картинка, мы это понимаем. И яркая картинка, она сегодня заменяет все остальное. Но помимо картинки существуют же еще и эмоции, которые мы должны вызывать у нашего зрителя. То есть какие-то человеческие страсти, переживания, судьбы, трагедии, радости, глаза человеческие крупным планом, без которых никогда не получится успешный продукт, не получится успешный сюжет, фильм и не получится качественный выпуск. Вот об этом тоже нужно все время помнить. И когда мы готовим вот это свое информационное блюдо, мы представляем себя на месте зрителя или, там, я не знаю, потребителя, который пришел сейчас в продуктовый магазин или ресторан для того, чтобы заказать себе определенную еду. И мы думаем, каким образом его накормить, насколько сбалансированным должно быть это питание, что он должен выбрать, какие там должны быть блюда. И вот мы считаем, что там должны быть какие-то холодные закуски, да, основное блюдо, горячее блюдо, салатик, соль, перчик, стопочка для аппетита, клубничка немножко, чтобы диатезы не было. Но она все равно должна быть. То есть это должен быть такой сбалансированный обед или ужин. Потому что если там будет слишком много перца, то это будет невкусно, можно обжечь гортань. И если стопка будет не одна для аппетита, тоже зритель может потерять адекватность восприятия. Да и клубникой лучше не злоупотреблять, потому что она вызывает диатез. Лучше раз в неделю, не больше, одну. Можем позволить, но не злоупотреблять. То есть вот это блюдо, оно должно быть соответствующим образом сбалансировано. Больше того, оно должно быть свежим. То есть для того, чтобы зритель захотел его потребить, оно не должно быть заветренным. У нас есть такой термин, когда говорят, а давайте вот это сюжет. Говорят, слушайте, это подогретые макароны. Да? Ну, то есть это вчерашнее блюдо.
и смысла его есть уже особого нет. Наоборот, иногда с самого свежего, с самой последней новости, которая случилась буквально перед эфиром, мы начинаем программу. Это как, вы знаете, пришли в ресторан, к вам подходит официант, спрашивает, ну что вы будете сегодня заказывать? И вы смотрите меню, вот, и потом говорите, а что вы нам посоветуете сами? Он говорит, вы знаете, только что мы поймали такого сибасика, давайте-ка мы вам его сейчас, вот он еще плавает, сейчас мы его прям зажарим, и вы не представляете, как это вкусно. Это будет очень свежее и прямо эксклюзивное деликатесное блюдо. Все, уговорили, давайте. Это первое, самое свежее и вот это вот вкусное блюдо. И мы на это сразу же соглашаемся. Кроме того, понимаете, информационный голод человека удовлетворить, в общем-то, можно. Но хочется, чтобы человек получал еще от этого удовольствие. То есть для того, чтобы наесться, мы можем поставить перед собой бачок с гречкой, без соли и масла или там молока, кто с чем любит, и слупить его ложкой. Будет нам вкусно? Вряд ли. Удовлетворим мы голод? Ну, скорее всего, да. Но вкусно нам точно не будет. А для того, чтобы нам было вкусно, мы должны немножко посолить его, там, добавить какую-то приправу, соевого соуса, подливки какой-нибудь, молока, масла, зависит от вкуса. То есть мы хотим эмоционально, чтобы мы испытывали какие-то эмоции позитивные, когда едим. Не просто удовлетворяли чувство голода, а чтобы испытывали позитивные эмоции. Вот эмоции – это то, что мы тоже добавляем в наши информационные программы. И они очень и очень важны. И еще хочу вам сказать одну очень важную вещь. Телевидение – это вообще наука о людях. Почему оно никогда не пропадет? Почему мы с вами можем в этом смысле расслабиться? Ну, не совсем расслабиться, конечно, конкурентоспособность надо сохранять. Вообще в нашей индустрии все очень похоже на игру в царя горы, когда ты должен постоянно карабкаться, фиксировать какую-то позицию и понимать, что там ты должен остаться, но это не так легко. Да? Если ты добился вершины, то все равно должен там усидеть. Вот. И в этом смысле, кстати, телевидение очень закаляет характер и делает вас практически универсальными солдатами, способными решать практически любые проблемы. Но дело не только в этом. Просто телевидение, оно, в первую очередь, удобное. Это, в первую очередь, очень удобный формат, который будет у наших зрителей востребован всегда. Мы говорим, вот время стало спрессованным, у нашего населения, у нашего зрителя, особенно у молодого зрителя, появилось так называемое клиповое мышление. Это правда. Даже у нас оно появилось. И вот если вы сейчас попробуете посмотреть какие-то фильмы, снятые 20-30 лет назад, вы просто не выдержите и 15 минут. Я в детстве очень любил фильм «Звезда пленительного счастья» Владимира Мотыля о наших декабристах, где играют прекрасные Костолевский, Янковский и другие звезды. И я смотрел его практически как исторический детектив. Вот лет 10 назад я попробовал его пересмотреть, уже 10 лет назад. Я понял, что мне кажется, что герои очень медленно двигаются. И я чувствую, что мне хочется просто ускорить картину и посмотреть что-то даже на перемотке. Почему? Потому что ритм жизни очень сильно изменился, мы все время торопимся, нам меньше времени нужно для того, чтобы получить какую-то информацию. Мы стали меньше читать, мы стали визуалом. Нам очень важно поедать текст глазами. Да? В Японии, в Китае они излагают целые понятия, целые абзацы и страницы одним иероглифом. Вот картинка, она фактически заменяет целый иероглиф. И не случайно вы же знаете, какая самая популярная социальная сеть сегодня? Коллеги. Инстаграм или ТикТок вот сейчас набирает, да? Потому что там либо фото, либо видео, которое говорит за себя само. И тебе не надо ничего объяснять о своем социальном статусе, какой-нибудь девушке, да, ничего не надо объяснять о своем социальном статусе, если она один раз сфотографировала свой завтрак или себя на фоне Москва-Сити с губками-дудочкой, да. Мне кажется, что все. Что там еще писать, да? Не добавить, не прибавить.
У нас мало времени на то, чтобы читать. Кстати, первая популярная сеть, самая популярная сеть называлась Live Journal. Лонгриды, так называемые, огромные страницы текста, которые люди вываливали туда, соревнуясь в своем умении писать и, как кто-то даже шутил, графоманить. То есть казалось, что надо написать побольше текста, и тебя тогда признают. Но сейчас это не проходит, лонгриды не идут. Сейчас любимая присказка «говорите больше, очень много букв». Сейчас 140 знаков Твиттера и все, вперед. А лучше вообще даже одну фотографию выдать, которая сама все расскажет. Требования к картинке тоже поменялись. Зритель стал очень избалованный. Он хочет, чтобы картинка была яркая, динамичная, насыщенная. Мы все снимаем друг друга на айфоны. В машинах установлены видеорегистраторы. Не знаю, как у вас, у нас Москва вся нашпигована камерами. И если где-то что-то происходит, то видео с камер наблюдения появляется в сети уже через 20-30 минут. Это хорошо для безопасности, преступления раскрываются, и журналисты получили возможность показывать зрителям, удовлетворяя их информационный голод, самые яркие картины их жизни. Вот. Кроме того, в нашей вот этой спрессованной жизни, если вы человек деловой, вы столкнетесь рано или поздно с тем, что вам будет не хватать времени на то, чтобы выискивать какие-то новости в своем смартфоне. Вот лет 10 назад меня спрашивали, а вы не опасаетесь, что интернет наступит вам на пятки, и очень скоро потребность в телевидении отпадет сама собой, потому что все ключевые новости вы сможете увидеть просто на мониторе своего гаджета. Я тогда говорил, да, наверное, такая опасность есть, черт возьми, нам надо как-то собраться. Сейчас я понимаю, что такая опасность, если есть, то она скорее мнимая, потому что чем более вы занятой человек, причем неважно, чем вы занимаетесь в жизни, командуете дивизией, руководите страной, приводите в порядок какое-то кризисное предприятие, пишете антивирус в IT-компании, ведете новости и готовите информационный выпуск, либо работаете в Яндекс.Такси Эконом или развозите пиццу, не знаю, неважно. Чем бы вы ни занимались, вы все равно все время при деле. И у вас нет времени ковыряться в интернете, выискивая там какие-то новости. Потом, вы можете прочитать заголовки, но согласитесь, этого недостаточно. Мы все визуалы, нам надо вот это все увидеть. Нам надо не только получить сухую информацию, как из текста учебника, мы хотим еще развлечься. Скажем, учебник истории читать бывает занудно. И про войну 12 года можно очень много прочитать, но ничего не запомнить. Но если вы почитаете «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, то у вас визуализируются все картинки через конкретных героев. И история будет заходить в ваше сознание гораздо более эмоционально, ассоциироваться с конкретными персонажами и осядет там, поверьте, уже надолго. Вот примерно то же самое нужно делать, когда мы информируем людей, то есть мы их не только просвещаем, информируем, но и увлекаем, и развлекаем, и доставляем им определенное удовольствие. Во-первых, потому что конкуренция, во-вторых, потому что в этом, в какой-то степени и наша миссия. Так вот, занятой человек, чем бы он ни занимался, скорее, чем ползать по интернету, найдет просто место в сутках, вечером скорее всего, когда он придет домой, сядет ужинать, это будет в 6 часов вечера, в 7, 8, 9, лучше в 8, когда программа «Вести» выходит. Наложит себе тарелку макарон по-флотски, щелкнет пультом, и там в этом окошке в мир специальные, интеллигентные, приятные, телегеничные, образованные, хорошо обученные люди расскажут вам о том, что произошло в его стране, в его мире, в его городе, в его подъезде, в конце концов. Проинформируют, объяснят причинно-следственные связи, развлекут,
заставят тревожиться, сопереживать, где-то улыбаться, где-то бояться, где-то печалиться, успокоит, и в конце концов человек встанет от телевизора с чувством удовлетворенного не только физического голода, когда он доест свои макароны, но и с чувством удовлетворенного голода информационного. И наша задача, чтобы больше ему не хотелось смотреть еще что-то, чтобы он встал и сказал: да, это круто, это вот прям мне очень понравилось. И добавить, собственно, к этому нечего. Вот программа, которая сможет эту нишу занять, она и будет успешна. Тут еще, друзья, очень важно, конечно же, кто будет это все рассказывать. Я уже сказал, что телевидение — наука о людях, и когда зритель включает телевизор, он хочет получить какую-то информацию оттуда о человеке, то есть о себе. Причем вот из любой программы, поверьте, из совершенно любой программы он хочет получить информацию о человеке. Даже если программа называется «В мире животных», он все равно ждет информацию о человеке. Потому что, глядя на сложные взаимоотношения слонов с бегемотами или бабочек с тараканами, я не знаю, он все равно будет экстраполировать эти сообщения на свою жизнь, на наш человеческий социум. Он будет говорить: надо же, как у них. Смотрите, практически как у нас. А вот этот дятел очень похож на моего начальника. И мы запускаем какие-то мыслительные и эмоциональные процессы в сознании зрителя, не оставляем его равнодушным. Потому что самый страшный наш бич, самая тяжелая беда — это, конечно, равнодушный зритель. Вот этого допустить нельзя ни в коем случае. Ну и сейчас вот я, перед тем, как завершить уже, может быть, свою вступительную часть, вот еще о чем скажу. Во-первых, роль ведущего в этой связи, конечно же, возрастает многократно. И не просто возрастает, она будет сохраняться. Человек в кадре, который разговаривает с аудиторией, будет нужен всегда. В противном случае мы бы уже давно новости смотрели без ведущего, просто сюжеты бы шли с закадровым текстом, шторкой сменяя друг друга, появлялись бы, может быть, какие-то субтитры, и все, не более того. Тем не менее, смотрите, сидит ведущий в кадре, пропускает это все через свою душу, через свой бэкграунд, через свои глаза, через свои интонации вкрадчивые. Появляется корреспондент с микрофоном в кадре на конкретном месте, там, я не знаю, у подножия извергающегося исландского вулкана Эяфьятла-Якуды, и рассказывает о том, какие переживания сейчас испытывают местные жители, и сейчас начинается эвакуация. И зритель видит его глаза, и ему это нужно. Больше того, у человека из телевизора все равно остается образ, знаете, носителя такого некого сакрального знания. Это еще с советских времен идет. Понятно, что десакрализация уже произошла довольно серьезная, но все-таки она остается. И если ты сидишь в телевизоре, если тебе доверили там новости рассказывать, значит, ты точно знаешь больше. И на тебя будут смотреть иначе немножко. Там, по тембру твоего голоса, по движению бровей, шевелению усов и вытаращенным глазам будут понимать, насколько ты искренен в данный момент с аудиторией, насколько она может тебе доверять. А может быть, они нам чего-то такого не договаривают. То есть у ведущего, вообще у любого человека, который каждый вечер выходит к зрителю, появляется очень важная миссия. Ему же доверяют, понимаете, и это доверие надо заслужить, чтобы тебя каждый вечер пускали в свою квартиру, в свою столовую, в кухню, в гостиную, в спальню кого-то допускают. Плюс у нас полстраны разговаривает с телевизором. Понимаете, полстраны у нас говорит с телевизором. И надо, чтобы мы общались со страной так, чтобы у людей было ощущение, что мы им отвечаем. И уровень доверия конкретному человеку крайне велик. Больше того, потребность в таком человеке, в телевизоре, в экране, неважно, это будет монитор компьютера, либо большой телевизор, который висит у вас на стене, потребность вот в таком человеке будет сохраняться всегда. Человеку нужен человек. Поэтому мы с вами, если выбрали профессию тележурналиста, без работы не останемся. Я потом, отвечая на вопросы, может быть, какие-то вещи более конкретно скажу. А сейчас еще открою вам один секрет.
Это секрет, который я раскрываю и своим коллегам, и студентам своей первой академии медиа, которая сейчас начинает работу в Плехановском университете. Кстати, будущих студентов ждем у нас. Нам очень нужны молодые, дерзкие, сильные ребята, которым мы сможем передать свое дело. Потому что нам надоело переучивать, ни в одном вузе толком не учат вообще профессии. Дают гуманитарные знания, софт-скиллы так называемые, фундаментальные. Это все очень важно, этого никто не отнимает. Но профессиональные знания практически никто не дает. Вот мы с коллегами сейчас создали первую академию медиа, которая готовит непосредственно профессионалов. И профессию мы будущим журналистам и медиакоммуникаторам начинаем давать уже с первого года обучения. Вот сейчас, в июне, у нас будет набор студентов на базе Плехановского университета. Институт первой академии медиа, имейте это в виду, будущие студенты. Так вот, мы должны с вами понять одну очень важную вещь. Если мы говорим о телевидении как о бизнесе, что надо сделать, чтобы продукт информационный, например, продать нашему зрителю? То есть по какому принципу мы выбираем тему в программу? Наверняка вот вы задумывались. Вот вы нам показали какие-то сюжеты, уважаемые там, журналисты, телеведущие. А почему вы выбрали вот эту тему? Или вот эту, а вот эту не взяли, например? Вот есть два, на самом деле, ключевых принципа, по которым мы эти темы выбираем. Первое. Вот давайте рассуждать. Коронавирус, любая информация, связанная с ним, попадает к нам в эфир? Однозначно попадает. Потому что это связано с нашей с вами жизнью и безопасностью. Там ледяной дождь, который идет в нашем районе, попадает? Попадает. В Москве прошел ураган, который повалил рекламные щиты, перевернул остановки, оборвал провода, половина транспорта не ходит наземного. Попадает? Попадает. Безусловно, потому что это наша безопасность, это наша жизнь. Не знаю, изменились правила ОСАГО. Попадает? Попадает. Или там появилась новая схема мошенничества. Вот сегодня мы будем рассказывать о том, что появилась новая схема мошенничества с клиентами банков по телефону. Вам звонят и говорят: ой, вы знаете, мы вам только что по ошибке перевели 400 рублей. И действительно, там, вы видите какой-то незнакомый перевод от незнакомого человека. Вот. Дальше этот человек вам пишет или звонит и говорит: простите, пожалуйста, я вам сейчас по ошибке перевел деньги, вы бы не могли мне их вернуть. Вы говорите: да, конечно. Он говорит: сейчас я вам расскажу, как. И дает вам инструкцию, по которой вы отправляете ему свои личные данные, и дальше он завладевает ими и ворует у вас все деньги, которые находятся на счету. Вот сегодня мы будем об этой схеме рассказывать, что нужно делать, чтобы не потерять деньги, как реагировать на подобное обращение. Вот. Появляется эта тема в эфире? Конечно, появляется. Да? Это такой очень важный ликбез, связанный с нашей с вами финансовой безопасностью. Поэтому мы такую тему, безусловно, выбираем. Но есть другая группа тем, ребят, которая напрямую не затрагивает нас. Вот первая группа тем, она вторгается в наше с вами личное пространство, она касается нашей с вами жизни. От нее очень и очень многое зависит. Но есть другая группа тем, которая напрямую в наше личное пространство вроде бы не вторгается. Ну, например, нашу сборную снимают с Олимпиады. Или нам запретили на Олимпиаде исполнять наш российский гимн. А вот сейчас запретили исполнять еще и «Катюшу» даже. Попадает это? Ну, попадает, конечно. Или когда наших паралимпийцев убрали. Ну, это вообще вопиющая история. Хотя многие из нас не то, что там и Олимпиаду-то не смотрели, а Паралимпиаду тем более не смотрели. Тем не менее, когда мы слышим эту новость, еще в начале, в анонсе, в Шпигеле, мы сжимаем кулаки, у нас скрипят зубы, мы говорим: вот негодяи, да, и мы смотрим и ждем, пока нам расскажут подробности этого события. Или, наоборот, наша сборная выиграла какой-нибудь чемпионат. То есть, казалось бы, эта новость напрямую нас с вами не задевает. Ну, вот так, объективно, да, вот нам по-человечески, физически нам от этого ни жарко, ни холодно. Но эта новость очень многое меняет для нас. Она затрагивает нас эмоционально. Как новость о победе нашей сборной в четвертьфинале чемпионата мира над Испанией, или новость о том, что Юлию
Самойлову не пустили на Евровидении, или новость о том, что наших олимпийцев по одному начали снимать с дистанции, помните, перед Олимпиадой, хотя они не имели никогда никакого отношения ни к одному допинг-скандалу. А просто их снимали, потому что они могли получить призы, могли взять какие-то медали, первые места, и им не хотели очень этого позволить. Вот это эмоциональные новости, затрагивающие наш эмоциональный фон. И они тоже попадают в эфир, потому что они не оставляют зрителя равнодушным. Ну, кстати, первая группа новостей, которая вторгается в наше личное пространство, она всегда тоже, безусловно, эмоциональна. Если вам на ногу упал канализационный люк, то этот люк, безусловно, вторгнется в ваше пространство личное, но он еще вызовет в вас очень серьезную эмоциональную реакцию, которую вы начнете озвучивать практически мгновенно. Это событие точно не оставит вас равнодушным, правда ведь? Вот, потому что оно потревожило ваше состояние. Вот два этих главных принципа. Когда, вот, если мои коллеги из местных новостей меня слышат, когда вы выбираете какие-то новости, руководствуйтесь этими двумя принципами. Помните, что мы делаем продукт, который надо будет продавать, а зритель может его не купить. И у нас с вами есть очень серьезные конкуренты на других каналах, поэтому мы должны все-таки обойти. Это первое. И во-вторых, надо помнить, что зрителя это должно касаться лично, а зритель такой же, как мы с вами, и касаться его эмоционально. Вот если пользоваться этими критериями, то, поверьте, успех неизбежен. Он обязательно будет приходить. Вы сейчас скажете: послушайте, у нас есть огромное количество репортажей, которые мы должны дать, потому что мы должны дать, потому что это наш обязон, да, потому что у нас есть определенная миссия, определенная функция. Да, это правда. Но и такие сюжеты будут всегда, и у нас они, конечно, тоже есть. Но когда вы сами думаете о том, чем наполнить выпуск, старайтесь руководствоваться вот исключительно этими двумя принципами. И еще в заключение своего монолога к разговору о бизнесе. Да, новости — это бизнес, это шоу-бизнес, это бизнес, но любой успешный бизнес сможет развиваться и не схлопнется через год только в одном случае, если в нем присутствует миссия. В любом бизнесе обязательно должна присутствовать миссия. То есть мы должны что-то делать для людей. Пусть это будет небольшая группа людей, но продукт, который мы производим, этой группе людей, большой или очень большой, неважно, он ей нужен, он что-то для них меняет. И мы должны делать очень качественный продукт, вкладывая туда свою душу. И в этом есть наша миссия. Если же мы не делаем продукт, руководствуясь этим принципом, если у нас нет миссии, а конечная наша с вами цель просто заколачивание денег, то это называется лохотрон. Если мы просто выкачиваем деньги из потребителей, из населения, это уже не миссия. Миссия предполагает, что мы делаем качественный продукт, который поможет людям. Да, мы хотим его продать и заработать на нем. Да, хотим. Но мы делаем его качественным. Мы делаем его самым лучшим, самым конкурентным. И мы отвечаем за каждое свое слово, за каждую детальку этого продукта. Вот это и есть миссия. Если мы ею руководствуемся, то мы неизбежно будем успешны. Как только мы пытаемся просто заработать деньги, мы встаем на очень скользкий путь, который в конечном итоге приведет нас в пропасть. Вот на этом бы, дорогие друзья, я бы свою часть сейчас завершил и с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они есть. Спасибо большое, Эрнест, за ваш семинар, за яркие метафоры. Можно, наверное, работу в информационном агентстве сравнить с постоянным внутривенным вливанием кофе, да? Коллеги, пока у нас... Да, можно, да, и сейчас будут подготавливаться вопросы, пока включат микрофон.
Я, наверное, задам тоже, как человек, проработавший в печати, в телевидении и в информационном агентстве сейчас работающий, что для вас может быть первично? Все-таки печать и телевидение, вы правильно сказали, что телевидение это с элементами все-таки шоу, да? В печати такого сложно себе допустить. И в чем вот разница между печатной прессой и телевидением, на ваш взгляд? Спасибо. Разница огромная. В печатной прессе, ну не только в прессе, вообще в печатном слове мы даем простор нашему воображению. То есть у нас есть достаточно ограниченное число выразительных средств. Это, собственно, белый лист бумаги или монитор компьютера и буквы и знаки препинания. А когда мы с вами визуализируем это все, мы немножко человеку подменяем воображение и заполняем. Привет, друзья! С вами Антон Камолов. Я сейчас нахожусь в Якутске. Не буду врать. Расскажу для тех, кто смотрит нас из других городов. Сейчас в Якутске достаточно морозно, но здесь весна ощущается как нигде. И я объясню почему. Дело в том, что здесь проходит первый молодежный фестиваль «Муус Устар». «Муус Устар» в переводе с якутского означает ледоход. Ну, вообще, как бы ледоход, он знаменует собой переход от зимы к весне. Это такой яркий символ того, что наконец-то тепло приходит и весна победила зиму. Не удивляйтесь, если в ближайшее время температура, окружающая температура, повысится на несколько градусов. Это все благодаря самому фестивалю и, конечно, участникам этого фестиваля. Это все наша молодежь, которая стремится покорить мир как можно быстрее. И мы с вами сейчас узнаем, чем живет молодежь, что этой самой молодежи интересно. Давайте посмотрим. Республика Саха-Якутия – это более 3 миллионов квадратных километров. Свыше 984 тысяч человек и бесконечное число возможностей для твоего развития. Сегодня ты определяешь, каким будет будущее нашей республики. Ярким, инновационным, перспективным. Твой талант – это свет, а свет заряжает своей энергией все вокруг. Ты движешься вперед, и вместе с тобой преображается мир. Зима уступает место весне, подснежники прорываются сквозь снег. Ты идешь навстречу своим мечтам и заставляешь лед тронуться. Твори, развивайся, будь собой. Ну что, у меня для всех вас есть хорошая новость. На протяжении всей нашей трансляции, на протяжении всего финального шоу фестиваля «Муус Устар» вы можете стать его частью, стать не просто зрителем, но и, можно сказать, соучастником. Что нужно для этого сделать? Вы можете себя увидеть в онлайн-трансляции, если выложите свое фото с хэштегом «Муус Устар». В одно слово «Муус Устар» пишется, я думаю, на экранах вы сейчас видите, как это правильно пишется. Делитесь информацией о фестивале в своих соцсетях, рассказывайте о нас своим друзьям, можете их, естественно, тегать, чтобы как можно больше увидело эту информацию. Мы будем выводить время от времени фотографии наших зрителей, которые активные зрители, будем выводить в наш эфир. Ну а сейчас я передаю слово нашему корреспонденту в городе. Алексей, тебе слово. Мы находимся в самом сердце Якутии, в городе Якутске, где действительно сегодня проходит масштабное событие «Муус Устар». Я бы даже сказал «Муус Ю-Стар», потому что оно действительно грандиозное, так как в нем участвует очень много участников. Их охват составляет более 150 тысяч участников. Также в онлайн-формате за нами наблюдает 50 тысяч, и также в социальных сетях порядка 100 тысяч человек.
человек. Так что вы представляете, насколько все действительно грандиозно. Проходит очень множество различных мероприятий, мастер-классов, выставок. Например, буквально вчера мне посчастливилось побывать на мастер-классах таких знаменитых людей, как Михаил Башкатов и Антон Камолов. Михаил Башкатов, в свою очередь, рассказал начинающим актерам о том, как стать лучшим актером, возможно, для начала в республике и дальше продолжить свою карьеру и в других городах. Антон Камолов рассказал о том, как преуспеть начинающему журналисту в этом непростом деле. Также проходят мастер-классы по робототехнике. Также сегодня прошел мастер-класс художницы Миры Аргуновой, картины которой, я отмечу, известны и популярны во всем мире, пользуются успехом. Также у нас пройдут соревнования киберспортсменов, мастер-классы по анимации, также пройдут онлайн-встречи с путешественниками, и даже есть люди, которые расскажут о том, как начать свой бизнес. Также сегодня вечером мы специально для вас встретимся с Алиной Загитовой, олимпийской чемпионкой. Специально для вас возьмем у нее эксклюзивное интервью, узнаем, как ей фестиваль и в целом, как у нас в Якутии. Сегодня вечером в завершении этого грандиозного фестиваля пройдет замечательное его закрытие, весьма эффектное. Обещается шоу дронов, и также будет световое шоу, и будет фейерверк, который обещает быть просто невероятным и грандиозным, поэтому не пропустите. Алексей почти все рассказал о программе нашего фестиваля. Надо дать ему должное, очень эмоционально, как будто комментировал какой-то спортивный матч, мне так показалось. Но что он не упомянул? Наша студия, вот эта вот, где я сейчас нахожусь, она находится в спортивном комплексе «Триумфе». В этом же спортивном комплексе находится большое количество небольших площадок с разными активностями, в которых принимают участие участники нашего фестиваля. И сейчас я хочу передать слово корреспонденту Дмитрию Тымырову, чтобы он рассказал чуть подробнее об этих активностях. Добрый день, дорогие телезрители, добрый день, участники фестиваля. Сейчас мы находимся на втором этаже Центра спортивной подготовки «Триумф», где расположились несколько творческих площадок в рамках данного фестиваля. Ну а сейчас мы находимся на первой площадке, которая называется «Молодой бизнес», где свои работы представили учащихся школ района, которые занимаются своим бизнесом. Здесь участники фестиваля могут посмотреть и приобрести различные товары местного производства, то есть выполненные руками учащихся школ региона. Также здесь непосредственно в рамках самого фестиваля можно даже изготовить себе и приобрести вот такую кружку с логотипом фестиваля. Ну а давайте спросим, насколько это быстро здесь происходит и насколько быстро это можно здесь приготовить и выпустить и взять с собой. Подобную кружку сделать очень быстро, буквально за 5-10 минут. Все, спасибо. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая площадка, это у нас тоже касается именно развития бизнеса. Здесь уже в игровой форме гости фестиваля могут поиграть в экспресс-деловую бизнес-игру. Расскажите вот здесь, что за игра и как здесь можно выстроить свой бизнес. Добрый день, это бизнес-игра, то есть увеличенная форма дженги. Участники фестиваля собирают свой бизнес из вот этих слов, например, вот так. И если кубик падает, то он, соответственно, проигрывает. Все, спасибо. Очень круто, ну реально интересно, потому что в последнее время игра Джанго является одним из самых популярных среди молодежи. Ну а следующая площадка, которую здесь мы можем показать, это площадка искусства и кинематография, где посетители фестиваля во время всего проведения этого мероприятия на этих бюстах оставить свои пожелания, свои какие-то отметки с помощью этих атрибутов: кисточки, маркеры, краски и другие
свои принадлежности. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая площадка, которую здесь вы можете увидеть, это площадка мультипликации и анимации. Здесь вот представлены работы участников, которые в рамках данного фестиваля принимали участие в конкурсе рисунков. С помощью вот этих кукол они их переводили, получается, в бумажный формат. Это у нас получается книга и фильм «Тыгын Дархан», который здесь у нас был выпущен в регионе недавно. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая площадка, я думаю, очень интересная, потому что здесь нужно не только двигаться, но и бегать, прыгать и плясать. Девочки, можно я к вам присоединюсь и тоже попробую, насколько это увлекательно? Так, что мне нужно сделать? Это нужно нажимать на кнопки, да, получается, вот. Да, хорошо, спасибо. Так, двигай. Так, ну активно. Я, получается, выиграл или как? Пока нет. Но это реально увлекательно. Я думаю, что участники фестиваля это оценят. Ну а мы двигаемся дальше и попадаем на следующую площадку. Называется Якутия Travel. Вы, как все вы знаете, Якутия у нас славится различными туристическими маршрутами и туристическими зонами. То есть эти все продукты можно здесь посмотреть на этих рекламных брошюрах. Ну а далее, если пройти, то у нас там раскинулись следующие туристические развлекательные площадки, о которых мы будем рассказывать в последующих выпусках. Оставайтесь с нами, не покидайте наш эфир. Ну а сейчас у нас в студии появляется первый гость. Это председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Он очень много сделал для того, чтобы фестиваль состоялся. Андрей Владимирович, здрасте. Здравствуйте. Ну, вас называют автором идеи фестиваля. Так ли это вообще? Как пришла идея? Вы были одним автором, единственным, или это была группа авторов? Расскажите. Ну, у нас команда, огромная команда. Это команда и глава, и правительство, которое сегодня воплотила вот этот фестиваль и создала его, потому что одна из кульминаций, я сколько-то раз говорил, кульминация алых парусов, это подход самого корабля, который в надежде, все ждут молодежь, которая вот выпустилась, и у них уже впереди большая дорога, и чтобы уйти на это, войти в эту большую дорогу, корабль их перевозит. Символично, да-да-да, как символ, конечно. А у нас кульминация, это сегодня выход подснежника, который сквозь лед разрывает. Этот лед поднимается и зацветает. Это вот наша молодежь. То есть она дает сегодня возможность, таланты, которые у нас сегодня в Якутии есть, молодые таланты, они, как этот цветок, поднялись сквозь лед, встали. И вот я сейчас хожу по площадкам многим, которые мастер-классы дают и так далее. И красивые, хорошие тенденции, то, что сегодня молодежь хочет идти вперед, взрослеть. Конечно, хочет. Она еще за пандемичный этот год, я думаю, застоялась, что любит свою землю и хочет Конечно. на своей земле это все делать, понимаете? Не надо выезжать куда-то, уезжать, надо здесь оставаться и создавать, и созидать. А сложно было продвинуть идею фестиваля? Сложно ли было технически подготовить? Какие были вообще сложности? Мы думали, как вот, знаете, лето забрало, соответственно, Питер забрал. Многие другие тоже не подходили, не осень, а хотелось, чтобы свое. То есть мы говорим об арктической части своей страны. И, соответственно, еще такого арктического праздника не было молодежного. Вот мы его и с помощью... То есть это не случайная дата, это такое прям расставляли, что называется, по календарю? Да, смотрели. Ага. А технически, насколько, потому что получилось это фестиваль масштабный, я не знаю, вы изначально планировали, что это будет несколько дней, что это будет серьезное, грандиозное шоу в финале, такая кульминация? Ну, видите, оно и пандемия, и так далее, многое, что здесь смущало, и доставка оборудования. И хочется же, мы же не просто хотим там провести праздник на пальцах. Мы хотим использовать технические средства, которые сегодня доступны и которым пользуются многие уже и страны, как арабы, там, Китай. Поэтому и хочется новшества, и дроны, и хочется сегодня в робототехнике и так далее, и даже передачи эфира, телемосты, потому что мы хотим заявиться на всю страну.
о том, что сегодня есть артическая молодежь, которая достойно сегодня пополняет все ряды страны. Вот, кстати, про молодежь. А скажите, на ваш взгляд, насколько вот нынешняя молодежь, нынешние ребята, да, кто там заканчивает школу, учится в институтах, насколько они отличаются от молодежи 10-летней давности, 20-летней? Ну вот я был когда-то тоже молодым, я вам скажу, что да. Серьезно? Да. И в действительности вот, мы были в каком-то шаблоне, жили, что вот завтра, как говорят, у нас будет телевизор, холодильник, то есть все этапировано как-то. Ты знал, что ты едешь уже служить или там работать в какой-то удаленный уголок, а здесь у молодежи сегодня такого стандарта нету. То есть только от собственного таланта. Как ты себя покажешь, как ты проявишь и что ты сегодня, какой задел получишь в обучении. И такое стремление, я смотрю, и жажда жизни, получения этого таланта. Я не могу не задать этот вопрос. Вы же наверняка очень много работаете с разными делегациями, не только в рамках МУС, УСТАР, вообще в принципе. Вот люди, которые приезжают из других городов, из других регионов России, может быть, из-за границы, какие-то есть стереотипы о Якутии, о Якутске? Вот самые нелепые, с которыми вы сталкивались? Вот, знаете, вот стереотипы, вы правильный вопрос такой задали. Вот я сегодня увидел, показывают мультфильм «Суворов», разработчики. Они говорят, мы вот выбрали из толпы наступающих солдатов, выбрали там русского Ивана, который влюбился, и, соответственно, он сюжет этот на фоне исторического события, патриотического события. То же самое вот я сижу и думаю, так в этом массе солдат был якутянин, который тоже может влюбиться, также может двигаться, но мы говорим теперь, вот с Башкатом тоже говорили, с Борисом о том, что, Машковцем, говорили о том, что а давайте в преддверии события, потому что события освобождения в свое время Европы, Суворовым там и так далее, происходило и на море. Был Ушаков, который с моря атаковал. Давайте найдем матроса, якута, который в событии в этом участвовал, ну и создал какой-то сюжет какой-то. Да, конечно, найдем. Хорошо, спасибо большое, Андрей Владимирович. Наш эфир продолжается. Сейчас мы проведем небольшую экскурсию. Это, собственно, не совсем экскурсия, это квест. Но квест называется «Экскурсия по городу», по Якутску. Если вы никогда не были в Якутске или плохо знаете Якутск, то вам необходима экскурсия. А если интересует профориентационное просвещение молодежи республики, то смело приступайте к квест-экскурсии. Ну что, поехали с нами, скоро все узнаете. Маршруты квеста делятся на 4 направления, в которых по 5 разных локаций. Вот это дореволюционная карта. И ребята сейчас в современной карте через телефон ищут. Ориентировочно время прохождения 2 часа. На каждой локации вы находитесь 20-30 минут. Нина! Я знаю, угадала! Цель игры не победа, а профориентационное просвещение. Вот посмотрите, ручная роспись, вот она. Берем ватку, можно так все время рисовать. После этого будем красить, потом уже на печку. Но по мере исполнения заданий и мастер-классов организаторами будет определен один победитель с каждой команды. Итого 8 человек получат сертификаты на посещение музея «Россия. Моя история». Целью квеста-экскурсии является профориентация молодежи республики. Как вы считаете, предпенсионному возрасту подойдет такая квест-экскурсия или это слишком уже будет очень ярко? Нет, каждому, даже если этот человек пожилой, все равно будет интересно узнать историю о Якутии. А у тебя какие были впечатления? Очень веселые, мне все понравилось, особенно угадывать, какую еду нам показывали на карточках.
И на этой веселой ноте... Музыстар! Молодцы! Друзья, я обращаюсь сейчас ко всем, кто находится на платформе Synergy Online. Таких я знаю очень много. Вы можете выиграть призы. Мы специально придумали для вас, разработали геймификацию. Вам всего-навсего нужно в этой геймификации участвовать. Все подробности вы найдете на synergy.online. Заходите, смотрите внимательно, участвуйте. Там замечательные призы. Я думаю, в конце нашего сегодняшнего прямого эфира буду подводить итоги, расскажу, кто какие призы выиграл. Там и беспроводные наушники, фотоаппарат с печатью, со специальной, там, пауэрбанки и так далее. Ну и движемся дальше. Еще один репортаж. Знаете, есть такая категория людей, которых в музей не затащишь. Многие считают, особенно многие родители, что это современная молодежь, что им ничего не интересно, им только в телефонах сидеть, в компьютерах и так далее. Вот не затащишь в музей и все, потому что это скучно. Но не всегда музей равно скука. Наш следующий сюжет в этом, я думаю, убедит всех. Для этого, причем сейчас вам никуда даже не придется идти, ни в музей, ни куда-то. Корреспондент уже побывал везде, все разузнал и сейчас расскажет про выставку молодой художницы. В рамках Муз Устар сегодня проходит мастер-класс от нашей знаменитой художницы. Здравствуйте, Мира. Скажите, пожалуйста, как проходит мастер-класс, кто присутствует, вот талантливые ребята, как у вас настроение? Здравствуйте, настроение у нас прекрасное. Этот мастер-класс, перформанс, проходит, я думаю, что впервые в мире. Думаю, что прецедентов и аналогов никогда еще не было. Мы пишем собирательный образ жителя Якутска. У нас позирует 3 модели, сейчас это уже вторая модель. Они все разного пола и разной национальности. Таким образом, это совершенно объективный, точный портрет нашего современника. То есть у вас собирательный портрет с 3 разных людей. Ничего себе, у меня аж мурашки. Скажите, какую картину, может быть, вы в данное время пишете дома, о которой еще никто не знает, никто не видел, ну, скажем, завесу тайны чуть-чуть? Сейчас я работаю над своей масштабной серией, фигуративной. Это будет серия из нескольких работ. Там совершенно особая композиция, совершенно особая подача и совершенно особые модели. Поэтому я думаю, что следующее шоу будет не менее впечатляющим, чем то, что сейчас проходит здесь. А скажите, когда и где мы можем еще посетить ваши выставки? Ближайшие выставки запланированы в Новосибирске и Владивостоке. Но я думаю, что в Якутске тоже у нас будет такая возможность. Пожалуйста, следите за новостями на моей странице в Инстаграм. Ага, хорошо, спасибо огромное, Мира. Ну, также хотелось бы добавить пару слов. Как вы заметили, она очень замечательная, прекрасная и красивая девушка. Пожелаем ей успеха и также творческим ребятам, чтобы у них все получилось. Такое чувство, что рядом с Мирой каждый может стать художником, но на самом деле это не так. Вот, выставка продлится до 18 апреля, так что обязательно приходите, вы точно не пожалеете, потому что нам нужно приобщаться к искусству. Конечно, надо приобщаться к искусству. А сколько разных видов искусств существует? Пожалуйста, вот про живопись мы только что поговорили и узнали. Но из всех искусств для нас важнейшим является что? Кино. Кино – это актеры, конечно же, и сейчас мы с вами перенесемся на мастер-класс актера Михаила Башкатова. Михаил, конечно, не только актер, но именно актерский мастер-класс, мастер-класс по актерскому мастерству Михаил провел здесь, в Якутске. На сцену попал. Мы находимся в Синема-центр на мастер-классе по актерскому мастерству, который ведет Михаил Башкатов. Слушайте, здесь очень интересно. Все 2 часа юные актеры с замиранием сердца слушали своего кумира, задавали ему интересующие вопросы и получали развернутые ответы. Что-то в себе меняешь, и тебя и внутри у тебя все меняется. Ну, то есть ты представляешь, какой, допустим, вот этот твой герой, какой он, как он выглядит. И вот как, от того, как он выглядит, у тебя неизбежно и внутри меняется. При подаче заявки на участие в мастер-классе Михаила Башкатова там был такой вопрос: почему именно я? Что же написала ты? Актерство — это культура прежде всего, и, как сказал Михаил Сергеевич, это ответственность. И я хочу нести ответственность за Якутию и в дальнейшем
создавать что-то новое, творить, потому что будущее в наших руках находится. Я актер ощущений, то есть это ближе, наверное, к чеховской системе, когда ты идешь как бы от ощущения правильно, ты делаешь неправильно, то есть ты в каком-то для себя задаешь какие-то эти рамки, коридор какой-то, и в нем так тук-тук-тук, и в нем импровизируешь. Для меня было важно получить обратный отклик, как от человека, который в театральной сфере занимает достаточно такое влиятельное место, получить обратный отклик в плане работы над ролью, в плане мотивации и то, что нужно именно молодому, перспективному актеру для воплощения своей роли. Но мне кажется, что надо играть. Не надо превращаться в другого человека и жить его жизнь. Вот так актеры многие сходят с ума, действительно. Они, типа, да, он там ушел и не вернулся. То есть вы можете забраться в другого человека, как актер, там, да, себя, да, построить там себе этот домик. Но надо знать, как оттуда выбраться, вернуться к себе. Мне интересна эта сфера, и тем более мой любимый актер все так интересно и подробно рассказывал. Можно было вживую задать вопрос, который меня всегда интересовал, и он бы ответил. И живое общение, ну, это самое лучшее. Дальше вам все сложнее и сложнее будет заставлять себя учиться чему-то новому, пробовать что-то новое. Каждый там, не знаю, освоить новый навык, для вас это будет целая история, восхождение на гору, к которому нужно подойти, там, не знаю, купить снаряжение, там, карты, там, почитать. Сейчас вы можете просто взбежать на эту гору вот так за раз, и все. Поэтому дерзайте, делайте. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Вот если бы вы подавали заявку на свой мастер-класс, что бы ответили вы? Если бы я хотел попасть на мастер-класс не к Михаилу Башкатову, а к какому-то человеку, который мне действительно интересен, хотя я себе интересен, я бы, наверное, написал, что у меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответы, которые помогут мне стать лучше в своем деле. Вообще, молодцы ребята, они интересовались действительно важными вещами. И видно, что они погружены в тему, что они уже что-то делают. И у них вопросы не как начать что-то делать, а как сделать это лучше, как вообще стать лучше. Может быть, вы научите меня смеяться или плакать? Какая должна быть манипуляция? Откуда? Из души, из сердца? Что надо делать, чтобы я вот прямо сейчас захохотала, как оперная певица? Что такое смех? Это выдох. Это выдох со звуком. Да, но мы только еще глазами улыбаемся и ртом, как будто у нас хорошее настроение. Да? Типа, да? Ресторан корейский. Я бы испугался, если честно, если бы со мной вот так вот мне в лицо Михаил Башкатов бы хохотал с такой интенсивностью. Но корреспонденты и корреспондентки в Якутске очень смелые и отважные люди. Мы находимся сейчас в спортивном комплексе «Триумф». Здесь уже начинают собираться зрители. Вообще надо сказать, что несмотря на то, что здесь концертная часть начнется чуть позже, пока мы только, скажем так, разгоняем нашей видеотрансляции, концерт начнется чуть позже, но зрители уже за несколько часов начали собираться вокруг, заходить внутрь, пытаться пройти на площадку, посмотреть, что здесь происходит. А здесь, естественно, и саундчек был, и все что угодно, все, что сопутствует большому мероприятию, большому концерту. Вот видите, зрители уже постепенно начинают занимать места. Кстати, надо сказать, что регистрация гостей, которые хотели сюда попасть, мы, к сожалению, вынуждены были ее остановить чуть ли не за неделю до сегодняшнего мероприятия, потому что у нас банально закончились места. Естественно, есть серьезные ограничения, вы сами прекрасно знаете, поэтому мы не можем столько гостей посадить, сколько нам хотелось бы, сколько хотелось бы зрителям, но, тем не менее, вот, как видите, уже ребята собираются. Михаил Башкатов и я, мы прилетели вчера накануне. Я, может быть, в процессе нашей сегодняшней трансляции чуть-чуть расскажу о своих впечатлениях, что я за вчера успел посмотреть, но, наверное, уже чуть позже. А сейчас хотелось бы немножко поговорить о сфере IT.
Информационные технологии, я думаю, вы все прекрасно знаете, особенно, естественно, молодые ребята. Мне кажется, что IT, ну это в принципе все специалисты говорят, информационные технологии — это та сфера, которая будет необходима абсолютно любому человеку. Если раньше это считалось сугубо техническим, технари, компьютеры, это вот где-то в одной стране, гуманитарий в другой. Сейчас даже, если вы гуманитарий, филолог, биолог, химик, неважно, вам все равно необходимо владеть информационными технологиями в том или ином объеме. Давайте посмотрим. У нас впереди компьютерный бой, настоящий компьютерный бой. Что это такое? Давайте посмотрим наш репортаж. Плейбой! Я, конечно, одета не соответствующе, но это не так обидно, потому что за этими дверями движется самый настоящий компьютерный бой. Ребята из двух команд борются за призовой фонд в 155 тысяч рублей. Давайте узнаем, что же такое киберспорт. Пойдемте, пойдемте. То есть ты банишь условно героев на первой стадии, потом они пикают героев, потом опять бан. То есть они пытаются подобрать оптимальные комбинации, а мы банами мешаем, и они тоже нам попытаются помешать так. У меня все в голове записано, типа это инстинктивно уже все происходит. Мы сейчас поговорим с капитаном команды. Скажите, пожалуйста, как вы выбирали пики? Скажите, пожалуйста, какая у вас сейчас применяется тактика? Скажите, пожалуйста, а кто сейчас самый опасный участник? Придется идти разговаривать с организатором. Вопрос задать невозможно, ничего узнать невозможно, и нам удалось поймать Александра Егорова. Это организатор киберспортивного турнира Dota 2 Yakutian Championship. Расскажите, пожалуйста, почему именно этот вид спорта вы выбрали? Я играми увлекался давно-давно, но киберспорт — это сейчас спорт не будущего, но настоящего. На этом фестивале «Мусустар» мы в рамках нашего трека киберспорта проводим этот турнир. И когда мы только ввели регистрацию, у нас сразу же встретились 55 команд. Это почти 300 участников. Да, за короткое время они собрались, сыграли отборочные игры, провели в стадии плей-офф. И сегодня вот в этом киберспортивном клубе мы сегодня решаем, кто займет первое место. Призовой фонд у нас обозначен в размере 155 тысяч рублей. Первое место получит 75 тысяч рублей и уникальные серебряные перстни чемпионские с символикой нашего фестиваля. Махтал. Это по-якутски спасибо. Ну что ж, было очень увлекательно. А победителя мы узнаем сегодня в прямом эфире со сцены спорткомплекса «Триумф». Так, ну, компьютер компьютером. Вы даже видите, что я вот сейчас сижу за компьютером, не отвлекаясь. И я еще, знаете, говорю, у меня мой, например, сын, ему 14 лет. И он как раз вот компьютеры, для него вот это вот компьютерные бои, киберспорт, для него это целая огромная индустрия, которая ему очень интересна. И он пытается доказать своим родителям, что киберспорт — это вообще серьезно, что киберспорт, на этом можно зарабатывать, на этом можно сделать карьеру. Он приводит в пример киберспортсменов, которые, ну, действительно самые крутые, опытные киберспортсмены зарабатывают сотни тысяч и даже миллионы долларов за сезон. И поэтому у меня вот с моим юным киберспортсменом происходят постоянно такие дискуссии, надо ли параллельно с киберспортом и Counter-Strike еще учиться в школе, или уже можно как бы отодвинуть куда-то. Хочу еще раз напомнить о геймификации, раз уж мы заговорили про компьютерные игры и все остальное. Те, кто находится сейчас на платформе Synergy Online, могут участвовать в этой самой геймификации. Вам нужно, все правила на synergy.online вы найдете, смотрите внимательно. Участвуйте, выполняйте несложные задания, и у нас будут призы. Я вот вам сейчас даже могу рассказать, что это будут AirPods Pro, это будет фотоаппарат моментальной печати и беспроводное зарядное устройство. Короче говоря, призы очень неплохие. Мне кажется, стоит побороться, тем более, что от вас нужно не так много. Напоминаю также, что каждый зритель нашей телетрансляции может стать и участником этой телетрансляции. Вам нужно выложить в Инстаграм или в соцсети свою фотографию с хэштегом #MuusUstar. #MuusUstar в одно слово пишется. Вот сейчас я смотрю, по этому хэштегу выдает немало красивых фотографий. Так, ну вот сначала новые. Так, я вижу, давайте вот посмотрим, что это за ребята.
Так, вот, Якутия Travel, пожалуйста, фото с фестиваля Мусу Стар. Так, смотрим. Ой, так, смотрим дальше. Вон целая команда какая-то. У нас вообще много команд. Сегодня будет, для зрителей, кто не в курсе, я скажу, будет шоу Алины Загитовой. Алина привезла целую команду фигурного катания. Вот какой-то мужик тут что-то сфотографировался на фоне пустого зала. Это я готовился к эфиру. Вот. Так, вот ребята. Ну, очевидно же, что повара. Нет, не очевидно. Вот так вот, когда смотришь маленькую фотографию, думаешь, о, в белом, значит, повара или врачи. В общем, вы тоже можете выложить свою фотографию. Для этого не обязательно находиться в комплексе «Триумф», где мы сейчас находимся. Но было бы неплохо с одной из площадок выложить свою фотографию. Можете, если вы смотрите нас где-то еще, принять участие таким образом. У нас на связи Дмитрий, наш корреспондент. Давайте попробуем с ним пообщаться. Дмитрий, как меня слышно? Так. Я Дмитрия вижу, но не слышу. Судя по всему, он меня и слышит, но не видит. Так, ну, слушайте, прямой эфир. Давайте с Дмитрием мы попробуем наладить, чтобы еще было его и слышно, а не видно. Он находится как раз сейчас в эпицентре событий. Я не знаю, слышно вам сейчас или нет. У нас здесь параллельно проводит технически, домонтируют декорации. Здесь уже идет саундчек. С Дмитрием мы свяжемся чуть позже, а сейчас наш видеосюжет. Итак, мы находимся в точке кипения на бизнес-игре «Аукцион», которая является гениальным тренажером делового мышления. Сейчас я вам все расскажу. Проходите. Мы сейчас поговорим с Натальей Харенко, и она нам сейчас все расскажет. Это аукцион, который проводят преподаватели, сертифицированные тренеры корпорации малого и среднего предпринимательства Центра «Мой бизнес». Участники игры научатся быстро принимать решения, мыслить как предприниматель, грамотно распоряжаться своими деньгами и временем, а также создавать бизнес и управлять им. Короче, строительная компания, да? И мы строим дома, потому что поняли, что вот конкретно в этой игре, вот если ты строишь вот эти дома, то ты зарабатываешь больше всех. Ну, грубо говоря, покупаем пазлы и продаем их заново. И кто больше соберет, тот и победил, если серьезно говорить. Ну что, получается продать подороже? Обычно кубик. Все, за 100 берем, за 1000 или за 2000 продается. Easy money, как говорится, easy win. Вы видите сейчас эту активность. Мы попытались максимально моделировать ту ситуацию, которая в жизни встречается каждому предпринимателю. Это изменение законодательства, это изменение рабочего времени, это изменение команды, в которой ты начинал свой бизнес. То есть мы постарались максимально приблизить молодых начинающих предпринимателей к реалиям жизни. И за очень короткие временные рамки посмотреть, кто из них сможет выжить в этой ситуации, после чего мы проанализируем ошибки и выявим самого успешного, то есть самого богатого. Кто из них больше всего заработает условных единиц, тот и будет победителем. Спасибо вам большое. Ну а сейчас мы пойдем разговаривать с Ярославом Никитиным и узнаем, как же начать свой бизнес еще в школе. Сейчас не круче перед вами. Всем здравствуйте. Самое главное — тестировать гипотезу по ходу-циклу, пробовать, тестировать, причем это сможешь делать, используя минимальные ресурсы, да, потому что есть интернет, есть телефон, соответственно, ты можешь попросить своих друзей попробовать купить, например, вещь, просто построить какой-то продукт, можешь что-то перепродать быстренько. А вот мы в школе покупали блоками жвачки и перепродавали потом по одной штучке. Это считается бизнесом? Да, конечно, потому что вы получали прибыль. И более того, я считаю, что как раз предпринимательское мышление, да, вот как раз как вот этот бизнесмен, оно может быть не только, например, у предпринимателей, но и как раз и у людей, которые работают нами, то есть которые готовы предпринимать усилия, которые готовы брать ответственность, инициативу, что-то делать, поэтому это здорово, и как раз это тоже можно назвать бизнесом. Какие трудности в плане официального оформления? Самое главное — это эмансипация, это преодолеть. Но по секрету могу сказать, что пока, можно потестировать, то есть если вы не уверены, что идея ваша жизнеспособна, можно пока не открывать, но это не надо долго тянуть, потому что все-таки надо платить налоги, и надо это делать официально. Было очень увлекательно. Ну а мы едем дальше. Это правда было очень увлекательно. Я не все, может быть, расслышал правильно, но мне показалось, что там замечательная бизнес-модель. Покупаем за 100, продаем за 1000 или за 2.
неплохая доходность. Надо будет уточнить у автора этой идеи, что, собственно, за товар он продает. Надеюсь, этот автор этой идеи до сих пор находится в спортивном комплексе «Триумф». Мы именно здесь сейчас находимся. Не знаю, возможно, вы слышите, у нас уже идет в том числе и музыка, собираются зрители. И, кстати, все зрители, конечно же, зрители и участники нашего фестиваля, и вы можете выкладывать свои фотографии с хэштегом #MuSuStar. Давайте посмотрим. Сейчас вот я прям обновлю, что тут у нас есть из фотографий. Вот на видео, ну, вы видите, глава республики уже приехал сюда в комплекс. Постараемся его затянуть, затащить в наш прямой эфир. Так, фотографии. Фотографии, вот, пожалуйста, из последних фотографий, которые я вижу. Так, девушки-участницы, видимо, вот казалось бы, почему, смотрите, две одинаковые, да, вот тут вот 3 лайка, тут 2 лайка, а я предполагаю, что это, давайте проверим, одна и та же фотография у Насти, и эта же фотография у ее подруги, ну да, как я и предполагал. Так, это, я предполагаю, все участники, это кто-то бэкстейдж, по-моему, нашу сцену сфотографировал, вот так вот это все выглядит, видите, тоже покажу вам, уважаемые зрители нашей трансляции, как выглядит то, что только-только устанавливается. Видите, техническое, аппаратное. Так, ой, это, видимо, был автор этих видеороликов. Это пока все наша площадка без зрителей. Сейчас уже постепенно будут со зрителями. Так, это человек смотрит, так, нормально ли я причесан? Ну, как и все мы, ну, вполне. Для чего еще фронтальную камеру можно использовать? Так. А вот это что за интересное, извините, я параллельно прямо вместе с вами смотрю. Я думал, что это какие-то обои, а это, оказывается, еда. Это пицца. Так, очень многие люди любят пиццу. Так, интересно, #MuSuStar. Почему по хэштегу #MuSuStar нам тут показали пиццу? Так, юные участницы, судя по всему, или зрители #MuSuStar, #MuSuStar Travel. Да, замечательные девчонки. Действительно, я думаю, что и детям тоже есть что посмотреть. Вообще, в принципе, молодежь, ну, в широком смысле, да, много интересных площадок, много интересных активностей. Здесь можно познакомиться, завести новые знакомства. Но, знаете, как вот есть такая история бизнес-инкубатор, да, когда молодые, не обязательно очень молодые, но просто активные ребята собираются, обмениваются идеями, группируются, начинают свой бизнес и так далее, и так далее. Так, а что у нас, я смотрю, вот трансляция, ага, глава Якутии, уж не Михаил ли Галустян там стоит, обратите внимание. Скромный, это у него орден, по-моему, у Михаила, вот на левом лацкане. Или просто красивая брошь, что тоже вполне может быть. Так, ну вот видите, как раз и Айсен Сергеевич, и Михаил, не знаю, как Михаила по отчеству, ходит по нашей сегодняшней экспозиции, по корнерам, по небольшим таким стендам, где находятся самые разные активности, самые разные идеи реализуются. И сейчас, судя по всему, надо будет главе республики что-то нарисовать. Надеюсь, он нарисует это что-то с хэштегом #MuSuStar. Так, просто такая раскраска. К вопросу о бизнес-идеях. У нас придет через некоторое время, я думаю, через несколько минут мы ожидаем юного бизнесмена, ну, хотя, наверное, юного как-то звучит немножко пренебрежительно, молодого бизнесмена, молодой парень, которому 17 лет, Ярослав Никитин, он уже является бизнесменом, причем, насколько я знаю, у него несколько бизнес-идей, которые он сгенерировал, которые он воплощает и которые, наверное, многие из которых успешны. Очень интересно поговорить с этим парнем, в том числе и про его неудачи, потому что историю успешного бизнеса ты всегда можешь объяснить постфактум, почему этот бизнес стал успешным, а вот проанализировать в том числе свои ошибки, это всегда интересно не только, как мне кажется, для того, кто совершил эти ошибки, это важно, для тех, кто занимается бизнесом, это тоже очень интересный и важный опыт, чтобы изучать чужие ошибки, а не только набивать свои. Так. Вот, насколько я понимаю, у нас наладилась аудиосвязь с нашим корреспондентом, который где-то неподалеку от Айсена Николаева и Михаила Галустяна в нашем спортивном комплексе ходит вместе с ними и сейчас, наверное, так вот же он. Дима, слышишь ли ты нас? Так. У меня опять звук пропал.
Кажется, мы слышим Диму. Ага. Ты в эфире, пожалуйста. Ну, у нас в эти минуты глава региона принял участие непосредственно на этой площадке искусства и кинематографии. Как вы знаете, здесь были установлены бюсты, на которых можно было обрисовать их, либо приклеить какие-то тут атрибуты. Все это здесь представлено. Ну, а давайте сейчас попросим немножко получить небольшой комментарий у главы региона. Здравствуйте, Арсений Сергеевич. Вот в рамках фестиваля у нас разные площадки. Мы видим то, что вы здесь приняли участие. Как можете оценить организацию этого фестиваля? Это замечательный фестиваль. Никогда подобного у нас молодежного фестиваля не проводилось. Но тем более приятно, что это первый крупный фестиваль вообще у нас в стране, постковидный, скажем так. Да? И я уверен, что он послужит и делу возвращения всего нашего общества в нормальный ритм жизни, раз. А во-вторых, конечно же, очень поможет нашей молодежи приобрести новые компетенции для того, чтобы в творческих профессиях якутяне всегда были на самом переднем фронте. Было сказано, что фестиваль будет традиционным, в последующем он будет как-то расширяться новыми направлениями. Давайте мы достойно завершим этот фестиваль, а потом посоветуемся, как нам делать дальнейшие фестивали. Уверен, что все у нас получится. Спасибо. Все, мы вышли. Прямое включение было. Вот то, что происходит у нас сейчас здесь, в спортивном комплексе «Триумф». Айсен Николаев, глава Республики Саха-Якутия, здесь находится, ходит, активничает. Возможно, тоже выложит фото в своем инстаграме с хэштегом #MusUstar, как может сделать любой зритель нашей трансляции. Еще один гость в этой студии, Ярослав Никитин. Ярослав, добрый день. Да, здравствуйте, Антон. Можем на «ты»? Конечно. Да? Ярослав, 17 лет тебе? Да. Не обман. Это не обман, могу показать свой паспорт. Я думаю, на входе пришлось уже показать. Скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, у тебя даже не один бизнес, а несколько бизнес-идей, бизнес-проектов. При этом достаточно противоречивая информация в интернете ходит. В 2 словах расскажи, пожалуйста, о себе, что именно, чем занимаешься. Мне 17 лет, я школьник, учусь в 11 классе в университете школе ВФУ. И так пошло, что я с 15 лет уже нахожусь в предпринимательстве. Основал свой первый проект, занимался стикерами, но потом мне очень сильно задело, что школьник... Стикеры, ты имеешь, извини? Которые, клеятся на телефоны, которые можно приклеить куда-то. Потом я увидел проблему, что предпринимательское образование среди школьников не развивается, и как предприниматель решил ее. Создал свой первый проект «Бизнес-Тин». Мы проводили открытые лекции для школьников, собирали каждый месяц под 40-50 человек до коронавируса. Этот проект приносил... Это платный проект? Это был платный. То есть лекции школьники платили деньги? Да, то есть мы реально поставили ценник достаточно низкий для школьников, привлекали их. У нас уже там реально были процессы. Я тоже был спикером, в тот момент. И как раз передал вот эту историю, что нужно развиваться. Ребята, то есть я не пропагандировал предпринимательство, я пропагандировал предпринимательское мышление, если это грубо. Я сказал, что, ребят, чтобы добиться успеха в 21 веке, нужно что-то делать, предпринимать. То есть, причем это может быть не только бизнес, это может быть искусство, актерство, то есть разные абсолютно сферы. Я убежден, что многократная работа, усердие и любовь к своему делу, если это, слагаемый, в сумме это даст как раз это успех, а этот успех как раз будет последствием счастья. Извини, я буду некоторые вопросы тебе тоже выбрасывать. Скажи, ты говорил, что вы приглашали лекторов, лекции для школьников. Что сейчас школьникам интересно? Потому что все жалуются родители, я не знаю, у тебя вокруг, наверное, все родители твоих одноклассников и так далее жалуются, ничего не интересно, сидят в телефонах. Кого вы приглашали? Примеры. Самое главное, знаете, в детстве у нас, у многих это были, например, у моего отца это были военные, знаете, которые защищали, Макарова, все знают, который упал пазухой, чтобы как раз то есть он пожертвовал собой ради этого. И сейчас герои, например, это Человек-паук, эти такие. И мы хотим, чтобы предприниматели, например, основатели, многие маркетинговые агентства. Парень молодой, уже зарабатывает, ему 30 лет, и он настолько классный, что школьник зарядился этим, и он хочет заниматься предпринимательством. То есть мы хотим таких героев. То есть это такие мотивационные, мотивирующие ребята со своим примером. То есть здесь, грубо говоря, знаете, мы не учим бизнесу как таковому, потому что это довольно сложно, и не факт, что мы гарантируем результат. Мы направляем. То есть у нас такая функция, и как раз это такая просветительская направляющая. И мы это тестировали, и мы сделали, знаете, такую тусовки, знаете, у школьников это где-то там с колоночкой, где-нибудь потусить. Но мы сделали по-другому. Мы сделали тусовку, где модно развиваться,
ребята приходят и говорят: а какую книгу ты прочитал последнюю? Мы как-то раз вот... Сами? Никто не заставляет? Да. Или доплачиваете вы? Мы не доплачиваем, да. То есть мы арендовываем помещение, да, то есть пространство в коворкинге. И нам коворкинг сказал: вы что так шумите, потому что школьники кричат, там, кто какой тикток снял, какая гипотеза протестировать. У нас в клубе, да, вот, ну, в этом, да, в рамках лекций, ребята открыли 2 проекта. Причем мы были шокированы, то есть пацан вез носки из Китая. Занимались стикерами, кроссовками. То есть они тестировали гипотезы, приходили, обменивались знаниями, и как раз вот мы это вели до марта 2020 года, потому что, знаете, да, был коронавирус. На тот момент, знаете, были такие планы у нас грандиозные, да, но мы перешли немного в онлайн. Но мне, честно вам скажу, онлайн-лекции мне не понравились. А вот скажи, вот интересно твое мнение. Олег Тиньков, ты наверняка знаешь, предприниматель, да, который много разных бизнесов начинал, и он топит именно за предпринимательство, то, о чем ты говоришь. И он очень часто говорит, что предпринимательство – это такая черта, которая врожденная, ее нельзя развить, если ее нет. Вот по твоим наблюдениям это так? Ты согласен? Я знаю, что есть, знаете, есть авторы, да, а есть ведомые. То есть, авторов меньше, да, значит, то есть, которые творят. Но на самом деле предпринимательство — это про навыки, да. Конечно, ДНК — это когда, ну, я понимаю, что у меня есть ДНК предпринимателя. Но я четко осознал, что можно получить навыки и упорной работой, то есть, да, если ты не мыслишь предпринимательством, ты учишься постоянно, ты вкладываешь это много усилий, то успех, да, будет достижим. Да, возможно, будет это дольше. Но есть там безумное количество примеров, да, которые, ну, реально не с предпринимательским мышлением, но они пришли в эту, да, сферу, попали, начали читать книги, учиться, посещать различные мероприятия. И как раз вот они упорством, да, как раз потому что трудолюбие — это тоже такое такое качество успешного предпринимателя. Поэтому такое спорное, да, есть много тем, но я верю, что абсолютно каждый может хотя бы минимальный какой-то результат достичь. Скажи, ты же уже зарабатываешь, правильно? Да. Еще являешься школьником. Давай так, я не знаю, можешь ли ты назвать абсолютные числа, цифры, да, но вообще, в принципе, насколько это много, ну, вот там по уровню со средней зарплатой там в Якутске? Я чуть-чуть ниже прям. Ну, у меня, знаете, сейчас просто нет такого, что у меня один доход одинаковый. Где-то я заработал больше среднего заработка в России. Вот один у меня хороший прям месяц. Где-то был такой не очень, да, то есть, но мне хватает сейчас там сходить в ресторан на свои деньги. И сейчас я абсолютно делаю все покупки дороже 10 тысяч сам. Соответственно, у меня уже выстраивается более какая-то осознанность к покупкам. То есть я реально очень мало... Откладываешь что-то? Да, я инвестировал, Олег Тиньков, открыл на маму брокерский счет и стал инвестором, да, то есть для меня это интересно, но, знаете, я вот сейчас трачу где-то, не знаю, 7 на себя, потому что мне интересно играться. То есть я вкладываю в проекты, я, наоборот, как-то люблю расширяться, то есть у меня... это прям вот удовольствие и счастье. То есть мне интересно смотреть, ну, потрачу, ну и потрачу. Но для меня больше удовольствия их как-то вложить в процесс. Как можно использовать, не просто потратить один раз и все? Да, то есть я на акциях сейчас потерял 4000 рублей. Вот я понимаю, я бы купил себе, например, какую-то вещь, ну, не такое бы удовольствие принесло. Мне же приятно потерять, но зато я... Приятно потерять? Ну, это урок. Это урок, да. Конечно, Прежде всего, я имею из этого опыт, что не надо скупать акции Сбербанка, да, потому что нерациональные решения я принимал. Я сейчас вот реально вот потерял, самое главное, выводы сделал, что, например, нерациональные покупки не надо делать. Соответственно, я так учусь, формирую какие-то навыки. Золотые слова, да, конечно. Ярослав, извини, что перебиваю, спасибо тебе большое. В принципе, конечно, лучше учиться на своем опыте, да, там, чем на чем-то чужом, потому что чужой опыт, он слишком далек от тебя лично. Спасибо Ярославу. Ярослав Никитин, молодой бизнесмен, был у нас в эфире, а мы продолжаем. У нас на очереди наш сюжет. Можно сфоткаться? В Якутске проходит очень множество различных мероприятий. Здесь очень много талантливых у нас на сегодняшний день ребят. Это молодежь творческая, уникальные ребята. Они не только с нашей республики, со всей России, также со всего мира. Как вы можете видеть, мы сейчас находимся в IT-парке. Здесь представлен мастер-класс робототехники. Молодежь республики здесь ознакомятся с основами программирования и робототехники в рамках молодежного фестиваля «Мус Устар». Также пройдет мастер-класс по программированию,
который позволит познакомиться с основами разработки игр и приложений. Участники смогут создать элементы анимации и визуальные эффекты самостоятельно. Также с одними из них мы вас сейчас познакомим. Здравствуйте, ребят. Скажите, что за у вас такой интересный робот на колесах? Я, насколько знаю, вы бросили вызов физике, то есть изучаете физику. Вот, можете, пожалуйста, об этом рассказать поподробнее? Здравствуйте, да. Мы решили изучить такое явление, ну, как передаточное число. Мы поставили эксперимент. Если мы изменим передаточное число, насколько изменится скорость? То есть прямолинейно или все же будет какие-то отклонения, то есть погрешность? Ну и в ходе эксперимента оказалось, что при изменении передаточного числа увеличились механические нагрузки, и в итоге скорость не увеличилась в то число, на которое мы рассчитывали. То есть скорость так и не увеличилась. Спасибо огромное. Также пройдем дальше. Здесь у нас есть специальный робот, который чистит вентиляцию. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что за такой у вас интересный робот? Я знаю, что он чистит вентиляцию. Не знаю, чистит ли ее кто-то у нас сейчас вообще. Можете рассказать, как это вообще происходит? Здравствуйте, это робот, который, как вы уже поняли, чистит вентиляцию. У нас есть такой робот, который чистит ее по горизонтали в дальнодоступных местах, которые недоступны человеку, то есть. И также есть вот такой вот ручной, не скажем робот, но он очищает вертикальные вентиляции. Спасибо вам огромное. Также вот сейчас здесь проходит комиссия, проходит отбор. Возможно, каким-то творческим проектом, изобретением дадут жизнь в дальнейшем, выделят финансы, и все будет круто. Также там есть робот, который сам чистит ягоду, то есть не нужно часами сидеть и от шелухи вычищивать ягоду. Также есть специальный дрон, который, как мы знаем, дроны очень недолговечные, они летают всего минут 10, а вот данный дрон, он летает с помощью собственной батарейки и может летать в 2-3 раза дольше обычного дрона. Но одно из самых интересных изобретений здесь, которое меня лично очень покорило и удивило, это робот-музыкальный инструмент. Вот, здравствуй, расскажи, пожалуйста, про своего музыкального робота. Я вот слышал, как он играет, то есть у него есть как-то свой подсознательный дирижер, и у него, скажем, барабаны, да, музыкальные инструменты вступают через определенное время, создавая музыку. Можешь ли ты его нам включить, и мы бы могли послушать? Расскажи, как как тебе пришла идея сделать такого робота, и долго ли ты этим занимался? Но это, в смысле, проект, который должен был сделать другой, но он ушел из школы, и поэтому мне его дали. Скажи, ты бы мог включить, чтобы мы послушали музыку? Она в национальном стиле, я так понимаю, да? Здесь даже внешне все выглядит в национальном стиле, да? Они запрещают нам, потому что мы мешаем звуку. Ну ничего, для нас можно включить, мы недолго послушаем, мы все договоримся, нам разрешили, все будет хорошо. Вот, как вы можете видеть, играет у нас специальная фоновая национальная музыка, потом вступают барабаны, далее другие инструменты. Вот, собственно, вот так вот здесь достаточно весело проходит мастер-класс робототехники, так что обязательно следите за новостями, будьте в курсе событий. Впереди еще много чего интересного. По-моему, отличный репортаж, посвященный робототехнике. Пусть вас не смущает то, что представленные образцы робототехники выглядят, как-то так, ты думаешь, что это такое? Это же всего лишь машинка на колесиках или какой-то робот, который двигается в одном направлении. Дело в том, что я сам выпускник Бауманки, я учился как раз на факультете робототехники и комплексной автоматизации, так он назывался. И, в принципе, первые образцы любого устройства, они выглядят примерно вот так.
Конечно, многие так и остаются на уровне машинка на колесиках, но из многих идей вырастают настоящие серьезные изобретения, поэтому я желаю удачи и успеха всем начинающим инженерам и робототехникам, которые представили свои устройства. Последний робот в этом сюжете был робот музыкальный. Как раз о музыке мы хотели сейчас с вами поговорить, о музыке Якутии. Слово я сейчас передам Дмитрию Тымырову, нашему корреспонденту, у которого в гостях заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марина Владимировна Силина. Здравствуйте. Ну вот рядом со мной Марина Владимировна, как уже было сказано, это у нас заместитель министра культуры. Расскажите, вот сегодня вы посещаете в рамках фестиваля наши творческие площадки. Насколько интересная организация сегодня здесь на фестивале? Ну, организация замечательная. Мы очень рады, что мы участвуем вообще в этом замечательном мероприятии. В республике очень много талантов. Несмотря на то, что республика у нас небольшая, но талантов очень много, особенно в области культуры и искусства. Мы приготовили замечательные конкурсы, ждем с удовольствием и с нетерпением открытия и объявления результатов. Я их уже знаю, но сами участники узнают их только вечером. Это вокальный конкурс «Улустар» среди исполнителей эстрадной песни и конкурс игры на хамусе «Весенние ритмы». Там тоже очень большая борьба была. Выявились очень интересные участники. У нас вообще замечательная креативная молодежь. А вы успели уже какие-то площадки здесь посетить? И что для вас вот более интересное? Ну, я еще посмотрела, только вот начала тут смотреть, если честно. Посмотрела вот эту площадку музея. Очень интересная тоже площадка, но тут очень современное оборудование выставлено тоже вот для обучения игре. Например, вот ударная установка мне понравилась, Дом музыки выставил. Ну, вообще впечатление от фестиваля очень хорошее. Спасибо правительству, вообще спасибо, что такие фестивали проводятся. Я думаю, что этот опыт, который впервые сейчас проводится в республике и вообще в дальневосточном регионе, примет эстафету весь дальневосточный регион, вообще Россия. И я думаю, что это будет замечательный праздник молодости, музыки, красоты, креативности. А смотрите, можно вот в будущем как-то расширить другие, вот, например, я понимаю, музыка, да, может еще какие-то творческие площадки вот со стороны именно культуры, помимо вот музыка, кино, может еще какие-то другие площадки может добавить? Конечно, они добавлены, в принципе, и кино креативное. В рамках этого у нас были мастер-классы вчера, замечательная Башкатова, вообще люди приняли очень интересный вот этот формат. Мы встречались в Синема-центре, то есть было принято на ура его мастер-класс, общение был такой, как лаборатория творческая. Я думаю, что, может быть, какие-то новые форматы можно было в следующий раз придумать, да? Но, в принципе, для первого опыта, я считаю, это отличный опыт. Ну, а вы считаете то, что вот такой формат проведения фестиваля, это как возможность нашего региона представить свою культуру, традиции, ну и в целом как бы распространить его на другие субъекты страны? Да, безусловно, потому что мы сейчас это пробуем в рамках своей республики, но я уверена, что эти все конкурсы, они могут быть тиражированы именно на российский этап. Хорошо, спасибо. Ну, а я передаю слово нашим коллегам, и мы продолжаем освещать работы творческих площадок сегодня на фестивале. Вам слово. Спасибо Дмитрию Тымырову за этот разговор, за этот сюжет. Будем ждать новых прямых включений с наших площадок. А у нас в студии новые гости. Блогеры Алексей Михайлов, Михаил Кучкин. Здравствуйте. 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 У нас мы сейчас как раз про музыку говорили. Михаил, а вы же музыкант. Да. Расскажите, у вас вот ваш контент, который вы создаете на вашем канале, он посвящен музыке? Ну как, частично. Я не углубляюсь прямо в музыку, то есть я могу какие-то советы, может, какие-то моменты из жизни тоже передавать через свой аккаунт, но да, большинство все-таки, наверное, занимает музыкой. А на чем играете? На гитаре, на синтезаторе. И все.
Выступаю. Ну, я больше пишу песни. А, вы как композитор больше? Да, больше, наверное, так. Ага. Ну, а нет такого, знаете ли, ну, там, не знаю, Лени Кравиц, знаете Лени Кравица? Да. У него был диск, который он записал, он все инструментальные партии играл сам на всех инструментах. Да, но это, конечно, мечта. Вообще, в целом, в идеале было бы, конечно, получить образование, во-первых. Ага. К сожалению, его у меня нет, но я просто занимаюсь любимым делом и хочу показать всем, вот, кто на меня подписан, свое творчество, свою музыку и передать им то, что я сам чувствую. Угу. Алексей, а у вас про что ваш канал? У меня, ну, можно сказать, юмор, да? Угу. Сам я вот по профессии режиссер, и большую сторону я выступаю в концертах и делаю короткие юмористические вайны. Короткие вайны? Да, вайны. Ага. Ну, для народа. Кого обсмеиваете? Ну, у меня есть пара образов, да, вот. Есть народный такой образ «Этюк Леха». Ну, как переводится по-русскому «бедро Леха». Ну, я спортсмен сам, занимаюсь вольной борьбой. Ага. Ну, Хорошо, что вы чуть подальше, на всякий случай. Так. И Вольная есть борьба еще- классическая, вы имеете в Да, виду, ну, хапсагаем, национальным видом национальная спортом, борьба. да. Ага. Ну, выступаем по цехам, по соревнованиям, и, ну, для себя чисто. И вы в процессе схватки записываете вайн. Да, ну, юмор, чисто юмор. И еще есть образ мотор Леха. Этот образ, ну, как можно сказать, копия Вин Дизеля, Торетто. У вас побольше волос. Да, я фанат его. И вот, ну, одеваю парик, можно сказать, да, вот, лосину. И снимаю тоже юмористические вайны. В основном снимаю в автосервисах, в гонках и, ну... Заниженные приборы, заниженные. все как у Вина Дизеля в фильме. Да, и реклама. В основном заработок тоже. А вы зарабатываете, то есть он приносит вам доход ваш? Да, этот образ, он приводит доход. Слушайте, а вот там для вас, например, Михаил, успешный ролик снятый, да, это что там? Количество лайков, просмотров или там фидбэк, Да, обратная связь? скорее фидбэк и обратная связь вот это для меня больше ценится в моих публикациях. И как бы это знак того, что песня понравилась народу, то, что ее можно выпускать, то, что она будет ее слушать. И дальше она, конечно же, тоже в своем образе будет продаваться, может, да, по выступлениям тоже. И это тоже мой такой, немножко другой, но все-таки доход. Как бы я для своей публики даю материал, чтобы они потом его заказывали, может быть, или сами даже пели и так далее. А не было еще такого, что там известные артисты обращались к вам? Что? Местные, да. Но на уровне России еще не было. Ну, как к автору, да? Да, как к автору, да. Да. Спасибо большое. У нас в гостях были блогеры Алексей Михайлов, Михаил Кучкин. У нас уже на главной сцене нашего фестиваля, насколько я слышу отсюда, а мы через тоненькую стенку от этой сцены находимся, начинается обратный отсчет, и я передаю слово большой сцене. Вау! Республика Саха-Якутия – это более 3 миллионов квадратных километров. Свыше 984 тысяч человек и бесконечное число возможностей для твоего развития. Сегодня ты определяешь, каким будет будущее нашей республики. Ярким, инновационным, перспективным. Твой талант – это свет, а свет заряжает своей энергией все вокруг. Ты движешься вперед, и вместе с тобой преображается мир. Зима уступает место весне, подснежники прорываются сквозь снег. Идешь навстречу своим мечтам и заставляешь лед тронуться.
Развивайся. Будь собой. Встречайте, ведущий фестиваля Муз Стар Михаил Галустян! Привет, привет, привет! Давайте, давайте, погромче, погромче! Класс! Наконец-то я добрался до вас. Так давно не был, лет 20 у вас не был. Друзья, как настроение? Отлично. Ну что, я официально поздравляю вас с открытием нашего грандиозного мероприятия. Это свершилось. Мы начинаем. Поехали! Супер! Слушайте, ну, действительно, такое мероприятие, по-моему, впервые проходит в республике. Замечательное, большое, интересное событие. Вы наверняка знаете, что с 24 марта проходило огромное количество конкурсов, мастер-классов, захвачено огромное количество треков по всей территории республики. Сегодня мы с вами будем знакомиться с участниками конкурсов, будем веселиться, развлекаться, общаться. Ну и, конечно, вы знаете, очень много интересных гостей и звезд сегодня будет. Мне просто интересно, я хочу, чтобы вы сейчас мне немножечко помогли. Мужчины, парни, давайте покажите, вы здесь вообще или нет? Что-то кисленько, подождите. Давайте нормально, мужики, вы здесь? Ладно, я понял. Учитесь. Смотрите, как надо. Девушки, вы здесь? Ай, класс. По-моему, у девчонок получше. Остальные здесь? Что, такие тоже есть? Да, ничего себе. Ладно, я шучу. Друзья, ну, по-моему, сегодня будет просто вообще мега круто. Я уверен, туда подальше чуть-чуть еще наполнится побольше трибуны. Я хочу сейчас немножечко важную информацию зачитать. Друзья, фестиваль Мусустар носит масштабный характер и представляет высокую значимость не только для Якутии, но и для всей нашей огромной страны. Подтверждение этих слов президент Российской Федерации Владимир Путин направил нам свое официальное обращение. Дорогие друзья, приветствую вас на молодежном фестивале Мусустар. Искренне рад, что сегодня в Якутии стартует новый, яркий и во многом уникальный проект. Ведь необычный формат фестиваля, его мастер-классы, дискуссии и конкурсы открывают для юношей и девушек широкие возможности заявить о себе, о своих достижениях в профессии и творчестве, спорте и бизнесе. Форум щедро дарит участникам и гостям красоту северной природы, знакомит с историей древнего и сурового края, с культурой и самобытными традициями живущих здесь народов. Уверен, что фестиваль пройдет успешно, станет отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной, талантливой молодежи, увлеченной интересными, содержательными идеями, нацеленными на результат и практическую отдачу. А участие в этом масштабном мероприятии позволит вам приобрести полезный опыт и знания. Желаю вам всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Спасибо, Владимир Владимирович, за поздравления. Я чувствую прилив эмоций. Действительно, нам всем повезло. Мы крутые, ребят, мы крутые. И также со своим обращением к молодежи хочет обратиться заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Дорогие друзья, рада приветствовать участников, организаторов и гостей молодежного фестиваля Мусустар,
который станет настоящим центром притяжения ярких, талантливых и активных молодых людей на гостеприимной земле Республики Саха. Участие в фестивале – это отличная возможность продемонстрировать свое мастерство, услышать оценку экспертов, обрести единомышленников, а главное – научиться новому. Используйте ваш потенциал для достижения высоких целей. Желаю каждому из вас удачи, ярких впечатлений и новых побед. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Аплодисменты! Класс! Ребят, я сюда прилетел из Москвы. У меня еще вообще раннее утро. Но такое ощущение, что утро тоже, у вас тоже сейчас утро. Давайте чуть-чуть поактивнее, пожалуйста. Я знаю, есть кричалка. Мне, между прочим, сказали, я читал сценарий, и там пишется Мусустар. Но я читаю, ну Мусустар, да? Нет, не Мусустар. Мусустар — это лед Роллса, а Мусустар — это ледоход, Как? Мусустар — это что? Ладно, друзья, двигаемся дальше. Чтобы поздравить участников, гостей фестиваля Мусустар и для торжественного открытия программы на главной сцене «Триумфа» я приглашаю главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Валерьевича Степанова, вице-президента корпорации «Синергия» Ольгу Александровну Грищенко. Прошу. Сахам серен эдерчата күндө доғаттар бука барагатын Мусустар фестиваль хағалымытынан итеті кестейникаға дәлебін көміллән. Дорогие друзья, сегодня замечательный день. Мы начинаем наш фестиваль Мусустар. Очень знаменательно то, что сегодня один из первых теплых дней. Сегодня практически начинается весна. Приехал Галустян. Я погоду привез с собой. Вот. И это, на самом деле, если так подумать, первое крупное молодежное, а может даже не молодежное мероприятие, которое идет не только на Дальнем Востоке, но и во всей нашей стране в постковидное время. Это тоже дорогого стоит, дорогие друзья. Всех с этим поздравляю. Безусловно, фестиваль Мусустар объединил в себе сегодня самые различные направления. Мы их видели сегодня: и танцы, и киберспорт, бизнес, технологии, даже политики сегодня вместе с нами. Здесь с нами наш молодой кандидат в мэры Женя Григорьев, который сегодня пришел, несмотря на выборы, к нам. Привет, Женя! Дорогие друзья, и то, что сегодня уже 18 тысяч человек зарегистрировалось для участия в нашем фестивале, говорит о том, что у нашего фестиваля большое будущее. У Якутии в креативных индустриях, творческих индустриях, безусловно, будущее мировое. Мы осознанно поддерживаем эти направления. Мы верим в вас, верим в то, что ваш креатив, ваш талант, ваша энергия сделают Якутию знаменитой не только алмазами и золотом, но и своими кинофильмами, своими играми компьютерными, своими достижениями в изобразительном искусстве, в танцевальном искусстве, да и во многих других индустриях, которые сегодня на самом деле составляют очень значительную часть экономики мира. Я верю в вас, я верю, что все у вас получится, только ничего не бойтесь и идите вперед. И мечтайте, и мечты будут сбываться. С праздником! Здравствуй, наш фестиваль Мусустар, Сахабыт Серегер, Мусустар, фестиваль Батыгар. Уруй! 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 Айсен Сергеевич, спасибо большое. Спасибо за теплые слова. Сергей Валерьевич, прошу. Добрый день, дорогие друзья. Федеральное агентство по делам молодежи приветствует участников форума Мусустар. Это действительно грандиозная площадка,
которая объединяет в себе огромное количество направлений, талантов, талантливой молодежи республики. Мы верим в то, что фестиваль станет надежной площадкой, плацдармом для развития компетенций, для развития способностей нашей молодежи в республике. Действительно, на Дальнем Востоке пока не так много подобных форумов, но их становится с каждым годом больше и больше. Мы будем прилагать и дальше усилия к тому, чтобы молодежь была заинтересована принимать участие. Мы ввели грантовый конкурс уже с этого года, и сегодня будем награждать первых победителей. Нам бы хотелось, чтобы молодежь как можно активнее включалась действительно в креативные индустрии, в профессии будущее, развивали свою активность. Я желаю вам успехов и уверен, что мы на этой площадке будем встречаться постоянно. Только вперед! Ура! Спасибо. Спасибо, Сергей Валерьевич. Ольга Александровна, напутственные слова. Пожалуйста. Вот справа от вас микрофончик. Звук же не обязательно включать. Я могу и без микрофона, на самом деле. Голос поставленный, как, кстати говоря, практически у каждого второго, а может быть и у каждого. Я не всех еще слышала на вокальном конкурсе в этой республике. Поэтому, дорогие, на самом деле, друзья, от имени корпорации «Синергия» и ее главы Вадима Лобова, он сейчас нас смотрит в трансляции, ему привет, тоже волнуется, и для него это событие важно. Мы рассчитываем быть надежным другом для республики и сотрудничать во многих направлениях, но сегодня мы открываем большой молодежный праздник. Я так понимаю, что сегодня как раз начинается весна не только по температуре, но и во всех наших сознаниях, настроении. Поэтому, ребят, удачи. Огромное спасибо всем, кто сейчас участвует. Вы талантливейшая на самом деле молодежь. Огромных успехов, а мы будем за вами следить, помогать и всегда быть рядом. С праздником и Мусустар! Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за напутственные слова. Давайте еще раз поаплодируем за такие слова теплые. Спасибо большое. Друзья, немного важной информации. Без этой информации, к сожалению, никак. Мы благодарим нашего генерального спонсора, крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующихся углей «Эльга Уголь». Это очень здорово, что компании уделяют своей социальной политике такое большое место для молодежи. Партнеров и спонсоров надо поддерживать. Давайте им действительно аплодировать. Люди выделяют деньги для того, чтобы проходили такие знаковые мероприятия. Мы знаем, что у нас в зале присутствуют только ответственные и внимательные друг к другу люди. Поэтому я попрошу вас позаботиться о своем здоровье и обязательно соблюдать правила техники безопасности. Проверьте, на месте ли у вас маска. Постарайтесь придерживаться социальной дистанции. Маски есть у всех? Санитайзеру есть у всех? Перчатки? Покажите. Так, вижу. Класс, молодцы, все подготовлены. Ну что ж, в «Триумфе» очень много, так что спасибо за понимание, друзья. Наш вечер только начинается. Начало положено. Поздравляю вас с таким мощным стартом и предлагаю перейти к первому треку фестиваля «Мусустар». Поехали! Друзья, ну что, у меня к вам вопрос. Есть ли в зале те, кто вчера присутствовал на мастер-классе по актерскому мастерству? Да, есть, смотрю, есть. Жалко, конечно, что не я проводил этот мастер-класс. А может и хорошо, что не я проводил этот мастер-класс. Давайте посмотрим, как это было.
Спасибо за аплодисменты. Я, кстати, заметил своего друга Михаила Башкатова. Он проводил мастер-класс. Давайте встретим бурными аплодисментами Михаила Башкатова. Михаил, выходите к нам. Привет, Якутск! Привет! Мишаня, привет. Как настроение? Давайте, несмотря на всю эту вот социальную дистанцию, все-таки будем как бы чувствовать себя, как будто вот мы вместе, как будто мы вот, да ладно, вот как будто так вот, как будто мы рядом, плечо к плечу. Я слышал, кто-то есть в зале, кто был вчера на мастер-классе. Да? Поднимите руки. О, я тебя помню, привет. И тебя, я всех вас помню. Ребят, надеюсь, было классно, и вы хорошо провели время. Я лично провел время прекрасно, и более того, я зарядился. Зарядился, наверное, я хотел вас зарядить, но в итоге зарядился от вас. Вот до сих пор штырит. Да. Ну, в Якутии это нормально, что? Да, если греемся. Греетесь, да? Все? Все. Ну, спасибо. Что, давайте проводим аплодисментами Михаила. Миш, спасибо большое, что вышел к нам. Спасибо за мастер-классы, которые ты провел. Надеюсь, людям понравилось. Я так понял, Михаил не хочет уходить, хочет остаться. Миш, хочешь остаться со мной здесь? Конечно. Понимаешь, Миша, мы артисты, видишь, когда выходишь на сцену, не хочется уходить с нее. Вот. Тем более, я вижу, что ты не вывозишь. Мне кажется, Я напоминаю, тебе что мы бесплатно выступаем, а Михаил даже заплатил деньги, чтобы выступить на этом мероприятии. Да. Просто, Миш, знаешь, как у меня, о чудо, у меня с собой сценарий, представляешь? Вот это да! Вот это да. Как гласит древняя якутская пословица, один Миша хорошо, а два Миши лучше. Хорошо. Ладно, раз ты хочешь со мной вести, давай, что будет дальше? Ну, что ты? А я знаю, у меня написано. Так, интересно. Не что, а кто, Миш. Прямо сейчас на сцене фестиваля «Муз-Стар» появятся обладатели гран-при Республиканского фестиваля детских театров и студий моды «Сияние Севера», театр моды «Сардана». Они представят нам дефиле с показом своей новой коллекции. Поддержим.
было круто. Круто. Миша, ты знаешь, что это за коврики вот это? Нет, не я знаю. Ковер-самолет? Нет, это лошадиная попона такая, якутская. Правильно я говорю, да? То, что вешается, да, на лошадь. Я вчера просто выяснил. Катался на лошади? Я просто за день до тебя приехал, да, все тут разузнал. На лошади приехал. На лошади, да, на якутской лошади. Слушай, ну вот вообще, судя по нынешней зиме московской, очень актуальная мода. Я бы себе прикупил шапочку. Да? Да? Из этой коллекции. Мне кажется, вот так вот мы по Москве мы идем. Вот так. Мне кажется, вот это с ушками тебе подойдет. Я все-таки по девушкам больше, извини. Извини. Я понимаю, Москва меняет людей, но не настолько. По-моему, очень крутые костюмы. Москва для мужчин не проходит бесследно. И даже по внешности это заметно. Друзья, ну что ж, ваши аплодисменты. «Сияние Севера». Конкурс «Сияние Севера» — это его победители. Цель конкурса «Сияние Севера» это, значит, создание благоприятных условий и так далее. А для награждения участников заочного конкурса театров и студий «Сияние Севера» мы приглашаем на сцену председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко. Андрей Владимирович, добрый день. Добрый день. Поделитесь впечатлениями, расскажите что-нибудь интересное для аудитории. Я хочу подвести итог, объявить итог на площадке кинематографа и искусства. И победителем данной площадки, значимой для Якутии, потому что это традиционное сегодня, это театр моды «Сардана», руководитель театра моды Стручкова Надежда Александровна. Была представлена выпускная квалификационная работа выпускников Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровны Винокурова под руководством Паноховой Зинаиды Дмитриевны. Аплодисменты, друзья! Ой. Вот и заслуженные награды. Поздравляем. Спасибо вам огромное за работу вашу. Можно, общее пожалуйста, фото? Общее. Друзья, подходите. Мы с вами даже пофоткаемся. Смелее, смелее. Друзья, без вашей энергии не получится общей фотографии. Давайте поддержим. Ай, класс. Супер. Итак, еще раз поздравляем. Спасибо, спасибо большое. Поздравляем. Награда нашла победителя. Театр моды «Сардана» и его руководителя. И идем дальше. Перед тем, как мы продолжим, несколько слов о наших партнерах. Мы выражаем благодарность за помощь в организации сегодняшнего фестиваля нашему официальному партнеру ФГМ «Финанс». И благодарим партнера нашего фестиваля алмазную компанию «Алроса» за поддержку креативной и талантливой молодежи. Аплодисменты, друзья! Партнеров надо поддерживать! Друзья, в течение всего дня фестиваль «Мусустар» проходит не только здесь, в пространстве стадиона «Триумф», но и в онлайн-студии, где работает наш большой друг Антон Камолов. Я предлагаю связаться с ним прямо сейчас и узнать, какая атмосфера сейчас в эфире. Антон? Михаил, вот тут вот у меня наушник. Мне кажется, если вот так вот не прикладываете руку к наушнику, то прямой эфир не выглядит прямым. А Михаил, как меня слышно? У нас в студии все тихо, спокойно, только через стенку доносятся ваши голоса. Ага. Антон, мы тебя слышим очень хорошо, и когда ты говоришь «Михаил, Михаил», это не значит, что типа «Михаил, Михаил», это «Михаил и Михаил». Самое забавное, что я слышу вас именно через эту стенку. Я попрошу наших технических ребят, включите мне, пожалуйста, звук, чтобы я слышал Михаила и Михаила получше. Миш, а сейчас вы попробуйте угадать, к кому я из вас обращаюсь. Миш, ну ты-то понятно, ты из Томска, ты сибиряк. Миш, а ты же из Краснодара. Каково тебе здесь, в Якутске, в минус 30? Я тебе больше скажу, я из Сочи. Из Краснодара, прости, из Сочи, конечно, из Краснодарского края. Из Краснодарского края. Я чувствую себя здесь прекрасно. Меня кормят, за мной ухаживают, со мной фотографируются. Согревают. Согревают. И вообще, мне здесь нравится. Я здесь остаюсь.
Тем более, я тут квартирку себе присмотрел. Вот. У моря. Здесь же море где-то рядом, да? У моря? У Ленского моря. Да, у Ленского моря. Это не море, это на берегу озера, Миш, называется. Да, вот что да. значит. Мы с Мишей Башкатовым приехали чуть раньше, мы уже понимаем, мы практически здесь свои. Скажи, вот, Миш Башкатов, ты чуть позже расскажешь. Миш Галустян, вот что тебе запомнилось, понравилось, пока ты ехал, наверное, из аэропорта до отеля, что бросилось в глаза? Люди бросаются в глаза в основном. Нет, Люди конечно, бросаются на Галустяна. Мне очень понравилось, что в отличие от Москвы, здесь есть солнце. Действительно, в Москве так мало солнца, а здесь прям солнечно, очень хорошо. И вообще такие люди гостеприимные, улыбаются все время. В Москве этого не хватает. Антон, лучше ты расскажи, какие-нибудь новости есть с вашего там онлайн-форума? Ну, смотри, у нас, во-первых, тут идет огромное количество активности, и я призываю, кстати, зрителей, которые сейчас собрались здесь, в комплексе «Триумф», да, вот зрители, которые сидят в зале, друзья, вы можете выкладывать свои фотографии в соцсетях, в Инстаграме, прежде всего, с хэштегом #MousUstar. Мы их время от времени выводим в эфир. Плюс идет геймификация у нас на Synergy Online, там есть призы, мы итоги обязательно подведем. Так что у нас тут такая движуха, и до того, как начался концерт на большой сцене, у нас было там 1,5 часа эфира, говорили с блогерами, с интересными людьми, с парнем, с молодым бизнесменом, которому 17 лет, он уже тут зарабатывает, у него несколько бизнесов. А не КВН. Понятно. Спасибо, Антон. На добром слове тебе. Антон, спасибо большое. Мы еще, видимо, свяжемся в течение вечера. Друзья, мы двигаемся дальше. Спасибо Антону Камолову. Он ведет наш онлайн-эфир всей этой трансляции. Ну, Миш, ты знаешь, сколько городов входит в состав Республики Саха-Якутия? Конечно, я готовился, между прочим. 13 городов. Молодец, Да. все верно. И первым городом, друзья, куда мы отправимся, станет Среднеколымск. Они прислали ролик, давайте посмотрим С ролик. некоторыми городами мы сегодня будем связываться онлайн, что называется, непосредственно, в прямом эфире. А некоторые города из-за, видимо, проблем со связью, они присылают нам ролики. И вот Среднеколымск прислал нам ролик. А вот он не прислал, он на самом деле, да, это телемост. Они у нас на прямой связи. Среднеколымск, как слышно? Давайте похлопаем погромче, может быть, как-то наладим связь.
27 марта, суббота, весенний денек. Вот вы и познакомились с частичкой нашей маленькой колымской молодежи. Всем, конечно, и без того известно, какой широкой и доброй, а самое главное, искренней души мы люди. Мы северная арктическая молодежь. Ну а чтобы с нами познакомиться поближе, просто приезжайте к нам на Колыму. Жизнеутверждающий. Да, и знаешь, и практически за полярным кругом жизнь кипит. Ну, а мы переходим к следующему треку. И следующий трек фестиваля Мусустар «Молодой бизнес». Да, Миш, скажи, в каком возрасте... Вот сейчас посмотрим интро, а потом я тебя спрошу. Так вот, Миш, насчет бизнеса, значит. Так, бизнес. Да. У меня нет тебе никакого предложения делового. У меня вопрос. В каком возрасте ты заработал, внимание, свои первые большие деньги? Именно заработал, да? Я не знаю, как в Сочи это называется у вас. Ты вообще с какой ты целью интересуешься, попытаюсь понять? Я, значит, интересуюсь, потому что хедлайнером трека «Молодой бизнес» стал молодой человек, за плечами которого уже 3 успешно развивающихся бизнеса. Ну, 3 бизнеса не так уж и Ему много. 17 лет. А, понимаешь? Не так да, уж и мало. В то время, когда мы с тобой там... Вот это все, он бизнес Молодец. строит, человек. Да, встречайте, друзья, на сцене фестиваля Мусустар, куратор проекта Junior Рост, основатель проектов «Молния», «Ментор» и «Буки» Ярослав Никитин. Ярослав, вы где? Всем привет! Давайте поддержим парня. Ребят, Вот этот, сейчас вот 17-летний Тим Робинс сейчас вас прокачает, давай. Ребята, всем привет! Безумно рад быть в Якутске. Мне 17 лет, я являюсь как основателем проекта, который упомянули. И знаете, какой я сделал вывод, когда приехал сюда? Вас здесь столько много крутых ребят, которые имеют активную позицию, которые хотят развивать нашу страну, наш край. И знаете, я еще пообщался с молодыми предпринимателями своего же возраста, которые уже в школе открывают свои проекты. И я столько получил энергии, что вот когда я приеду в Владивосток, я тоже приеду, буду развиваться. И я вам желаю, чтобы вы постоянно развивались и были счастливы в вашем процессе. вот это заряженный парень. Аж Ярослав, мне круто. отдает энергии от него. Молодец. Это надо потереть его, чтобы деньги не пришли. Ярослав, большое тебе спасибо. Просим тебя остаться с нами, так как мы сейчас объявим победителей игры «Аукцион» и выставки трека «Молодой бизнес». Хорошо? Побудешь с нами? Конечно. Класс. Друзья, для поздравления... Ага, заставка у нас идет. Да, друзья, для поздравления победителей мы приглашаем на сцену директора Центра поддержки предпринимательства Наталью Альбертовну Харенко. Ваши аплодисменты. Добрый день! Добрый день всех, кто сегодня находится в этом замечательном зале. Прежде всего хочу сказать о том, что вы вошли в историю. Каждый из вас наверняка через 10-15 лет будет говорить о том с гордостью, что он был первым участником на первом фестивале, замечательном, широкомасштабном. Я больше чем убеждена, что эта традиция будет в нашей республике постоянной. Поэтому к вам, к самым молодым, к самым перспективным и активным людям, обращаясь сегодня, я хочу вас поздравить с тем, что каждый из вас нашел сегодня свой интерес. И тот трек, который представляем сегодня мы, это «Молодой бизнес», это особый трек. Это трек, в который собрал самых активных, самых бесстрашных людей, таких как Ярослав. Он уже познакомился с нашими молодыми людьми. Вчера принимал участие во всех активностях, которые проводим мы. И еще одно. Предприниматели — это те люди, я убеждена в этом, которые делают нашу с вами жизнь более счастливой. Ведь они делают нашу жизнь более качественной.
Они делают более доступными очень многие товары, услуги, продукты. И мы зависим всецело от их предпринимательской активности. Поэтому очень здорово, что именно в нашей республике есть более чем 100 школьных бизнес-инкубаторов на базе общеобразовательных школ, которые взращивают молодых перспективных предпринимателей, начинающих свой бизнес уже со школьной скамьи. Ну а мне разрешите назвать имена двух очень активных молодых леди, которые вчера в игре «Аукцион» заработали самое большое количество денег и дали рабочие места самому большому количеству наемных работников. Итак, с вашего позволения, второе место. Кривошапкина Анна. Аплодисменты. Ребята, давайте поддержим. Аплодисменты Анне. И первое место Николаева Алена. Алена. Круто, круто. Аплодисменты этим бизнес-леди. Поздравляем. На вчерашний день это самые богатые женщины, девушки, которые смогли сделать это, что называется. Самые богатые, да? Самые богатые, Михаил. Да, поближе надо познакомиться, надо поближе. Да, ну и я думаю, я не отстаю, Миша. остальные награды Ярослав с удовольствием вручит, потому что именно он был впечатлен нашими предпринимателями-школьниками. Ярослав? Давайте. Коллективную фотокарточку. Спасибо, 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 что хлопаете, спасибо, что поддерживаете. Вы хлопаете, потом вам всем подниматься еще сюда, на эту сцену. Ярослав, объявляйте победителя, пожалуйста. Да? Вы обладаете информацией нужной? Нет? Да, мы просто приглашаем на сцену учеников школьного бизнес-инкубатора Маинской средней общеобразовательной школы имени Ларионова. Встречайте! Ах, ты глянь на них, а? Сразу видно из бизнес-инкубатора. Вот это команда. Все, берегись, «Газпром». Давайте чуть-чуть вот сюда сдвинемся к центру. Я чуть-чуть поуправляю молодым бизнесом. Чуть-чуть вот так по центре встанем все. Вы можете наблюдать уникальный момент, Галустян управляет бизнесом. Управленческий бизнес. А вот теперь можно и сфотографироваться. Так, мы все помещаемся в фотокарточку, Помещаемся? Да? Друзья, аплодисменты! Аплодисменты победителям! Спасибо, друзья. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за участие в конкурсах, ребят. Миш, ты знаешь, я хочу пригласить тебя и всех наших зрителей в путешествие. Что, серьезно? Да. Всех? Всех. Я не знаю, пока полная маршрутка, пока полный зал не соберется, я никуда не поеду. Нет, но я тоже так громко сказал, в путешествие, да? Я имел в виду, что прямо сейчас мы перемещаемся в замечательный город Нерюнгри. О, класс. Да, Я город, слышал. где у меня много друзей. Я слышал про этот город. Да, ты что, ну, Надя Ангарская Да. из Comedy Woman. Да. Надя Ангарская, вот. Нет, этот самый, ну, Этот самый помнишь его? Он нашумевший, тоже из легендарный. Нерюнгри. Он оттуда. Да, и второй Подожди, тоже. это ребята КВНщики, они Конечно. оттуда или нет? Да. На самом деле, город, который много, в общем, дал талантов. Я думаю, еще немало даст талантов. Да, Неринги, вы с нами? Алло, нас слышно? Привет, Нерюнгри! Приветствую, Михаил, и приветствую участников фестиваля. Привет, Якутск! На прямом включении из парка культуры и отдыха имени Чиряева город Нерюнгри. Вот Мы это жители да! молодого, непрерывно развивающегося города. Год за годом наши улицы, скверы и парки преображаются. Сейчас мы находимся в городском парке, благоустроенном в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Приятно, когда все идеи воплощаются в жизнь.
У нас идейная молодежь, готовая на новые свершения. Они участники молодежного фестиваля «Мус-Устар». Я сейчас взглянул, и мне показалось, что мы в Сокольниках, в парке Сокольники в Москве. Вот. Говорит о Нерюнгри, да? Перепутать его с Сокольниками. Ну, а у нас на связи следом город Алдан. Алло, Алдан. Летит телемост Алдан. Да. Из Алдана нам... Видео вылетает. Со скоростью 16 мегабит летит. Мы приветствуем участников фестиваля «Мус-Устар» из столицы Южной Якутии. Нерюнгринский район славится не только объемами промышленного производства и трудовыми рекордами. У нас стремительно и, главное, успешно развиваются все сферы жизни. Здравоохранение, образование, культура, спорт. И двигателем этого развития является молодежь. Молодежь Нерюнгринского района яркая, талантливая, креативная, дерзкая, творческая, инициативная, которая желает изменить жизнь своего города, региона, района, республики к лучшему. Я считаю, что у нас молодежь, она очень прогрессивная, она голодная до новых идей, новой информации, и она очень открытая и очень быстрая. Очень коммуникабельная молодежь, многогранная, с ними очень интересно работать, много с ними познаешь нового. Также очень приятно, что молодежь Нерюнгринского района чтит память своего отечества, своего города. Особенно приятно, когда молодежь именно выходит, участвует в акции «Бессмертный полк» ежегодно, и с каждым годом ее все больше и больше. Заботит их, конечно же, все-таки сама судьба Нерюнгринского района, так как они здесь проживают практически многие с рождения и не планируют покидать этот район. Если раньше молодежь, поступая после университета на работу, могла работать 20-30 лет, то сейчас молодые люди все чаще стремятся получить какую-то новую специальность, новую профессию. Раньше у родителей и более старшего поколения была семья на первом месте, это ценность, а сейчас у молодежи современной это, скорее всего, карьера. Я думаю, что главной ценностью вот именно у молодого поколения является это дружба, это любовь. Что у парня, что у девушек, у них даже скажу больше, что у девушек больше у них все-таки ценности – это любовь к родине. Дух патриотизма присутствует практически у каждого молодого человека, который у нас есть. Мы все понимаем, что жизнь в городе Нерюнгри, она течет так размеренно относительно большого города. Можно как подстроиться под этот размеренный образ жизни, либо можно максимально насытить его интересными событиями, обучаться чему-то новому. Здесь легко построить какие-то профессиональные взаимоотношения, здесь легко завести друзей, потому что люди здесь очень открытые. Спасибо, Нерюнгри, спасибо, что Ребята, вы познакомили нас со крутые, своим вы городом. крутые, спасибо вам. Да. Ну, а у нас на очереди Сегодня на главном фестивале Алдан. мероприятия присутствует молодежь, нерюнгринская молодежь, участники всероссийского конкурса молодежных проектов. Мы передаем нашим землякам и всей молодежи Якутии огромный привет. Ну все, Якутск, пока-пока, вам слово. Спасибо. И еще раз спасибо Нерюнгри. Настойчивый Нерюнгри. Да, они прям молодцы. Молодцы. Ну, а теперь все-таки Алдан. Да, Алдан. Привет из Алдана, друзья. Давайте. Внимание на экран. Добрый день, уважаемые участники молодежного фестиваля
Мус-Устар. Вас приветствует Алданский район. Район промышленный, золотодобывающий, имеющий почти 100-летнюю богатую историю. В Алданском районе в мире и согласии живут представители 69 национальностей. Коренные жители Алданского района эвенки сохраняют традиционный уклад жизни и являются искусными мастерами народно-художественных промыслов. Главное наше достояние – это наша золотая молодежь. Те, кто с уверенностью смотрит в будущее и видит свою жизнь именно в Алданском районе. Амбициозные, дружные, трудолюбивые молодые алданцы твердо стоят на ногах, реализуя свой профессиональный потенциал в самых разных сферах. Золотодобытчики, железнодорожники, дорожные строители, энергетики, педагоги, спортсмены, талантливые музыканты, хранители традиционных ценностей, любят свой дом, свою малую родину. В Алданском районе я родился и вырос. Сейчас я занимаюсь своим любимым делом. Я инженер-дорожник. Очень радует то, что результаты труда буквально я вижу. И с каждым годом наша дорога становится все безопаснее и комфортнее. Наш Алдан – настоящая зимняя сказка. С детства мечтал стать тренером, и наконец-то моя мечта воплотилась. На алданских трассах можно встретить не только детей, местных спортивных школ или лыжников-любителей, а также к нам приезжает сборная России по лыжным гонкам и биатлону. Надеюсь, наши ребята будут брать хороший пример, тоже становиться олимпийскими чемпионами, а мы будем в этом всем помогать. Уверен в том, что алданская земля скоро подарит миру настоящих олимпийских чемпионов. Алданский политехнический техникум я выбрала не задумываясь. Зачем куда-то ехать, если можно получить профессию мечты в родном Алдане? У нас замечательные преподаватели, есть все необходимое для отличной учебы и опыта. Уверена, что полученные знания обязательно пригодятся нашему родному району. Уже 10 лет я играю на балалайке в Государственном концертном оркестре Якутии. Любимая работа подарила мне уникальную возможность путешествовать. Франция, Бразилия, Корея, Китай. Большие возможности для маленького города. Я Венкийка, член молодежной общественной организации. В свободное время мы, несмотря на сегодняшний уклад жизни, да, современный, ведем такую очень большую работу по возрождению, сохранению своего родного языка, культуры, традиций, перенимаем их от старшего поколения, передаем младшему. Потрясающе, друзья, Вообще, аплодисменты. просто Спасибо супер. Алдану. Замечательный Вот так ролик. Просто смотришь и поражаешься, насколько вообще большая у нас страна. Да, просто огромная, необъятная страна. Да, и это только Якутия, да. А есть еще... Мы выражаем благодарность за помощь в организации сегодняшнего фестиваля нашему официальному партнеру ФГМ «Финанс». А сейчас, друзья, я хочу напомнить, точнее не напомнить, а рассказать важную информацию для тех, кто не знает, что в течение сегодня у нас работает онлайн-приложение. Оно так и называется «Мус-Устар», где каждый из вас может выиграть призы от организаторов и партнеров фестиваля. Если кто-то еще не скачал это приложение, скачивайте в App Store, Google Play, «Мус-Устар». Вот. Ну, у кого так прям пейджеры, пишите. просто посмотрите, да, что другие делают. Ну, я думаю, самое время сейчас проверить вашу активность. В этом нам поможет официальный талисман Мус-Устар, виртуальный помощник Стар. Стар, привет. Справа. Привет, Михаил. О, тут Это что-то говорит. настраивай, сейчас будем настраиваться. Стар. А. Сейчас, наш голосовой помощник сейчас. Привет, Михаил. Ух ты. Работает. Интересно, какой Михаил? Как твое настроение? Спасибо, Михаил. Настроение прекрасное, благодаря фестивалю Мус-Устар. Отлично. Стар, послушай, а как обстоят дела с геймификацией? Кто-то пользуется нашим приложением? Геймификация проходит отлично. Вовлеченность участников составляет 99,9%. О, это хороший результат. Круто. Кстати, Стар, на какой из вопросов квеста поступило больше всего верных ответов? По состоянию на данный момент успешнее всего участники справляются с вопросами трека Digital и IT. Так это же наш следующий трек. Совпадение?
Михаил, я запрограммирована не отвечать на плохие шутки. Подкололи тебя сейчас. Да, она уделала. Хорошо, будем считать, что я тебя проверял. Доверие – главное условие дружбы. Ну, тут я согласен. Ты права, Стар. Больше никаких вопросов, будем дружить. Поддерживаю ваше предложение. Отлично, тогда старт. Будь другом, объяви наш следующий трек. Загружаю трек Digital и IT. И что, ну что ж, продолжаем. Друзья, как настроение? Чуть-чуть подустали, я понимаю, но ничего, давайте сподримся, похлопаем, покричим, ну, громче, громче! Давайте! Мус! 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 Браво! Класс! Вот не зря вчера ходили ко мне на мастер-класс люди. Слушайте, ну вообще, до чего техника дошла, да? Просто Вашу маму и там... Да. показывает. И это только малая часть межсовременных возможностей, которые открывает перед молодежью Якутии мир информационных технологий. Ну, мы, конечно, те еще бумеры, чтобы рассуждать об этом, поэтому с удовольствием передаем слово хедлайнеру трека Digital и IT, заместителю директору по GR-компании Яндекс Евгению Хохлунову. Давайте поприветствуем. Приветствуем! Жень, здравствуйте. Друзья, всем добрый день. Всех рад видеть. Знаете, мы сегодня целый час общались с друзьями из IT-парка, с молодыми специалистами, начинающими айтишниками, про новые технологии, как с помощью них можно сделать жизнь лучше, приятнее, удобнее, решать какие-то задачи, вопросы быстрее и комфортнее. И я рад, что сегодня здесь, сейчас в этом зале уже, наверное, сотни, а то и тысячи людей, молодых ребят, которые видят свою цель, понимают свою задачу в спорте, в искусстве, в творчестве, в технологиях, идут к ней. И я пожелаю удачи вам в ваших целях, добивайтесь их, ставьте, у вас все получится. Спасибо большое, за Евгений. напутствие. Да, ну а прямо сейчас мы переходим к церемонии награждения победителей конкурса 3D рисунков и VR «Создаю свой мир». Задача для участников конкурса – создать композицию виртуальной реальности на тему исторического, эпического или фольклорного содержания с помощью программы Google Talk Brush на VR-устройствах исторического парка «Россия. Моя история». На первом этапе были выбраны 10 лучших работ, а судьба победителей решалась народным голосованием в социальных сетях. Именно победителей мы узнаем прямо сейчас. Правильно, Евгений? Да, да. Торжественный момент, без конверта, но просто так зачитаю. И начнем с 3-го места. Конкурс 3D-рисунков на VR «Создай свой мир». 3-е место занимает Екатерина Шутикова. Громче, 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 давайте поаплодируем. Катя, поздравляем. Молодец, да, получай свою награду. Награда, думаю, пригодится, правильно. Катя с телефоном не расстается, смотрите. Сейчас еще и с мышкой не будет расставаться. Она пилит сторис все время. Да. Будем двигаться дальше. И 2-е место. Не уходите, Екатерина, не уходите, побудьте с нами. 2-е место Мария Гриц. Попросим Марию на сцену. Мария! Привет! Поздравляем! Спокойно, все будет хорошо. Век современных онлайн-коммуникаций, кажется, незаменимый гаджет для любого айтишника. Ух ты, подфартило. Вот это да. Да, Миша знает, о чем говорит. Как. Конечно, я ж геймер. Тот еще я геймер. Я знаю, уши мне нужны. Да. И двигаемся дальше. Прямо у нас сегодня неожиданные варианты все. 1-е место Дьяконова Сардана. Вот это девушки, да, просто побеждают, молодцы девушки. Весь женский пьедестал, потрясающе. Девушки рулят, девушки рулят. Смотри, в IT ворвались.
Ты глянь на них. Чтобы войти. Более замечательный Вошли гаджет войти. для Сардана. Вошли войти. Кажется, девушки в Якутии повторили сегодня успех в фигурном катании наш. Ну что, давайте сделаем коллективную фотографию на память. Девчонки, поближе. Давайте поддержим, поздравьте нас! Ай, класс! Супер, спасибо большое. Девчонки, поздравляем. Поздравляем вас. Спасибо Награды большое, молодцы. нашли победителей. Друзья, вы очень крутые. Сейчас хочу объявить победителей еще в одном конкурсе. В рамках фестиваля Мустар прошел мастер-класс по робототехнике и творческий конкурс RoboStar. Актуальная тема. И победителями конкурса RoboStar стали Евгений. А победители у нас дуэт Савельева Алина и Власевский Виктор. Попросим на сцену. Аплодисменты. Класс. Молодежь побеждает. Дугой зашли. Молодые такие, Поздравляю. вообще, класс. Круто. Вот это да. И чего там? Опа! Это так задумано. Это, кстати, на счастье. Там внутри что-то спрятали. Триумф! Давайте поддержим. Триумф громче! Достойно! Молодцы, ребята! Поздравляем! И чего вы там нароботизировали? Что? Я просто не слышу. Чего? Давай ты скажи тогда. Мы сделали замок. Ключ сделали? Сделали замок. Вот это технологии. На гараже не было замка просто. Ключ делаю через год на следующем конкурсе. Робозамок? Да. Круто. Друзья, давайте поаплодируем. Как вы будете делить этот кубок? Крышку тебе. Крышку, Содержимое, а содержимое, что будете туда наливать? Тоже тебе. Молодец. Все, Давайте сфотографируемся. Все в семью. Аплодисменты победителям. Спасибо. Поздравляем. Поздравляем. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Евгений. Спасибо. Спасибо. Благодарим нашего генерального спонсора, крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующих углей «Эльга Уголь». Это очень здорово, что компании уделяют своей социальной политике такое большое место для молодежи. А также благодарим партнера нашего фестиваля, алмазную компанию «Алроса». Да, ну тут, да, в Якутске не нужно объяснять, что это за компания. Спасибо за поддержку креативной и талантливой молодежи. Ну что, мы двигаемся дальше. Ура! Дальше только интереснее, только интереснее. Друзья, мне кажется, мы давненько не проводили телемостов. Да, правильно, кстати, заметил. Тут не поспоришь. Ленск уже на связи. Супер. Ленск. Сейчас Ленск выходит на связь. Поехали. Добрый день, Якутск! С вами на связи Ленск, молодежь Ленского района. Мы находимся возле памятника республиканского значения «Тройка». Это излюбленное место сбора молодежи. Здесь всегда собираются, проводят встречи выпускные, фотографируются. Молодежи в Ленском районе 13 тысяч человек. Все они люди увлеченные. Все посчитаны. Кто-то занимается лыжами, кто-то катается на сноубордах. В зимнее время сейчас у нас весна. Это весна, да? Это так выглядит в Ленском районе. Прекрасно. Как вообще дела у вас в Ленске? Сегодня в городе были проводы зимы. Все уже отгуляли. Сейчас готовятся к национальному празднику Байнай, который у нас пройдет в следующие выходные. Там юноши покажут свои способности. Это выбирают лучшего охотника на празднике Байнай. Якутск. Сейчас мы покажем вам видео-открытку о Ленском районе. Ждем с нетерпением. Давайте посмотрим. С романом Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» знакомы все, но немногие знают, что эта речка протекает и в Ленском районе, в поселке Витим, поселок Золотых Приисков, который в этом году отмечает свое 400-летие. Ленский район сегодня – промышленная мощь нашего государства, центр нефтегазового комплекса.
Компании с мировым именем освоили Талаканское и Чиндинское нефтегазовые месторождения. По трубопроводу «Сила Сибири» пошел газ, а это национальное достояние. Ленский район может предложить молодым людям не только трудоустройство в промышленность, но и в бюджетные учреждения. Причем обучение в ВУЗе по направлениям образования, здравоохранения, сельское хозяйство и культура за счет местной казны, а плюсом подъемные выплаты на приобретение жилья или служебную квартиру с перспективой ее приватизации. Отдых и досуг также в приоритете. Несколько лет здесь организуют один из самых завораживающих и непредсказуемых мероприятий – республиканский слет молодежи «Мурбай». Он ждет любителей экстрима, спортивного туризма и драйва. В дикой природе молодые люди преодолевают 50 этапов по 10-километровой трассе. И это лишь малая часть того, что может предложить наш район. Ленский район манил молодежь еще с середины прошлого века. Сюда приезжали на год, а оставались навсегда. Сейчас мы хотим, чтобы эта традиция возродилась. Мы уверены, так и будет. Для этого есть все основания. И сейчас молодежь скажет, за что они любят свой Ленский район, за что вы любите Ленский район. Потому что здесь живут добрые и отзывчивые люди. Волонтеры! Мы вместе! Спасибо! До свидания! До свидания! Супер! Дерзайте! Друзья, ну что ж, Мы благодарим нашего партнера авиакомпанию «Якутия», генерального директора Горбунова Владимира Павловича. Спасибо большое. Да, а сейчас свой привет всем участникам и гостям фестиваля передает город Покровск. Кто был в Покровске? Добрый день, уважаемые участники телемоста, проводимого в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». На связи город Покровск, Хангаласский район. Мы сейчас находимся на набережной площади, которую построили в 2020 году, и она уже стала излюбленным местом покровчан и гостей Покровска. На фоне великая река Лена, которая несет сам смысл жизни и процветания народа Саха. Наш Хангаласский улус заслуженно является туристической меккой Якутии. Именно у нас расположены уникальные, восхищающие своим великолепием природные объекты, ежегодно собирающие гостей со всего мира. Флагманом туризма является национальный природный парк Ленские столбы. Отрадно, что за последние годы молодежь возвращается к истокам и активно осваивают туристическую отрасль. В школах Хангаласского улуса ежегодно приезжают на работу молодые учителя и педагоги дополнительного образования. Благодаря неустанному труду и креативным идеям молодых специалистов школьники нашего района занимают призовые места и восходят на высокие пьедесталы в спорте. Педагоги не остаются в стороне от участия в профессиональных конкурсах. Одним из важнейших направлений развития Хангаласского улуса является общественная деятельность. В состав добровольной пожарной команды проекта «Села без пожаров» вошла инициативная молодежь Наслегов. Стремительно развивается направление некоммерческих организаций. Молодежь начинает понимать важность и актуальность реализации социальных проектов, которые они сами придумали. Мы активно занимаемся спортом и пробуем свои силы в различных видах спорта. Традиционно проводится турнир по Хапсагай, Хангалас Хапсагая, на рингах, матах и коврах. Различного уровня хангаласские спортсмены завоевывают пальму первенства и достойно защищают честь Хангаласского улуса. Одним из известных представителей спортивной молодежи нашего района является Егор Филиппов, наш земляк, четырехкратный победитель игр Дыгына. В 2019 году мы организовали первый молодежный фестиваль Республики Саха-Якутия Табыс и заняли в нем 2-е место. Также в Хангаласском районе проводится ежегодный фестиваль молодежи «Самовол», куда стекается вся молодежь района и соревнуется в части культуры, интеллекта и спорта. Совсем недавно в городе Покровск открылся IT-парк и уже выпустил мобильные приложения. В целом, молодежь в Хангаласском районе принимает участие везде, где можно. Туризм, культура, спорт, образование, наука, IT-технологии, сельское хозяйство, общественная деятельность. И хочется сказать, что у нас все еще впереди. Якут, с вами на связи активная молодежь города Покровска. Она приветствует участников фестиваля. Ура!
Якут, с вами на связи город Покровск. Сегодня у нас прохладно, но это нам совсем не мешает, потому что нас согревает наша дружба. Пользуясь случаем, поздравляем родное министерство с 30-летним юбилеем и желаем больше новых и креативных идей. Ура! Спасибо, Покров! Спасибо! Да, спасибо! Спасибо! Ну что ж, идем дальше. И, Миш, у меня такой вопрос к тебе. Какие у тебя отношения с киберспортом? Ну, с киберспортом, со спортом вообще не очень отношения, а с киберспортом так дружу. То есть, милая, я пойду спортом позанимаюсь. Я пойду спортом позанимаюсь. Сейчас, да. Киберспортом. Понятно. Ну что ж, мы сейчас узнаем, как обстоят дела с этим у участников нашего фестиваля. Дело в том, что... Так вот, возвращаясь к киберспорту, значит, вчера прошел очный финал турнира по киберспорту Dota 2 Yakutian Championship. Может, посмотрим, как это было? С удовольствием. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Протопопов. Я капитан команды ССС, Триплс, UT. Я очень рад, что киберспорт продвигается в этом Якутии. Киберспорт у нас старый, это круто. Я капитан команды «Оскос», «Острые козырьки». Я очень рад, что в Республике Саха-Якутия проходит такой фестиваль, как «Мусстар», и есть трек, как «Киберспорт». А? Вот это спортсмены. Вот это спортсмены. Да. И кроссовки не нужны. И не потеешь. Хотя, наверное, там, когда в доту ты рубишься, то, наверное, да, на турнире там, наверное, на турнире там пот по спине идет. Попотеть точно. приходится, я думаю, ребят. Друзья, комментатором турнира стал настоящий гуру киберспорта, легендарный Владимир Мальсторм Кузьминов, который записал для всех гостей фестиваля Мусустар свое приветствие. Давайте посмотрим. Ну, кто рубится в кто рубится в игры, знает его. Вот он. Меня зовут Владимир Кузьминов, хотя вам я более известен как Mailstorm. Вчера мне удалось покомментировать финал такого замечательного турнира, как Dota 2 Yakutian Championship. И все, что я могу сказать, что борьба там была действительно жаркая и напряженная. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить команды и вас, команды за борьбу, а вас за эту энергетику, которой вы заряжали всех игроков, и меня, и друг друга. И это очень круто. Это очень круто, потому что киберспорт — это то, что дает нам возможность идти вперед внутри виртуального пространства, создавать что-то новое, развиваться. И это очень круто. И я желаю вам идти вперед и развиваться. Мусустар. Супер! Спасибо, Владимир. Спасибо. Да. Ну что, Мусустар, давайте поздравим победителей, как мы умеем. Искупаем их в бурных овациях. Для того, чтобы назвать их имена, позовем на сцену представителя киберспортивной организации «База-1» Александра Альбертовича Павлова. Аплодисменты! Александр, добрый день. Здравствуйте, Михаилы. Можно загадать прямо желание, наверное? Можно. Не факт, что оно сбудется, но загадать можно. Здравствуйте. Так, чтобы, наверняка. Итак, я представитель киберспортивной организации «База-1». Давайте сразу приступим, наверное. Второе место занимает на Dota 2 Yakutian Championship и забирает с собой призовой фонд в размере 50 тысяч рублей. Команда Triple S. Встречайте! Вот это да. 50 тысяч.
А? Вот это Вот спорт. это? Вот это спорт. Вот это я Наиграли, понимаю. молодцы. Вы куда? Нет, вот, ребят, давайте, получайте свою награду. Поаплодируем спортсменам. Ребята выиграли вчера первый этап, да, насколько я знаю? Итак, среди 55 команд на Dota 2 Якутия Championship становятся абсолютными победителями команда «Острые козырьки». Ребята, выходите к нам. Получают они 75 тысяч рублей и 5 эксклюзивных серебряных перстней. Что, серебряные перстни? 75 тысяч рублей. Слушайте, ну круто. Ребята, козырьки, на что вы потратите 75 тысяч рублей? У капитана спрошу. Буду копить на учебу. Так, а разве это не командная игра? Командная. Значит, играете командной, а копишь ты, получается. Ну, хоть тратить-то вместе будете. Ну, поделить, наверное, да? Парни, делим на всех. Ну, круто. Я коплю себе на учебу. Ну круто, понимаешь, он не сказал там на новые наушники, мышку, клаву или там, не знаю, на что ж. А расскажите про на Red перстни. Bull. А где На эти учебу. перстни? У вас есть Эти перстни у нас получат они на корнере. И все, кто хочет посмотреть на них, можете подойти. Прямо после этого награждения мы пойдем туда и вручим их торжественно. Класс. Тогда Круто, мы прям как в будем НБА, смотреть. да? Прям перстни чемпионов. Круто, спортивные Офигеть. перстни. Да. Вообще. Ну что ж, Ребята, давайте спасибо большое. поаплодируем победителям. И общее фото. Давайте фотографию на память с начальником базы. Громче, громче, громче! Отлично, спасибо. Спасибо большое, ребят. Поздравляем вас. Вы большие молодцы. Круто. Драйвовые ребята, прям захотелось в доту с ними погонять. Я- Вопрос, захотят ли они поиграть с тобой, Миша? Ну, я ничего не знаю, как бы, где живут, там не менее драйвовые ребята. Да, не менее драйвовые ребята живут в Мирном. И у нас проверка связи. Мирный. Как слышно? Мирный, вы здесь? Вы с нами? Привет всем гостям, зрителям и таким шикарным ведущим с нашего столицы Алмазного края города Мирного. Мы находимся больше 1000 километров от вас, но при этом чувствуем эту бешеную энергетику, эту масштабность и насыщенность данного мероприятия. И сейчас я вам предлагаю и вам познакомиться с нашими молодежью и посмотреть ролик от молодежи города Мирного. С удовольствием. Молодежь города Мирного уникальна тем, что она несет в себе код мультикультурализма. Это обусловлено тем, что в 1955 году наш город и нашу алмазную промышленность приехали строить люди со всех концов Советского Союза. Наш маленький город сплотил нас в одну большую и крепкую семью, где каждый ценит такие понятия, как дружба, братство, память наших дедов. На базе Мирнинского регионального технического колледжа мы проводим военно-патриотические лагеря. Наша молодежь живая, талантливая, но мы готовим светлое будущее. Также у нас есть большая возможность делать то, что нам по душе. Именно поэтому нужно не бояться, заявлять о себе, ставить для себя цели и задачи и обязательно их достигать. Потому что мы живем в достаточно суровых условиях, и если ты здесь ничем не занимаешься, то, грубо говоря, ты не выживешь. Поэтому молодежь здесь очень активна. Все, что вот вокруг происходит, все какие-то клубы по интересам, все события, инфраструктура даже строится благодаря тому, что есть запрос от молодежи, от активной части нашего населения. Все те, кто меня окружают, творческие, изобретательные и амбициозные люди, стремящиеся изменить жизнь своего района, города, республики к лучшему. Самое главное, я считаю, это тяга к индивидуальности и любовь к экологии.
Раньше такого я за ними не замечал, но теперь их очень сильно тревожит и беспокоит состояние окружающей среды. Люди с очень активной гражданской позицией. А молодежь Мирнинского района всегда отличалась особыми требованиями и высокими целями жизни. Иногда для этих целей город Мирный бывает мал, но существующие возможности дают огромный потенциал развития, который сейчас является практически безграничным. В первую очередь требования современного мира – это не только получить профессиональное образование, но и, конечно же, развивать soft skills. Мы часто слышим, что молодежь – это будущее страны, но это ее настоящее. Ведь мы уже сейчас показываем отличные результаты в самых разных сферах деятельности, будь то производство, образование, культура или наука. Ребята стараются развиваться во всевозможных направлениях, и, надо сказать, это у них прекрасно получается. Еще радует, что ребята выбирают сейчас действительно спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, идут в ногу с мировыми тенденциями. Молодые мирнинцы отличаются своей осознанностью. Они умеют ставить цели и добиваться их, будь это собственный бизнес, городской фестиваль или чемпионат мира по футболу. И на этом пути их отличает стопроцентная отдача, ведь они не умеют жить наполовину. В ваших руках будущее нашей республики и нашей страны. Творите, дерзайте, покоряйте новые вершины, будьте уверены в себе и двигайтесь всегда вперед. Привет, Мирный! Замечательный ролик, молодцы. Слышно? Привет, слышно нас? Да, ну вот прямо сейчас к нам подоспела молодежь, самая активная, яркая молодежь города Мирного. Передавать вам большой привет и передаю слово им. Всем добрый день. Мирный очень рад, что в республике проходит такой большой молодежный фестиваль, который объединил столько молодых людей, показал самые различные направления, современные направления развития. Мы очень рады, что мы стали частью фестиваля. Привет из Мирного! Алмазное сердце России! Ну, сразу видно, Мы как с вами, мы очень рады, что мы можем принять участие и такую маленькую лепту в такое большое масштабное мероприятие. Супер, спасибо, Мирный. А где вы находитесь? Что это самое просторное Мы находимся... место, где вы могли Да, собраться? самое простое место, действительно, самое активное место. Здесь гуляют детвора, и мы хотели показать их тоже. У нас сегодня прекрасная погода, мы находимся на площади Ленина, отсюда вещаем всего -3 градуса. Ну и встречный вопрос вам, как вам наша Якутия, вам таким южным парням? Мне очень нравится. Ну, Миша не совсем южный Мне парень. как человеку, родившемуся в Но Сибири, не менее в Якутии горячий. очень комфортно. У вас там холодно сейчас? А, -3, да, я так они понимаю? сказали, Весна да. наступила Не, уже, да, у нас очень тепло, и мне кажется, что вся Западная Якутия сейчас цветет и купаться пахнет. пойдут. У нас тут птички. Ну, для Якутии действительно это очень тепло. Потрясающе. Ребят, слушайте, ну круто. Мы рады, что вы там веселые, дружные. Хорошо, я знаю, что сейчас у нас в эфире очень много людей смотрят, наблюдают. Мне очень интересно ваше мнение. Пробовали ли вы нашу якутскую национальную традиционную кухню или планируете только... Конечно. Да, очень вкусная. И индигирку, шоколадку я вчера ел, якутскую вот эту. Строганинку. То есть вы уже в люблю курсе. строганину. А как вам наши девушки? Ай, что за У нас большая половина всей вопросы? девушки, всем Спасибо, интересно. очень вкусные, спасибо. Компрометирующий вопрос. Друзья, Мирный, кем хотят стать вот ваши ребята вот там, вот маленькие детки? Кем он хочет стать? Подойдите, спросите прямо. К сожалению, немножко связь не слышно. Еще раз повторите. Спросите у малыша, кем он хочет стать? Малыши, и вам дали слово. Сейчас вы находитесь в эфире по всей республике. Скажите, кем вы хотите стать? Я не знаю. Не знаешь? А может вы Честно? кем хотите стать? Я пожарным. Кем? Пожарным. Пожарным? Я тоже. Тоже пожарным? Не пожарным, а пожарным. Полицейским. Тоже полицейским. А кто? Ну, здесь у нас растет такое поколение, они полицейские, в пожарной части. Ну, я прощаюсь с вами, и мы продолжаем смотреть трансляцию. Мы находимся с вами, хоть и далеко. Спасибо. Спасибо, Мирный. Спасибо, супер. Спасибо. Какие классные малыши, да? Пожарным, полицейским. Никто не хочет стать блогером и депутатом. И тиктокером. Тиктокером, как это? Как вообще? Потрясающе просто.
Ну что, двигаемся дальше? Да. Спасибо Мирному, а мы уверены, чем дальше и растопить лед, нам поможет наш следующий трек «Мультипликация и анимация». О, это интересно. Да, ну что ж, друзья, а прежде чем мы перейдем к нашему треку «Анимация, мультипликация», хочу вас немножечко взбодрить. Кто знает, кто у нас сегодня хедлайнер, кто будет выступать здесь? А? Ваш земляк, подсказочка. Ливан, да. Элван Да. нельзя говорить, нельзя. Элван ни в коем случае. Все, забрали у человека. Элван нельзя говорить? Нельзя. Ему, Тимати придет и вот так вот. ему да, нельзя, а мне да. можно, что, мне можно говорить. Да. Значит, Ливан Горозия, да, ваш земляк. Ну давайте как-то, я не знаю, отреагирую на это. Давайте Друзья, ваш похлопаем. земляк Кто сегодня ждет Ливана? выступать будет. Я это к чему? К тому, что вы рано покидаете свои места. Наоборот, давайте сюда, Спешите подтягивайтесь, занять места, подтягивайтесь. потом не будет мест. К вечеру уже вообще ни одного свободного места не будет. Друзья, перед тем, как мы поприветствуем на сцене хедлайнеров этого трека, хотим вам напомнить об онлайн-приложении фестиваля «Мусустар». Скачивайте его на свои смартфоны, участвуйте в активностях, отвечайте на вопросы квеста и получайте подарки от организаторов и партнеров фестиваля. К слову, об одном из них. Мы выражаем благодарность за помощь в организации сегодняшнего фестиваля нашему официальному партнеру ФГМ «Финанс». Миша, ну тебе не говори, что в телефоне неприлично копошиться. А, ты в приложении, да? Ну, конечно, да. Я просто решил тоже пройти квест в приложении Мусустар. Как раз дошел до трека «Мультипликация и анимация». Немного подвис. Ну, я так понял, ты немножечко дилетант еще. Может быть, профессионалы тебе помогут. Давайте поприветствуем профессионалов, действительно. Аплодисменты. Профессионалы на сцену. Где же вы? Где же вы? Хлопаем, хлопаем, друзья, давайте просыпаемся. Друзья, мы приглашаем на сцену директора киностудии «Союз мультфильм» Бориса Машковцева и вице-президента корпорации «Синергия» Ольгу Александровну Грищенко. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Еще раз привет, ребят. Привет, привет, привет. Ну что, Борис, Ольга, спасибо вам большое. Давайте вам слово. Давайте я тогда Да, скажу Борис, пару слов. начинай. И, Да. кстати, вот, Привет, ребят, Якутия. давайте поддержим ведущих. Между прочим, они не спали, они работают с вами, и я такого заряда бодрости еще на самом деле редко встретишь. Поэтому, Спасибо. Михаил, вам спасибо. Спасибо. Можно Нам я стану приятно. поближе к Михаилу, потому что на самом деле аниматоры очень редко пересекаются с актерами. В лучшем случае мы разделены Это стеклом точно. в звукостудии, а так никогда. А, кстати, я сейчас работаю на «Союз мультфильме», озвучиваю знаю. мультик для вашей студии. Я даже видел первую серию. К сожалению, пока Скоро не можем премьера. показать ее вам, но Да, скоро в середине премьера. апреля, да. Но это такой спойлер небольшой. Да. Так Ну, вот, вы объявляйте, да. а мы поспим Так, пока. да. Вчера у нас был совершенно потрясающий день. Мы отсмотрели 50 с лишним работ по анимационному треку. Все талантливые, все абсолютно. И сегодня были мастер-классы, и я сразу скажу, что это были не последние мастер-классы от Союз мультфильма. Напротив, мы заходим сюда надолго. Мы, как Союз мультфильм, будем помогать развивать местные анимационные студии, чтобы начать вместе делать профессиональный контент. И я мечтаю сделать кино с якутскими студиями. Это круто! Давайте похлопаем, друзья. Это заслуживает аплодисментов. Про якутский кинематограф весь мир уже наслышан. Пришло время якутской мультипликации. Но как же мы это будем делать, Ольга? А каким образом мы это будем делать? Мы открыли совместный факультет с Союз мультфильмом, корпорация «Синергия» планирует уже через год открыть двери школы анимации в Якутии.
Это будет крупнейшая школа, я полагаю, даже в России по подготовке профессиональных аниматоров, которые и будут в дальнейшем работать над совместными проектами «Союзмультфильма». Вот это да, круто. И уже через полгода мы объявим первый набор самых талантливых ребят, так что готовьте конкурсные работы. Мы в ближайшее время приступим к реализации проекта. Супер. Возьмите меня, я же чистый мультик вообще, посмотрите. Его даже рисовать не надо, да? Я Уже же нарисованный. Я уже нарисованный. Ну и я полагаю, сейчас очень волнуются наши участники, талантливейшие ребята. И, как сказал уже Борис, это не последний мастер-класс. Выбирать было крайне сложно. Сейчас просто кому-то больше повезло. И заслуженно кому сейчас повезло. Борис. Ну, я тоже очень волнуюсь. Сейчас я постараюсь не ошибиться в именах. Итак, начнем, конечно же, с 3-го места. В треке мультипликация и анимация 3-е место заняли Афанасьева Анита, Егоров Вячеслав, Попова Мария, Паскачин Данил, Федорова Туяра. Ребята, выходите. Аплодисменты победителям. Ребята, на сцену. Давайте похлопаем, друзья, давайте поддержим. Громче. Поздравляем. Мультики, значит, рисуете, да? И ваш диплом. Ребят, поздравляю. Михаил, может быть, совместную фотографию Давайте с с удовольствием ребятами? сделаем Конечно, с удовольствием. фотографию. Супер. Итак, мы готовы объявить 2-е место. Итак, Не уходите далеко, да, постойте с нами, да. Итак, 2-е место. Афанасьева Вера. Одна? Одна. Браво! Ничего себе. Одиночка. Сама все сделала, получается, да? Так что ли? Пожалуйста. Поздравляем. Поддержим, ребят. Вер, ну ты рада награде? Очень. Ой, я вообще... Молодец. А что ты рисовала? 3 мира из эпоса Олонхо. Верхний, срединный и нижний там. Тебе все понятно? Нет. Ну, и зрителям понятно, да? Ну, плюс-минус, да. Вот такие люди создают миры, рисуют мультфильмы. Поздравляем вас с наградой. Поздравляем. Спасибо. Не останавливайтесь на достигнутом. И, Борис, Но теперь объявите самое волнительное. победителя. 1-е место. И это будет целая команда. Кондакова Аина, Павлов Кирилл, Сивцева Анастасия. Команда. Да. Смотри, у них это командные костюмы есть. Сильная команда. Поздравляем, ребята. Вот Униформа. ваша награда. Правее берите. Вот. И, пожалуйста, ваш диплом. Прекрасная работа. Давайте сделаем фотографию. Давайте. Я с вами. Вот так. Друзья, пару слов. Какие эмоции, Кирилл? Шок. Шок. Что рисовали? Что вы рисовали? Мы рисовали историю по мотивам Олонхо. Взяли основные образы. По мотивам чего? По мотивам эпоса Олонхо. Это якутский эпос. Да. Ты все понял, Миш? Нет? Эпос Олонхо. Мне вот конечно. интересно, вы вот в детстве в учебниках рисовали вот на портретах? Вот как все мы это делали, там, я не знаю, стрелами проткнуть, топориком, сюда, Вот этим там, сердечки неандертальцам какие-то. пририсовывали всякие. Откуда взялось это желание рисовать? С самого детства просто Хочется нравится. создавать что-то новое, да? Вот у меня дочка, она любит рисовать тоже. Я тоже как бы люблю рисовать. Но у меня дочка на бумаге рисует, а я вот все на учебниках. Хотя, конечно, ругали за это, но мы всегда на учебниках что-то рисовали. На учебниках, на заборах. Толстому там, знаешь, вот сюда там какие-нибудь очки нарисовать. Это как раз и есть анимация, мне кажется. Да, это Когда есть ты анимация. меняешь Те, уже кто то, что рисует в есть. учебниках, становятся зрителями. Те, кто рисует на бумаге, становятся аниматорами. Понятно. Я тоже рисовал в учебниках. Класс. Вот, все-таки во Вот с чего нужно мне начинать. аниматор, понимаешь ли, живет. Ребята, поздравляем Спасибо, вас с мы наградой. поздравляем вас. Поздравляем, спасибо. большие молодцы. Круто. Спасибо. Друзья, поздравляем. Поздравляем всех. Спасибо. Спасибо. Давайте общее фото Давайте сделаем. на общую фотографию соберемся. Я думаю, это самая большая награда, это фотография все-таки. На память.
Спасибо. Сейчас, Мишаня, я тут Да? сфотаюсь с ребятами просто. Так давай я с вас Мне просто сфотаю. захотелось сфотаться. Давай я вас просто. сфотаю. А, я с вами? Ну, давайте. Миша, они не доверяют фотографу, только селфи, только селфи. Ой. Круто. Спасибо, друзья, что подождали, потерпели, пока мы тут фотались. Ну что, спасибо, Борис. Все, Спасибо, ребят, спасибо. снова передаем вас, так сказать, зрителям, а зрителям вас. Спасибо, Ольга. Спасибо. До встречи. До скорого. Друзья, ну и завершая тему мультипликации, давайте посмотрим, как проходило вообще вот, как проходил этот конкурс «Креатон», победителей которого вы видели. Внимание на экран. Класс! Вот Вообще, так, да? вот Чистое так и творчество. Да, вот оно, творчество, действительно. Супер. Благодарим нашего генерального спонсора, крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующихся углей «Эльга Уголь». Это очень здорово, что компания уделяет своей социальной политике такое большое место молодежи. Миш, присоединяюсь к твоим словам. И знаю, что присоединиться к поздравлению очень хочет молодежь Вилюйска. Давайте прямо сейчас посмотрим видео «Привет», которое они для нас записали. Вилюйск. Вилюйский улус является газовым сердцем Якутии. Именно здесь добывается голубое топливо, что обеспечивает нашу республику газом. Административный и культурный центр улуса – город Вилюйск с населением более 11 тысяч человек, которая имеет ни с чем не сравнимую и уникальную историю. В области молодежной политики руководством нашего района реализуется и основывается на признании за молодым человеком всей полноты социально-экономических, политических и личных прав и свобод. В Улусе есть множество молодых кадров на руководящих должностях среди молодежи. 2 года назад я решил баллотироваться на должность главы Наслега. После победы в муниципальных выборах начал работу с реализацией проблемных вопросов, которые волнуют жителей. Участие на различных государственных муниципальных программах, проектах. В нашем районе немало делается для молодежи для создания благоприятных условий ее развития, интеллектуального и духовного, участия в общественно-политической жизни. Именно от знаний, умений, творческого потенциала, целеустремленности молодежи зависит будущее нашего улуса, республики и страны в целом. Сегодняшняя наша молодежь задействована во многих отраслях, будь то производство, строительство, образование, культуры, спорта, здравоохранения. Даже в осваивании интерактивных современных средств, будь то IT-технологии или разработка современных приложений. Молодые предприниматели нашего улуса – это люди из числа тех, кто желает взять жизнь в свои руки, при этом выбирая направление движения по выбранному пути. Молодым людям, стремящимся своими задумками, идеями, открытиями, новаторством заработать и тем самым улучшить финансовое положение, стать собственниками, открыты все пути. Мы начали свою деятельность вместе с мужем в конце декабря 2014 года. Мы открыли маленький магазин, павильон, киоск, 24 квадратных метра в центре города Вилюйска. Построили торговый центр. Молодежь — это будущее Вилюйска, поэтому это очень отрадно, что многие начинают свой бизнес. Вилюйский улус уделяет большое внимание к патриотическому воспитанию молодежи. Подтверждением этого является все возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. Я очень люблю спорт. Начала заниматься спортом с 2015 года. Веду групповые и индивидуальные тренировки
по фитнесу, а также тренировки в тренажерном зале. Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения – одна из наиболее важных и сложных задач современности. Говоря современным языком, молодежь является важнейшим стратегическим ресурсом развития и процветания любой страны, любого общества. Ведь активная молодежь – это будущее нашего района. Ура! Замечательный ролик, друзья. Спасибо Вилюйску, спасибо. Ну а мы двигаемся к следующему треку. Впереди нас ждет трек «Журналистика и блогинг». Друзья, 24 марта в Республиканском медиацентре Сахамедиа состоялся мастер-класс с известным журналистом, ведущим программу «Вести» на телеканале «Россия» Эрнестом Мацкевичусом. Да, к сожалению, Эрнест не смог сегодня присутствовать на этой сцене, но он записал для всех гостей фестиваля «Мусустар» небольшое видео. Давайте его посмотрим. Привет, Эрнест. Дорогие ребята, дорогие участники молодежного фестиваля «Мусустар». Я очень рад, что у вас в республике появилось такое событие. Это, наверное, какой-то новый этап в вашей жизни, с которой многое начнет меняться. Я очень рад, что у вас появилась возможность собраться вместе, обменяться своим опытом, обменяться своим знанием, обменяться своей энергетикой и открыть себе новые горизонты. Я очень хотел оказаться рядом с вами в эти дни. Но, видите, к сожалению, работа она не позволила мне вырваться, но я обещаю, что буду все время находиться поблизости и присутствовать с вами душою и отчасти сознанием отсюда, прямо из студии «Вести». Я Эрнест Мацкевичус, не прощаемся. Спасибо, Эрнест. Спасибо большое. Специально для фестиваля «Мусустар». Ну что ж, мы посылаем Эрнесту лучи нашего мусустаровского добра и переходим к награждению конкурса журналистов Мусмедиа. Для оглашения результатов мы приглашаем на сцену журналиста-писателя, главного редактора и историко-географического и культурологического журнала «Илин» Олега Гаврильевича Сидорова. Ваши аплодисменты! Вечер. Здравствуйте, Олег Гаврилович. Здравствуйте. Михаил и Михаил. Да. Добрый вечер, Триумф. Я объявляю победителей журналистика и блогинг. По направлению журналистика команда Альфа Центавра. Состав команды Архипова Мария, Борисов Юрий, Сергеева Виктория. А вот и они. Друзья, давайте поприветствуем победителей. Громче, громче, громче! Поздравляем! Пока вам выносят подарки, расскажите, с каким проектом вы победители? Была общая задача сделать фото, сюжет, фоторепортаж, текст и видеорепортаж на тему «100 лет Я СССР». На эту тему мы сделали вот все эти материалы. Круто. Много ушло времени на работу? Ух ты, iPad Pro, смотри-ка, а? Что, да, заметьте, пожалуйста. Мы все это сделали за 3 часа. То есть это... Сейчас вот буквально, да, получается? Нет, но это было 24-го, мы в 3 пришли и в 6. А обычно сколько уходит время? Обычно, ну... Как минимум сутки было бы идеально получить. То есть вы в ускоренном режиме все это делаете? Ребят, у меня такой вопрос. А вы, вы трое просто как бы... Как вы собрались вообще? Что у вас за, что называется, за творческий коллектив, команда? Вот наш капитан команды Виктория, она решила то, что хочет взять от этого фестиваля все, и решила собрать команду. Ну, то есть, я уточню свой вопрос. Вы учитесь в школе? Нет. Ага. Вы студенты? Вы студенты? Нет. Вы безработные? Нет. Вы разработанные. Вы только что познакомились?
Три часа назад они познакомились. Вы давние друзья, и у вас есть какое-то, что у вас, интернет-издание, что-то... Каждый работает в разных сферах, но все равно нас объединяет то, что медиасфера. Кто-то журналист, кто-то пресс-секретарь, кто-то занимается видео. И вот такая сборная солянка у нас получилась. Ну, я поздравляю вас, вы победили. Давайте поаплодируем. И Молодцы. фото. Поздравляем, да. Молодцы. Михаил, журналистика и блогинг – это территория свободы и креатива. Согласен. Правильно, Михаил? Согласен. Полностью согласен. Ну что ж, еще раз аплодисменты победителям. Молодцы. Просто молодцы. Спасибо. Спасибо, Олег Гаврилович. Спасибо вам. И призы хорошие. И призы хорошие. Потрясающая молодежь у вас в Якутске. Да, гордость за такую молодежь. Молодцы, Миша, ребята. у меня такой вопрос, ну, между нами. А сколько у тебя подписчиков в Инстаграме? Ну, я не хочу хвастаться. 12 миллионов подписчиков у меня. Ух, 12 миллионов? Это только в Инстаграме. А у тебя сколько? Ну, я не хочу хвастаться, но... Ну, сколько? Ну, у меня там... Да, нормально. Нормально? Ну, много, да. 282 тысячи. Ну, это, слушай, знаешь, вообще, как бы, 282 еще чуть-чуть тысячи. и Якутск практически. 282 тысячи, это не мало. Я Весь уверен, Якутск, да. Сейчас еще половина зала на тебя подпишется, будет 283 тысячи. Да, подписывайтесь, друзья, да. И зовите друзей, где вообще, где все зрители? Кстати, выкладывайте фотки, постите фотографии в соцсети с хэштегом Устар и популяризируйте это направление, этот фестиваль. Это хорошее мероприятие, на самом деле. Друзья, и в финале сегодняшнего мероприятия вас ждет Ливан Горозия! Вот, пусть это ощущение, вот, да. Не покидает вас. Все танцуют локтями, вот это, да, пусть оно как бы вас греет. Друзья, к чему я завел вообще про Инстаграм? Речь, собственно, сейчас на сцене появится человек, который, в общем, любому поможет прокачать свои блогерские мускулы. Да. Встречайте на сцене фестиваля Мусустар Алексей Михайлов! Давайте погромче встретим аплодисментами. Друзья, всем привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы сказали такое, что они стали аплодировать и кричать? Это... Я не смогу это повторить все равно. Я смогу. Как? Нерюн-нергю. Да. Нерюн-нергю. Получается у меня нормально? Нерюн-нергю. Я искренне, от чистого сердца поздравляю всех участников за креативное мышление и трудолюбие. Для меня большая честь стоять здесь, на этой сцене, с двумя замечательными людьми, с двумя Михаилами. Нерюн-нергю. И сейчас мы объявим победителей трека «Блогинг». Итак. Супер. Третье место занимает у нас Мичелия Гурьева. Круто! Здравствуйте, поздравляем вас. Ух ты, какие призы-то, ничего себе. Не тем я занимался, видимо. Вы знаете, что это за приз? Да, часы Apple Watch. Круто. Последнего поколения. У меня такие тоже есть. У меня таких тоже нет. Поздравляем вас. Ну, поделитесь ощущениями. Очень классно. Я на самом деле сомневалась, думала, участвовать или нет. И очень рада, то, что заняла третье место. Что Вы решилась, блогер, правильно? Да, я блогер. На какую тему вы вещаете аудитории? Ну, у меня разнообразный контент. О путешествиях рассказываю, также... Очень актуально сейчас в период пандемии. Сколько подписчиков у вас? Ну, не так много, 2280. Активная аудитория. Лайкают, комментируют. Активная, да. Желаем успеха вам на вашем замечательном поприще. Блогинг — это очень непростая, на самом деле, профессия, как многим может показаться. Ну, что там снимаете? Это... Я один раз попробовал вести блог, у меня ничего не получилось. 65 неудачных дублей, переписывать, все переделать. Плюнул на все это и пошел И завел ТикТок. Завел ТикТок. Поздравляем вас. Спасибо большое.
Так. Итак, второе место занимает у нас Анжелика Сотникова. Аплодисменты Анжелике. Анжелика, вы где едете к нам? Здравствуйте. Тоже часы, ничего себе. Всем, что ли, часы? А у вас сколько подписчиков? У меня почти 18 тысяч. Ого, 18 тысяч. Ого. Скинитесь, ну, мне там чуть-чуть отцепите. Пару тысяч. Отметьте один раз Михаила. У меня больше, а какой да, пока, контент да. пилите? Ну, у меня больше фантазийный такой, сказочный. Я делаю косплеи. Занимаюсь косплеерша? творчеством, да. Круто. На каких персонажей? В основном из фильмов. Из каких? Например, королева из «Белоснежки и охотника». А что-то Я бы- женщину Я бы делали? посмотрел. Вся в золоте, в перьях, это была я. Главное, что аудитории нравится. Лайкают, комментируют, да? А что ж вы не пришли в золоте и в перьях? Вот было бы круто. Надо было, да. Но Золото она, в перьях. Чтобы сегодня она вышла и сказали, вот чудо в перьях, золото. Поздравляем вас с наградой. Спасибо. Да, Спасибо. поздравляем. Спасибо вам за ваше творчество, за ваш креатив. Вот сразу видно, как только номинация блогеры, сразу вышли блогеры, снимают все. Вот правильно, надо протоколировать все, на всякий случай. Вот это, да, называется Так, солидарность. итак, у нас... Ответственный момент. Да, да. Сейчас, подождите. Соберитесь. Все будет хорошо. Алмаз. А? Собрались? Давайте поддержим, человек волнуется. Ну чего вы, ребята? Не, подождите. Ребят, а что происходит? Вы можете нормально поаплодировать человеку? Ну, давайте поддерживать друг друга. У нас замечательное мероприятие. Ого, вот это да, Конечно, проснулись! ну, что вы, я не знаю. Так, поддержку чувствуете? Нормально, нормально. Мгм. Давайте. Пойдет. Давайте. Итак, первое место у нас занимает Елена Амосова. Браво! Елена! И опять весь пьедестал женский. Ой, Елена не одна. Здравствуйте. О, Ладно, вот круто. почему человек первое место занял. Даже на сцену вышел. с Дайте телефоном. угадаю, вы ведете блог для мамочек. Ну да, так как я сейчас в положении интересном на 9 месяце, буквально через пару дней рожаю, у меня блог превратился в материнский, но больше я пишу об урбанистике, о городском развитии, как раз о нашей республике. Я много путешествую по нашей республике. Вот так. Кроме этого, ну, у меня лайфстайл-блог. Обалдеть. Привет, Триумф! Привет, вся республика! Мне было так интересно смотреть телемост подключение, потому что там столько знакомых лиц. Это было здорово, что у организаторов такая задумка подключить все города. Поэтому... Спасибо организаторам. Скажите, сколько у вас подписчиков? Давайте сейчас, на данный момент. 19 тысяч, нормально. Как на вас подписаться? Елена Амосова. Елена, нижнее подчеркивание, Амосова. Подписывайтесь на Лену. Скоро родит, там вообще начнется такой контент. Просто фантастика. А сейчас у нее еще второй телефон будет. С 2 телефонов может пилить. А, еще и... О, телефон, это серьезное дело. У меня таких телефонов нет. Сразу видно, блогер. Да, человек сразу выходит во всеоружии на сцену. Класс. Поздравляем. Вот ваша награда, вот ваш диплом. Давайте я вас... Общее фото, давайте друзья, я вас давайте. сниму тоже тут. Общее фото сделаем. Эй, Триумф! Где вы? Давайте пошумим! Громче! Ну, молодцы! Спасибо большое. Спасибо. Спускайтесь. Удачи. Да. Это не. Нюргü. Да. Тихо, заговорю я сейчас все. Я заговорю и потом... И не остановишь потом, да. Ну что ж, друзья, мы движемся дальше. Слушайте, да, что... Почувствовал уверенность в своих силах, да? С блогерами-то? Да. Я еще вчера почувствовал, на самом деле. Хотел сказать спасибо вот ребятам, молодежи, которая пришла на мастер-класс. Я говорю, я зарядился от них больше, чем они от меня. Ну, впереди только круче. Не будем раскрывать
всех карт, но имя музыкального хедлайнера фестиваля точно уже все знают, да? Ливан, мы уже с нетерпением ждем, когда ты появишься на этой сцене. Если ты нас слышишь, мы... Готовься. Готовься, да. И всем привет он передает. Да, Вот говорят, мне тут нам в ухо подсказывают. говорят, что Ливан в пути. Он уже едет. Откуда? Не знаю. У него здесь, наверное, есть квартира. А, точно, он же отсюда. Да. Это мы с тобой тут, как эти, Ну туристы. что, у нас следующий город на связи. Да, с удовольствием. Нюрба привет передает нам, да? Так, давайте посмотрим этот ролик. Есть кто-то из Нюрбы в зале? О, вот ваш родной город сейчас вещает. Пожалуйста. Добрый день, Республика. Добрый день, Республика, уважаемые участники телемоста, проводимого в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Говорит и показывает Нюрба, Нюрбинский район. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня нас видит и слышит. Несмотря на громадные расстояния между районами, даже временные отрезки, сегодня мы все вместе, едины и солидарны. Итак, несколько слов о нашем Нюрбинском районе. По легенде, Улус получил свое название от имени Нербакан, женщины, которая считается родоначальницей вилюйских якутов. О Нюрбинской земле первыми поведали русские землепроходцы Антон Добрынский и Мартын Васильев в 1630 году. Нюрбинский район в первую очередь известен как промышленный район. На территории района находится Накынское рудное поле, где добывается четверть алмазов, добытых в России. В советские времена Нюрба играла роль центра освоения алмазных месторождений Якутии. Здесь базировалась Амакинская геолого-разведочная экспедиция. Также был известен крупнейший на Дальнем Востоке и в Сибири Нюрбинский вертолетный авиаотряд. Сегодня в Нюрбинском районе созданы все условия для развития, обучения, самореализации молодого поколения. Проводимая государственная политика ориентирована на гармоничное развитие молодого человека, социализацию, решение вопросов демографии, трудоустройства, начиная от подросткового возраста до представителя зрелой современной молодежи. Проводниками государственной политики на местах являются структуры по делам молодежи, в обязанность которых вменено взаимодействие со всеми ведомствами и учреждениями в вопросах досуга, патриотического воспитания, профилактики правонарушений, временного трудоустройства подростков. Хочется сказать слова благодарности молодежи нашего района. Не оставшись в стороне, откликнувшись на призыв волонтерского корпуса Нюрбинского района, начиная с момента введения ограничительных мер в республике и до сегодняшнего дня продолжают оказывать помощь старшему поколению и лицам, находящимся на самоизоляции, в доставке медикаментов, продуктов питания. В пик заболеваемости количество волонтеров доходило до 148 человек. Отработано около 5000 заявок от населения. Волонтерский корпус выпустил более 20 роликов по профилактике COVID-19. Принимали участие в рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками ОМВД, осуществляли дежурство на территориальной границе района. Мы по праву гордимся нашей молодежью, которая фактически, находясь в группе риска, вместе с работниками здравоохранения, Роспотребнадзор, работниками полиции, внесла свой вклад в стабилизацию ситуации по COVID-19 в районе. В этом году запущены проекты: региональный фестиваль молодежи Вилюйской группы районов Чулуджамут-Улуолуктара. В рамках юбилейных мероприятий 125-летию выдающегося государственного, политического, профсоюзного деятеля, уроженца Нюрбинского района Степана Васильева проводится республиканский марафон-экспедиция Тёлөннөх-Сүрөхтер. Молодежь, дерзайте, созидайте, дружите, любите. Итак, что сегодня добавите? Давайте спросим у ребят. Молодежь Нюрбы гордится героями Советского Союза, ветеранами Великой Отечественной войны, и, конечно же, мы стараемся равняться на них. Мы, волонтерский корпус Нюрбинского района, во время пандемии выполнили более 4000 заявок. Мы уверены, что пандемия – это не норма жизни. Скоро все пройдет, откроются границы, снимутся ограничительные меры. И все мы будем вместе и будем работать, созидать, творить во благо развития нашей республики, нашей страны. Ура! Спасибо, спасибо, Нюрба. Спасибо, Нюрба. А сейчас давайте все вместе перейдем к следующему треку фестиваля «Мусустар» «Якутия Travel». Ну а перед этим, Миша, мы благодарим нашего генерального спонсора. Крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующихся углей «Эльга Уголь». Уже захотелось себе купить чуть-чуть угля. Чуть-чуть. Согреться. Да, согреться, да. Высококачественного. Ну что ж, а мы переходим к треку «Якутия Travel». Внимание на экран.
Миша, у меня вопрос. Как ты относишься к тревел-блогерам? Ну как? С завистью отношусь. Путешествуют по миру, смотрят все, веселятся. Ну, я думаю, это не так просто на самом деле, да? Наверное, да. Но мне порой хочется быть как они. Вот, да, кататься по свету, снимать ролики, красота. Ну, я в любом случае, я уверен, это не так просто делать, поэтому всем нашим зрителям об этом должен рассказать хедлайнер трека «Якутия Travel», автор инстаграм-блога «Улетим.ру» Ирина Полежаева. Мусустар, ребята, всем привет! Меня зовут Ирина Полежаева, я тележурналист и тревел-блогер. Родилась я в Сибири, и маленькой девочкой очень-очень мечтала работать на Первом канале, а еще объездить много-много стран. И вы знаете, у меня это получилось. Я стала шеф-редактором Первого канала, а за плечами у меня более 80 стран мира. Поэтому, если кто-то говорит вам, что мечтать не вредно, смело отвечайте ему: вредно не мечтать. Но мечтать, сидя на диване, дело, скажу я вам, бесполезное. Поэтому свой путь путешественника начинайте уже сейчас. Исследуйте свой родной регион, ведь живете-то тем более вы в уникальнейшем месте. Республика Саха, Якутия. Тысячи людей мечтают побывать здесь, а вы уже тут живете. Поэтому изучайте свой регион, влюбляйтесь в него, а самое главное, заражайте своей любовью всех нас. Я верю, что у вас все получится. Открывайте мир вокруг себя, открывайте мир внутри себя. И самое главное, никогда не переставайте мечтать. Мусустар. Спасибо! Спасибо, Ирина! Спасибо вам! Спасибо. Я надеюсь, что скоро мы все вернемся к путешествиям, потому что мы так по ним соскучились. Но я согласен с Ириной, что действительно Якутия, Якутск, я вчера проехал по городу, побывал на экскурсии. Это потрясающее место. Кстати, вчера, 26 марта, кроме меня, значит, состоялась настоящая квест-экскурсия по прекрасному Якутску, где мы сейчас находимся, вместе с экскурсоводом исторического парка «Россия. Моя история». Участники узнали много нового об истории создания инновационных проектов республики и брендовых отраслей Якутии. Миш, ты что-то загрустил, да? Да, загрустил, на экскурсию не попал. Вот, это да, это обидно. Ну, надо было заранее прилетать, понимаешь? Но я знаю отличный способ тебя подбодрить. Потому что сейчас мы переходим к любимому блоку внутри каждого трека. Это церемонии награждения. Друзья, с 11 по 25 марта в рамках фестиваля Мусустар проходил конкурс фотографий Travel Star. По его правилам в соревновании за главный приз планшет от Samsung могли побороться все желающие, которые выложили фотографии самых живописных мест Якутии с хэштегом Мустар Travel и Мустар в социальной сети Instagram. Сейчас мы узнаем, какое же фото было признано оргкомитетом конкурса лучшим. Барабанная дробь. Миша, добавь интриги чуть-чуть. Интриги? Да. Ух ты, интриган. Хорошо. Итак, победителем конкурса фотографий Travel Star становится Изабелла Дардосова. Ваши аплодисменты! Изабелла, вы где? Идите к нам. Вау! Даже так? Круто. Изабелла Дардосова, извините, да, чуть-чуть ошибся. А можно увидеть фото победителя? Ну, фотография, вот, потрясающая фотография. Просто красота. Вот это да. Поздравляем вас. Хорошо, вот. Изабелла, а вы есть на этой фотографии? А вы за кадром? Да. Изабелла, вот ваш диплом. Посмотрите, диплом. Конкурс Travel Star вручается Изабелле Дардосовой, извините. Вот так, Samsung. Ладно, тоже подарю, хорошо. Так, да, фото. Вот Samsung, чтобы реклама была. Вот давайте, держите. Давайте. Изабелла, а вы сегодня в костюме кого? Crystal Maiden из Dota 2. Меня пригласили на чемпионат по Dota 2 вот здесь, на втором этаже. Вот эти ребята, вот эти киберспортсмены? Из-за этого я в костюме пришла. Серьезно? Они говорят, Изабелла, давай к нам на чемпионат, да? Я вам а ты пришла в костюме. Вот это называется «Человек заморочился». Браво! Спасибо вам, Изабелла. Поздравляем. Потрясающая фотография. Аплодисменты победительницы. Творите дальше. Давайте. Друзья, мы выражаем благодарность за помощь в организации сегодняшнего фестиваля нашему официальному партнеру, заводу... Боже, Томск нефтепереработка.
знакомое слово я увидел. Томск. Томск нефтепереработка? Да, это же... Я же там тоже перерабатывал. Но не нефть, а как бы, да. Нефть в крови у тебя, да? Да. По моим жилам течет нефть. Ну что, двигаемся дальше. В рамках молодежного фестиваля «Мусустар» прошел первый межрегиональный конкурс видеороликов социальных проектов РДШ в Арктике, который объединил детские общественные организации из арктических районов России. Смотрим. В конкурсе были представлены социальные проекты по направлениям развития добровольческих практик, культурного исторического наследия, проекты в сфере социального предпринимательства, экологии, туризма. По итогам конкурса 20 детских объединений за перспективные проекты получили сертификаты на сумму 5000 рублей для приобретения оргтехники на развитие общественной организации. Аплодисменты, правильно, Спасибо. молодцы. Спасибо, что поддерживаете. Есть у нас Спасибо. тут люди, которые понимают, что нужно делать. Итак, в номинации «Лучший социальный проект» лауреатом второй степени стала команда детского объединения «Эскин» Алаиховского улуса Республики Саха-Якутия. Ваши аплодисменты. А лауреатом третьей степени стала команда детского объединения «Активисты РДШ» города Салихард Ямало-Ненецкого автономного округа. В номинации «Стартует Арктика» лауреатом второй степени стала команда молодежного добровольческого объединения «Друг» города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Лауреатом третьей степени стала команда детского движения РЛ Верхнеколымского улуса Республики Саха-Якутия. Лауреаты второй и третьей степени награждены сертификатами на суммы 20 и 30 тысяч рублей для приобретения оргтехники на развитие своей организации. Сегодня с нами присутствуют лауреаты первой степени конкурса. Для награждения победителей мы приглашаем на сцену заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольгу Валерьевну Балапкину. Ваши аплодисменты. Встречаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил и Михаил. О, Михаил и Михаил. Легко запомнить. Вообще не ошибешься. класс. У меня было жуткое желание с самого начала вообще страшную вещь сделать. Встать между двумя Михаилами. Я тогда подойду. Я хотел отойти. Все, отлично. Сейчас я загадаю желание. Можно? Да, Давайте. да. Озвучите. Обязательно. Давайте. О чем вы говорите? Все. Да можно вслух. Да ладно, сейчас уже загадала. Я хочу, чтобы у меня подписчиков было больше, чем у Башкатова, но меньше, чем у Галустяна. Какая цифра, я не знаю. Широкая вилка. Сколько миллионов вы хотите, Ольга? У женщины неприлично спрашивать о возрасте. О чё вы говорите? цифрах можно спрашивать. О миллионах. Хорошо. Я не про миллионы. Ольга Валерьевна, пожалуйста, объявите победителя. Спасибо большое, что разрешили. Уважаемые жители, уважаемая молодежь, дорогой мой любимый триумф, дорогой Мусустар, именно таким он для нас стал. Я сегодня с большим удовольствием представляю лучший социальный проект. Дипломом первой степени и сертификатом на 50 тысяч рублей для приобретения оргтехники награждается детское объединение «Ритм» Устьянского улуса за лучший экопроект «Сердце Заполярья». Ура! Поздравляем! Все? Здравствуйте, поздравляю вас. Одна доехала? Остальных не пустили? С уроков не отпустили? Поздравляем! Поделитесь впечатлениями. Я бы хотела сказать, выразить огромную благодарность от имени своей депутатской школы за такую прекрасную возможность участвовать, принимать участие в таких классных, крутых мероприятиях, как Мусустар. Еще раз спасибо. Вам сколько лет? Вы Мне 19, я просто представитель моей представитель школы? школы. Молодо выглядит, да. Молодцы. Фото! Спасибо. Можно дальше? Конечно. И еще, это еще не все. Конечно, нет. Ну что вы. В номинации «Лучший социальный проект»
дипломом первой степени и сертификатом на сумму 50 тысяч рублей для приобретения оргтехники награждается детское объединение «Джагур» Абыйского улуса за лучший перспективный проект «Патриот». Поздравляем! Здравствуйте. Тяжело даются такие награды? Тяжело, ага. Много работы. Много работали, да? Ой, день и ночь работали, школу пропускали. Да. Ну, я просто представитель. А, вы просто представитель. Поэтому вы не работали, да? Я работала над этим А проектом. представителем, Я начала- думаешь, легко работать? Я представляю. Постоянно представлять. Ну, хорошо. Хорошо представляете, кстати. Поздравляем с представлением. Спасибо, всем удачи! Спасибо. Еще раз аплодисменты победителям. Друзья, все, еще чуть-чуть, еще буквально часов 6 где-то, и все. Мы выражаем благодарность за помощь в организации сегодняшнего фестиваля нашему официальному партнеру ФГМ «Финанс». Да. Можно поаплодировать. Ну что, наши телемосты охватили уже 8 городов республики. Отправляемся дальше. С удовольствием, друзья. Все внимание на экран, где нас приветствуют наши друзья из Алекминска. Добрый день, дорогие участники фестиваля «Мус-Устар». Вас приветствует Алекминский район, который входит в пятерку крупнейших районов Республики Саха-Якутия. Многочисленная армия алекминской молодежи составляет треть всего населения нашего района. Добрый день! Наш отдел молодежи – это площадка для реализации проектов и мероприятий в сфере молодежной политики. Главная задача – поддерживать инициативы в развитии и раскрытии потенциала молодежи. Считаю очень важным доверять молодежи и поддерживать их инициативы. В этом году в нашем районе состоится большое событие – республиканский эссе-холонхол. Эссе-холонхол пройдет у нас с 19 по 21 июня этого года в Алекминском районе. Обязательно приезжайте. Ну а мы в преддверии фестиваля «Мус-Устар» провели блиц-опрос среди молодежи района на их рабочих местах. А спросили мы у них, легко ли быть молодым. И легко, и сложно. Легко, потому что всегда есть выбор. Выбор профессии, жизненного пути и направления. А сложно, потому что жизнь преподносит свои трудности, с которыми справляться очень даже интересно. Молодым быть легко, если в тебе живет любовь. Любовь к себе, к жизни, к делу, которым ты занимаешься, к людям, которые тебя окружают. Любите искренне, и у вас обязательно все получится. Молодость. Молодость – это живая энергия, это драйв, это интерес. Когда ты в кругу друзей, единомышленников, и вы вместе, мотивируя друг друга, идете к большим целям. Молодость – это расцвет себя, своих нравственных устоев и приоритетов. Именно сейчас открываются безграничные возможности в наше время высоких технологий. Думаю, на этот вопрос нет однозначного ответа, так как молодость – это прекрасная пора мечтаний, открытий. И в этот период каждый молодой человек ищет свое назначение в этой жизни. Хороший ролик. Ну что, Миш, мне кажется, настало время с головой окунуться в традиции республики. А то по городам мы путешествуем, а вот такого погружения в культуру прям очень не хватает.
Не поверишь, но увидев следующих участников фестиваля, я подумал о том же самом. На сцене фестиваля «Мусустар» участники трека «Танцевальный квартал» с номером «Якутские узоры». Смотрим. Ух, сейчас зажгут. Ох, я бы с вами сейчас в пляс пустился тоже. Качает, да? А давайте прямо сейчас вот проведем танцевальный флеш-марафон. Давайте. Поможет нам в этом заслуженная артистка Саха-Якутия Дадана Федотова. Давайте немного разомнемся, друзья, да, то... Здравствуйте. Вам нужна наша помощь? Да, конечно. Я так понял, движения простые, да? Да, очень простые. Я надеюсь, зрители тоже подключатся с нами. Давайте все встанем, подвигаемся чуть, разомнемся. Друзья, давайте, да. Класс. Булочки разомнем чуть-чуть, да, а то отсидели. Сейчас мы разучим подсчет основные элементы якутского танца узор. А вы знаете, что... Как называется, простите, ради бога? Элементы якутского танца узор. Узор. Сейчас вот видели же... Да, мне понравилось. Да. Я хочу его выучить. Очень хорошо. Вас всех, кстати, камера снимает, если что. А вы знаете, что узор у якутов является не только как бы танцем, а как бы оберегом. Поэтому сейчас мы не только станцуем, мы создадим для себя оберег. Отлично. Хорошо? Так, приготовились, ноги вместе. У ребят руки за спиной, у девушек вдоль корпуса, чуть в стороне, запястье согнуто. Начинаем все с ноги. Можно? И смотрим на ребят. Можно. И раз, и два,
и 3, и 4. Ребят, на трибунах вставайте тоже. И 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и игра на хамусе, 4, и руки наверх. И 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и далее. 1, и 2, и 3, и 4, и Класс. 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и 4, и 1, и 2, и 3, и только руки. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Вот классное 3. движение. Ускоряем. 1, 2, Мы сейчас 3, дождь не 4. вызовем случайно? 1, 2, 3, 4. Ну а теперь давайте музыкально станцуем. Согласны? Танцуем? Да, конечно, давайте под музыку. Пожалуйста, фонограмму. Участников всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках фестиваля, рекомендованных к получению грантовой поддержки. Для того, чтобы объявить, кому же достанутся эти заветные гранты, мы приглашаем на сцену советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Валерьевича Степанова, экспертов грантового конкурса Росмолодежи Светлану Награждение. Награждение. С удовольствием. Итак, обладатели грантов. Корякин Николай Николаевич. Вы его все знаете, да? Да, поддержим. Иванов Евсей Иванович. Попов Альберт Степанович. Захаров Дмитрий Егорович. Амбросев Евгений Евгеньевич. Романов Роман Романович. Наговицына Айглана Васильевна. Жиркова Анжела Евгеньевна. Слюсарь Теона Зурабовна. И Захаров Тимофей Николаевич. Здравствуйте. Ой, как вас много. Какие вы все классные, молодые, красивые. Прошу. Уверенные в себе. Молодцы. Эти аплодисменты звучат для вас, победители. Спасибо, спасибо, друзья. Так, экстренное селфи у нас. Да. У меня длинные руки. Да. Ой. Извините. Класс. Прирожденный фотограф. Спасибо, хорошего вечера. А наш вечер продолжается здесь на сцене в «Триумфе». Мы благодарим нашего генерального спонсора, крупнейший российский проект по добыче и экспорту высококачественных коксующихся углей «Эльга Уголь». Это очень здорово, Миш, что компания уделяет своей социальной политике такое большое место молодежи. Полностью с тобой согласен. Искренне желаем, чтобы у вас были такие же фестивали, но и приглашайте нас с Михаилом. Ну, мы уже руку набили. Неизвестно, нас отсюда отпустят или нет еще вообще. Может, мы здесь останемся. Да, будем есть индигирку. Круглые, я строганинку буду есть. Круглые сутки. Иван, ну а с чем у вас ассоциируется Якутия? Вот мне интересно. Вот когда вы слышите Якутия, что у вас возникает в голове? У Якутия, если честно, мороз, строганина и почему-то горловое пение. Вот, ну это неплохие ассоциации на самом деле. Ну то есть мороз это, конечно, не заслуга Якутии, это данность. Сколько лететь из Владивостока до Якутска? Не знаю. А есть вообще такие перелеты? 3? Часа 3. 3 дня лететь. Часа 3. 3 дня.
Присядьте. У нас очень Спасибо, большая Владивосток. страна. С вами было классно. Привет Спасибо. всем. Привет. Ну что ж, друзья, идем дальше. У нас на связи Казань. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к телемосту, да, давайте посмотрим видео приветствия, которое заранее подготовил для гостей и участников фестиваля «Мусустар» министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Ильдусович Фатахов. Мусустар салям из Татарстана. Главный секрет успешного молодежного фестиваля – это когда ничего для молодежи без молодежи. И это вообще наш главный принцип. Чтобы сделать крутое событие для молодых людей, надо у них и спросить, потом поддержать инициативу и дать возможность самим принимать участие от создания проекта до его реализации. В общем, будьте на одной волне, и все получится. И как говорят у нас в Татарстане, только алга, только вперед. Алга. Ну что ж, а у нас на связи Казань. Казань, как слышно? Из Татарстана. Фестиваль «Мусустар» проводится в этом году впервые. И всем участникам фестиваля из Казани Зур Салям! Мы очень рады, что такой большой фестиваль проводится в Якутии впервые. И мы надеемся, что этот фестиваль будет проводиться ежегодно. А если говорить про Республику Татарстан, то 2021 год объявлен здесь годом родных языков и народного единства. И в рамках этого года у нас проходит большое количество мероприятий, таких же фестивалей, молодежных форумов. И что хочется пожелать, чтобы по всей стране таких фестивалей, как «Мусустар», и такие мероприятия, как проходят в Республике Татарстан, проводилось все больше, площадок было все больше для реализации самой молодежи. Ну и мы желаем успехов фестивалю «Мусустар». Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Тимур, я руководитель молодежной ассамблеи народов Татарстана. Тимур, Привет, чем Тимур. увлекается молодежь Татарстана? Молодежь Татарстана, абсолютно разные интересы у молодежи Татарстана. Например, сегодня собралась молодежная ассамблея. Это представители более 30 народов, которые проживают в нашей республике. И эта молодежь как раз у нас сохраняет традиции, популяризирует культуру своего народа. Тимур, я правильно понимаю, татарские, якутские языки, в общем, родные языки? Ну, в принципе, это одна группа тюркских языков. Да. Вы знаете, что значит «Мусустар»? Ну, то есть вы понимаете? У нас сегодня прекрасная погода, и в Татарстане тоже лед тронулся. Понятно, да, Тимур. Ну что, время, видимо, учить тюркский язык, да. Тимур. Татарстан, Рахим и Тегес, мы вас всегда с большим удовольствием научим. Да, Рахмет, да. Правильно я сказал? Да, абсолютно, но немного есть так. Рахмет Лукум, правильно. Рахмет. Это уже немного. Это сочинский татарский, да. Тимур, где вы находитесь? Что это за место? Мы находимся в Доме дружбы. У нас есть в Республике Татарстан такой большой Дом дружбы, где все национальные культурные автономии, молодежь разных национальностей может собираться в этом доме. У нас здесь, что я буду вам рассказывать, лучше будет, если вы к нам приедете на очередное наше мероприятие, и мы вам проведем экскурсию по нашему замечательному Дому дружбы. Тимур, с удовольствием. Я недавно был в Казани, я был в восторге. Мы собственно, как и от Якутска. Прямо отсюда полетим в Татарстан, в Казань сразу полетим. Мы вас будем ждать с красной ковровой дорожкой прямо уже в аэропорту. Как по-татарски «до свидания»? Алга. Что? Алгулыгыз. Алгулыгыз. У тебя хорошо получается, Миш. Скажи, попрощайся с Казанью. Алгулыгыз. Спасибо вам. Все будет хорошо, Алга. Пока. Башкирский, но это тоже отлично. Друзья, ну что, как вам фестиваль, как вам обстановка, как атмосфера? Класс, дальше Ребят, больше. на самом деле, я понимаю, понимаю, тяжело сидеть уже несколько часов. Я все понимаю, но уже чуть-чуть осталось до завершающего момента, до того самого кульминационного события, которое его все ждут. Я тебе больше скажу, после этого кульминационного события и момента будет еще много-много-много чего происходить на улице. То есть после этого всего мы медленно и аккуратненько выйдем отсюда спокойно, и там будет
продолжение, можно сказать, автопати. Так что все впереди, друзья. А может быть, Вечер только может быть, мы начинается. проанонсируем? Может быть. Да? Да. Я знаю, что у Алины Загитовой, да, здесь просто огромнейший фан-клуб. Кто-то есть из фанатов Алины Загитовой, да? Да, я ее тоже люблю. Просто потрясающая спортсменка. И я не просто так сейчас произнес ее фамилию и имя. Дело в том, что она сегодня будет выступать для вас на катке, уже после концерта Ливана. Там, на улице. В общем, много чего интересного вас ждет. Поэтому давайте, друзья, не спим, бодримся, аплодируем. Молодцы. Можете снимать на фотик, выкладывать видосики в Инстаграм, пилить посты с хэштегом Мусустар. Да, выкладывайте, отмечайтесь. Друзья, ну а мы идем дальше. И сейчас мы переместимся туда, где уже не то что весна, но практически лето наступило. Да. У них там и зимы-то не бывает, по-моему. Ребята с солнечных берегов Крыма записали нам свое видеообращение. Давайте посмотрим, как они там. Всем привет! Меня зовут Валя, и я представитель арт-кластера от Таврида. Арт-кластер – это уникальная платформа, которая с 2015 года помогает юным людям реализовывать свой творческий потенциал в сфере культуры и искусства. Мы создаем благоприятную атмосферу для тех, кто хочет связать свою будущую профессию с креативной экономикой. Мы находимся на берегу Черного моря в нашем городе Севастополь. И хотим передать привет всем участникам творческого фестиваля «Мус-Устар». Мы знаем, что в переводе с якутского «Мус-Устар» означает «ледоход», что символизирует переход от зимы к весне. Ребята, мы в шаге от настоящей весны. Желаю раскрыть свои таланты, найти друзей и единомышленников на фестивале. Дерзайте! И, пользуясь возможностью, от лица всего арт-кластера приглашаем вас на фестиваль фестивалей Таврида Арт, который пройдет в Крыму в сентябре. Этот фестиваль проходит в Крыму уже традиционно. Он объединяет самых креативных представителей разных направлений и индустрий в одном творческом пространстве. До встречи на фестивале в Крыму и успехов на Мус-Устар. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Оно обширнее, оно и глубже. Это превосходство не сильно радостное, но если уж и чувствуется родство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели если... What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about... Динамичный ролик. Спасибо Крыму! Крым передает привет Якутии. Ну, а у нас на связи северная столица Санкт-Петербург. Ждем их, ждем. Питер, как слышно? Здравствуйте, здравствуйте. Петербург вещает. Вы простите, что мы не переоделись и вышли в своем к вам сюда. Мы передаем из молодежного пространства просто пламенный привет фестивалю Мус-Устар. Мы — это имперское наследие, родина художников, поэтов, музыкантов, родина романтики. И мы весь этот год не отставали. Мы вдохновлялись людьми, которые нас окружают. Например, 22-летний программист с синдромом ДЦП попал в список Forbes, чем вдохновил нас всех на события. Или, например, возьмем какой-нибудь стандартный матч. Великий «Зенит» и великий футбольный клуб «Локомотив». Казалось бы, игра 0-0, но вдруг на центр поля выходит мужчина в костюме и делает романтичное признание в любви девушки и делает ей предложение руки и сердца. Романтика кругом. Кстати говоря, по поводу романтики, теперь летом у нас дополнительный повод подарить эту романтику миру. У нас есть фестиваль «Ленинградские мосты», когда все мосты нашего города превращаются в самую настоящую сцену, выступают молодые музыканты и делятся со зрителями своей любовью. И мы готовы делиться этой любовью с вами. Фестиваль Мус-Устар. Ловите нашу романтику. Питер, как всегда, в своем репертуаре, да? Спасибо. Мы вас приветствуем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Сергей. Очень приятно. Меня Михаил. Как погодка в Питере?
У нас наконец-таки пришла весна. Мы долго этого ждали, и вот она пришла. У нас +2, поэтому мы счастливы как никогда. Не может такого быть. В Питере хорошая погода. Нет, Еще такого скажите, не солнышко бывает. светит, все там хорошо у вас. Да. Именно так. Мы даже на секундочку все подумали, что у нас проблемы с глазами, но нет, это просто вышло солнце. Ну, я, кстати, как не приеду в Санкт-Петербург, все время солнце. Мне говорят, вот ты приезжаешь, и солнце появляется. Сразу так... Михаил, приезжайте почаще. Спасибо, приглашайте, будем прилетать к вам. Расскажите, с чем у вас ассоциируется Якутия? Что возникает у вас? С чем у нас ассоциируется Якутия? Слушайте, вы не поверите, у нас Якутия ассоциируется с уникальным человеческим теплом. Мы здесь в молодежном пространстве всегда открыты к коммуникации со всеми городами, и когда идет взаимодействие с Якутией, слушайте, это всегда какой-то удивительный теплообмен идеями. Чем увлекается молодежь Санкт-Петербурга? Чем увлекается молодежь Санкт-Петербурга? Ну, смотрите, тут можно загибать пальцы. Во-первых, это кофе. Мы все тут обожаем кофе. Это первое. Ну и второе, после кофе мы все обожаем саморазвиваться. В этом плане мы строим огромное количество новых урбанистических идей в нашем городе. Мы делаем все, чтобы молодежь Санкт-Петербурга получила новый виток в развитии. Ну, естественно, после чашечки кофе. Естественно. Хорошая традиция. Ну что, спасибо вам большое. Спасибо, Питер. Давайте поаплодируем Питеру. Спасибо. Друзья, огромное спасибо всем городам, которые подключились к нашему фестивалю. Действительно тепло, приятно. Сила Якутии, как вы видите, распространила свою энергию по всей стране. Я призываю не сбавлять обороты. Самое время перейти к треку «Спорт». Поехали. Ну что, вы готовы? Друзья, готовьте ваши ладошки. С большим удовольствием приглашаю на сцену фестиваля «Мусустар» невероятно талантливую девушку. Мы видели, как вы бурно встречали ее в Якутии. Миш, я еще и не показывал тебе ролик, нет? Нет, Миш, ты не показывал, но подписчики мне уже успели его прислать со словами: да, Мишань, конечно, тебя так не встречают. Да, ну меня так не встречают, но я и не олимпийский чемпион. Ну, нам еще расти до этого. Встречайте звезду российского международного спорта, олимпийскую чемпионку по фигурному катанию. Вы уже все догадались, как ее зовут? Давайте вместе прокричим ее имя. 3, 4. Алина Загитова! Друзья, громче аплодисменты, бурные аплодисменты. Уже бежит. Бежит, Уже. а Бежит. видимо, просто так не выбежит. На коньках, видимо, да. Она, наверное, снимает сейчас коньки. Да, а у вас пока есть возможность занять свободные места, вот тут куда-то люди ушли. На самом деле, звоните своим друзьям, говорите: ты где? Ты еще не в «Триумфе»? Вот ты с ума сошел? Срочно делают, сюда. Правильно делают, что телефоны доставайте телефоны, настраивайте Инстаграм. Вот. А пока можете меня сфотографировать с Мишей. Поближе, да, давайте я парочку автографов. Да, иди ко мне, иди, давай. Друзья, кто из фан-клуба Алины Загитовой сегодня здесь присутствует? Поднимите руку. Телефон мне даришь? О, Спасибо. Миша, ты открыл ящик Пандоры. Мне подарили телефон, ты представляешь? Передняя плохая? Да, друзья, у нас еще будет момент, когда мы сможем с вами сфотографироваться. Сейчас я попрошу вас сесть всех на место. Пожалуйста. Садитесь, да. Давайте, Новый год прошел, но все помнят, как звать Снегурочку, да? Давайте. Алиночка. Да? На 3-4. 3-4. Еще.
Встречайте, Алина Сагитова! Громче, громче, громче! Привет! Привет! Перекидной научишь нас делать? Конечно. А что это? Сейчас. Прямо сейчас можешь научить? Что такое перекидной? Да, вот так И раз. А, ну это я умею, С одной на смотри. другую. О, Так ты в ледниковом периоде участвовал, конечно. Конечно. И можно Soft свободное skill. катание. Soft skill. Никого Я не- и- никого не я и ударить? бергер могу, если что, и потом, мы потом покажем. вечером. Друзья, аплодисменты Алина Сагитова! Давайте привет. поаплодируем. Я рада вас приветствовать здесь. Всех поздравляю и очень рада быть частью этого большого фестиваля. Всех рада видеть. Ура! Супер! Немногословно, тепло. Молодец, Алин, мы рады тебя тоже видеть. Я приглашаю тебя присоединиться к нам и поздравить победителей Республиканского фестиваля национальных видов спорта «Игры предков». «Игры предков» — это дань уважения традициям народов Якутии, ожившая в видеороликах, созданных участниками конкурса. Для участия в конкурсе необходимо было снять видеоролик о национальном виде спорта и исторически сложившемся в этнических группах населения, имеющим социально-культурную направленность, развивающимся в пределах одного субъекта Российской Федерации. Друзья, я попрошу тех, кто уже все сфотографировал, сесть на свое место. Мы все-таки стараемся соблюдать социальную дистанцию, да, и так далее. А имена победителей фестиваля «Игры предков» мы узнаем, когда к нам присоединится директор государственного бюджетного, министр образования и науки республики Михаил Петрович Сивцев. Давайте встретим аплодисментами. Михаил Петрович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. 3 Михаила на сцене. Друзья, рекорд фестиваля. Я могу загадывать желание. Можешь 3 загадать. Вам слово. Дорогие друзья, молодежь Якутии, от имени Министерства образования и науки Республики горячо и сердечно вас всех приветствую. Не получилось, Михаил, как у вас. Давайте я помогу вам. Давайте поприветствуем человека. Ребята, давайте поддержим. Человек спортом занимается, в конце концов. Как всегда. Ну давайте, друзья, всех поздравляю и всех призываю заниматься спортом. Коллеги сказали, что это действительно дань уважения нашим предкам, заниматься нашими традиционными видами спорта. Всем крепкого здоровья, салют. Какие традиционные виды спорта есть в Якутии? Кабылык. Раз. Это что? Кабылык? Тарды. Настарды, так, это... Гоба. Вот это я очень люблю, что... Да. Тутумаргир. Обалдеть. Хапсагай. Вот это я не умею. Да. Тусту. Тусту. Хорошо. Да. Ну, можно устраивать якутскую олимпиаду, в общем. Уже как минимум 5 позиций есть. Ну что ж, друзья, Алина готова наградить. Давайте назовем наших победителей. Вы их знаете? Нет? Вы не знаете. Хорошо, я знаю. Номинация «Начальные классы». Чигидова Альбина Егоровна. Вот так начальные классы. Номинация «Средние классы». Избекова Айталина Васильевна. И номинация «Старшие классы» Старостина Ольга Петровна. Аплодисменты, друзья. Номинация «Семья» Колосова Светлана Викторовна. Все, награды нашли. Нет, еще не все награды, да. Давайте еще. У нас вот, да, номинация «Семья». Светлана Викторовна, пожалуйста, поздравляем вас. Давайте сделаем общее фото. Спасибо, Алина. Да, мы делаем фото, да, группируемся.
Да, я подарю, давай. Спасибо. Спасибо победителям, спасибо, Михаил. Я не вам, Михаил. Нет, вы никуда не уходите, пожалуйста. Алина, вы тоже оставайтесь. Алина, готова наградить наших следующих победителей? Супер. Друзья, кто любит Алину Закитову? Класс! Да, ну, еще все еще впереди. Далее сейчас нас ждут результаты открытого турнира по национальным настольным играм «Хабылык» и «Хамыска». Я правильно сказал? Супер. А поможет Алине в этом директор Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчары Гаврил Михайлович Махначевский. Ваши аплодисменты. Участники МУС «Устар». Пожалуйста, объявляем победителя. Объявляем, значит. Итак, сегодня у нас получился очень такой интересный турнир по национальным настольным играм «Хабылык» и «Хамыска» в рамках молодежного фестиваля МУС «Устар». Среди юношей 3-е место занял Герман Игнатьев. Второе место занял Альберт Горохов. И первое место занял Уолан Оконечников. Ребят, все спортсмены, да? А у нас есть награды для ребят? А какой спорт? Обязательно должно быть. Хабылык-Хамыска. А в чем состоит настольная игра? Это что, шахматы, домино? На что это похоже? Каблукарский, вообще? это каблуками, короче, что-то надо там, нет? На столе. Это же настольная игра. На столе? Ну, настольная игра-то На столе настольная. каблуками, так ты говоришь, Нет, каблукарских нет, нет. там. Да, пожалуйста, Гаврил, расскажите нам, Да. в чем состоит суть? Это наши национальные игры, которые и называются настольные игры. Эта игра именно проводится именно на столе. Так, это значит, каблык — это 30 палочек, где играют именно, быстрота рук, координация. Так, и хамыска — это по-якутски мы говорим хамыска, а так на самом деле по-русски камешка. Камешка. Да. Алин, ты играл в такую игру, в камешки? Только, может быть, в детстве. Надо попробовать. Ну, хотела бы научиться? Конечно. Ну, смотри, ребят, как молодцы. А армрестлинг — это настольная игра? Ну да, на столе же вроде как. Я из настольных только нарды знаю. Кто бы сомневался, ведь. Да, и этими игры у нас уже... А вот и награды, пожалуйста, поднимайтесь. Давайте. Девушки. Награды спешат. Давайте поздравим их. Награды нашли своих героев. Так, это второе место у нас, да. Это третье вот. О, медали, третье. медали даже есть, ничего себе. Дайте первое место Алине вручить. Вот. Давайте сначала второе. Можно я второе вручу? Кто второе? Вы? Пожалуйста, наклоните свою. Не перепутайте. Поздравляю. Ой, парень, тебе повезло, как тебе повезло, как тебе Олимпийская повезло. чемпионка, вручаю тебе Как повезло. награду по хабылык. По каблык. И грамоты. Ой. Фото. Друзья, ваши аплодисменты! Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. А, еще не все. Так. Да. Итак, объявляем, значит, среди девушек 3-е место заняла Алина Слепцова. О! Второе тезка. место заняла Кристина Терентьева. И 1-е место заняла Аина Андреева.
Поздравляю. Давно вы играете в эту игру? Со 2 класса. Как называется? Хаблык и Хамовская. Что там важно? Все-таки как в шахматах стратегия. Скорее всего, ловкость. Ловкость. А Да, есть, ловкость а рук. есть допинг? Помогает Допинг допинг есть у в вас этой там? игре? Нет. То есть можно с допингом, короче? Можно с допингом, да? Не проверяют вас на допинг? Все. Можно это. Закинулся и такой, всех победил в каблык. Да, пожалуйста. Алин, можно тебя попросить? Почетное 1 место. Друзья, давайте аплодировать. Та-да-да-да. Друзья, давайте поддерживать победителей. Громче аплодисменты. Какие кубки большие для победителей. Оп. Улыбочки, машем ручкой, поздравляем. Давайте, давайте, друзья. Фото! Мусустар! Супер, друзья, давайте поаплодируем талантливой, Спасибо. умной, ловкой якутской молодежи. Спасибо. Алина, с тобой мы не прощаемся. Мы тебя будем эксплуатировать по полной. Да. У тебя был сегодня мастер-класс? У меня сегодня был шикарный мастер-класс с детьми, которые просто смотрели. Я таких глаз не видела, честно говоря. Ну, что ты имеешь в виду? Они смотрели, что, как на богиню на тебя? Или что ты имел в виду? Или наоборот? Они очень хотели тренироваться, и вот это заряжает Пожалуйста. эмоции. Это Да, еще вот у них прям вот- коньков не было. Тренируй нас как следует. Это да? еще Вот без так? коньков. Да. Представляешь, что с коньками было? Вообще, наверное. Но они зарядили меня позитивной энергетикой, и теперь я готова работать. Супер. У меня такие же ощущения от якутской молодежи. Расскажи, что нас ждет вечером сегодня? Сегодня вечером мы будем выступать в 9 часов на открытом катке. Поэтому всех зову и буду рада каждого видеть. Конечно, да все пойдут, естественно. Как можно такое пропустить? Алин, кто кроме тебя еще будет там? Приехали очень многие спортсмены, которые катаются за сборную России, просто показывают высочайший... Привет, друзья! С вами Антон Камолов. Я сейчас нахожусь в Якутске. Не буду врать. Расскажу для тех, кто смотрит нас из других городов. Сейчас в Якутске достаточно морозно, но здесь весна ощущается как нигде. И я объясню почему. Дело в том, что здесь проходит первый молодежный фестиваль «Муус-Устар». «Муус-Устар» в переводе с якутского означает ледоход. Вообще ледоход, он знаменует собой переход от зимы к весне. Это такой яркий символ того, что наконец-то тепло приходит и весна победила зиму. Не удивляйтесь, если в ближайшее время окружающая температура повысится на несколько градусов. Это все благодаря самому фестивалю и, конечно, участникам этого фестиваля. Это все наша молодежь, которая стремится покорить мир как можно быстрее. И мы с вами сейчас узнаем, чем живет молодежь, что этой самой молодежи интересно. Давайте посмотрим.
Республика Саха-Якутия – это более 3 миллионов квадратных километров, свыше 984 тысяч человек и бесконечное число возможностей для твоего развития. Сегодня ты определяешь, каким будет будущее нашей республики. Ярким, инновационным, перспективным. Твой талант — это свет, а свет заряжает своей энергией все вокруг. Ты движешься вперед, и вместе с тобой преображается мир. Зима уступает место весне, подснежники прорываются сквозь снег. Ты идешь навстречу своим мечтам и заставляешь лед тронуться. Твори, развивайся, будь собой. Вы можете наблюдать, как за моей спиной постепенно наполняется людьми Центр спортивной подготовки «Триумф». Ведь сегодня здесь проходит главное событие фестиваля «Мус-Устар». Ну а рядом с нами здесь сейчас находятся представители Южной Якутии. Это у нас гости из города Нерюнгри. Расскажите, как вы сегодня добрались и откуда узнали про наш конкурс. Ну для начала представьте, как вас зовут. Меня зовут Анастасия, я представитель отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации. Со мной Ирина, это представитель Южно-Якутского технологического колледжа. Мы, как, наверное, вся молодежь, узнали о фестивале из средств массовой информации, из интернета. И, конечно, не могли проигнорировать такое глобальное мероприятие, такой большой молодежный фестиваль Республики Саха-Якутия. Ну а вы, получается, в делегации вас только 2 человека или вы приехали целой командой? С целой командой мы приехали в 6. Это представители администрации, да, я и моя напарница, скажем так, и 4 представителя молодежи, которые подали свои проекты для участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Ну а что бы вы в будущем хотели? Может, там у нас, получается, проводятся международные спортивные игры Дети Азии, площадкой тоже постепенно с развитием игр становился и город Нерюнгри, и другие города у нас. Может, вы хотите, чтобы в последующем правительство региона и в целом организаторы распространили данный фестиваль и на территории вашего города? Вот как вы на это смотрите? Замечательно, конечно, на это смотрим. Всегда принимать такие большие мероприятия в районе – это большая ответственность. Большая радость. И, ну, конечно, если вдруг правительство решит провести такой большой фестиваль у нас в районе, мы будем только рады. Ну и напоследок можете передать привет вашему району, как представителей Южной Якутии? Конечно. Дорогие наши земляки, молодежь района, желаем вам оставаться всегда активными, позитивными, реализовывать себя, находить в себе силы заниматься творчеством, общественной деятельностью. И мы приветствуем вас на территории фестиваля молодежного в городе Якутске. Все, спасибо. Ну а мы будем с вами освещать события данного фестиваля. Оставайтесь с нами на нашем эфире. У нас уже на главной сцене нашего фестиваля, насколько я слышу отсюда, а мы через тоненькую стенку от этой сцены находимся, начинается обратный отсчет, и я передаю слово большой сцене. Вау! Республика Саха-Якутия – это более 3 миллионов квадратных километров, свыше число возможностей для твоего развития. Сегодня ты определяешь, каким будет будущее нашей республики. Ярким, инновационным, перспективным. Твой талант – это свет, а свет заряжает своей энергией все вокруг. Ты движешься вперед, и вместе с тобой преображается мир. Зима уступает место весне, подснежники прорываются сквозь снег. Ты идешь навстречу своим мечтам и заставляешь лед тронуться.
Оставайся. Будь собой. Встречайте, ведущий фестиваля «Муз-Стар» Михаил Галустян! Привет, привет, привет! Давайте, давайте, погромче, погромче! Класс! Наконец-то я добрался до вас. Так давно не был, лет 20 у вас не был. Друзья, как настроение? Отлично. Ну что, я официально поздравляю вас с открытием нашего грандиозного мероприятия. Это свершилось. Мы начинаем. Поехали! Супер. Слушайте, ну, действительно, такое мероприятие, по-моему, впервые проходит в республике. Замечательное, большое, интересное событие. Вы наверняка знаете, что с 24 марта проходило огромное количество конкурсов, мастер-классов, захвачено огромное количество треков по всей территории республики. Сегодня мы с вами будем знакомиться с участниками конкурсов, будем веселиться, развлекаться, общаться. Ну и, конечно, вы знаете, очень много интересных гостей и звезд сегодня будет. Мне просто интересно, я хочу, чтобы вы сейчас мне немножечко помогли. Мужчины, парни, давайте покажите, вы здесь вообще или нет? Что-то кисленько, подождите. Давайте нормально, мужики, вы здесь? Ладно, я понял. Учитесь, смотрите, как надо. Девушки, вы здесь? Ай, класс. По-моему, у девчонок получше. А остальные здесь? Что, такие тоже есть? Да, ничего себе. Ладно, я шучу. Друзья, ну, по-моему, сегодня будет просто вообще мега круто. Я уверен, туда подальше чуть-чуть еще наполнится побольше трибуны. Я хочу сейчас немножечко важную информацию зачитать. Друзья, фестиваль «Муз-Стар» носит масштабный характер и представляет высокую значимость не только для Якутии, но и для всей нашей огромной страны. Чтобы поздравить участников, гостей фестиваля «Муз-Стар» и для торжественного открытия программы на главной сцене «Триумфа» я приглашаю главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергея Валерьевича Степанова, вице-президента корпорации «Синергия» Ольгу Александровну Грищенко. Прошу. Сахам серен эдерчата күндө доғаттар бука барагатын «Муз-Стар» фестиваль хағалымытынан итетік істейнік ағаделебі көңіллән. Дорогие друзья, сегодня замечательный день. Мы начинаем наш фестиваль «Муз-Стар». Очень знаменательно то, что сегодня один из первых теплых дней. Сегодня практически начинается весна. Приехал Галустян. Я погоду привез с собой. Вот. И это, на самом деле, если так подумать, первое крупное молодежное, а может даже не молодежное мероприятие, которое идет не только на Дальнем Востоке, но и во всей нашей стране в постковидное время. Это тоже дорогого стоит, дорогие друзья. Всех с этим поздравляю. Безусловно, фестиваль «Муз-Стар» объединил в себе сегодня самые различные направления. Мы их видели сегодня: и танцы, и киберспорт, бизнес, технологии, даже политики сегодня вместе с нами. Здесь с нами наш молодой кандидат в мэры Женя Григорьев, который сегодня пришел, несмотря на выборы, к нам. Привет, Женя! Дорогие друзья, и то, что сегодня уже 18 тысяч человек зарегистрировалось для участия в нашем фестивале, говорит о том, что у нашего фестиваля большое будущее. У Якутии в креативных индустриях, творческих индустриях, безусловно, будущее мировое. Мы осознанно поддерживаем эти направления.
Мы верим в вас, верим в то, что ваш креатив, ваш талант, ваша энергия сделают Якутию знаменитой не только алмазами и золотом, но и своими кинофильмами, своими играми компьютерными, своими достижениями в изобразительном искусстве, в танцевальном искусстве, да и во многих других индустриях, которые сегодня на самом деле составляют очень значительную часть экономики мира. Я верю в вас, я верю, что все у вас получится, только ничего не бойтесь и идите вперед. И мечтайте, и мечты будут сбываться. С праздником! Здравствуй, наш фестиваль Мус Устар, Сахабыт Серегар, Мус Устар, фестиваль Батыгар. Уруй! 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 Айсен Сергеевич, спасибо большое. Наш эфир продолжается. Сейчас мы проведем небольшую экскурсию. Это, собственно, не совсем экскурсия, это квест. Но квест называется «Экскурсия по городу», по Якутску. Если вы никогда не были в Якутске или плохо знаете Якутск, то вам необходима экскурсия. А если интересует профориентационное просвещение молодежи республики, то смело приступайте к квест-экскурсии. Ну что, поехали с нами, скоро все узнаете. Маршруты квеста делятся на 4 направления, в которых по 5 разных локаций. Вот это дореволюционная карта. И ребята сейчас в современной карте через телефон ищут. Ориентировочно время прохождения 2 часа. На каждой локации вы находитесь 20-30 минут. Нина! Я знаю, угадала! Цель игры не победа, а профориентационное просвещение. Вот посмотрите, ручная роспись, вот она. Берем ватку, можно так все время рисовать. После этого будем красить, потом уже на печку. Но по мере исполнения заданий и мастер-классов организаторами будет определен один победитель с каждой команды. Итого 8 человек получат сертификаты на посещение музея «Россия. Моя история». Целью квеста-экскурсии является профориентация молодежи республики. Как вы считаете, предпенсионному возрасту подойдет такая квест-экскурсия или это слишком уже будет очень ярко? Нет, каждому, даже если этот человек пожилой, все равно будет интересно узнать историю о Якутии. А у тебя какие были впечатления? Очень веселые, мне все понравилось, особенно угадывать, какую еду нам показывали на карточках. И на этой веселой ноте... Музустар! Молодцы! На протяжении всего этого дня у нас проходили телемосты. Вообще очень круто, что практически вся страна поддерживает первый молодежный фестиваль Мус Устар. Ну, конечно, все телемосты со всеми городами России мы связаться не смогли, но немалая часть городов оказалась у нас на связи. Прямо сейчас мы перемещаемся в замечательный город Нерюнгри. О, класс. Да, Я город, слышал. где у меня много друзей. Я слышал про этот город. Да, ты что, ну, Надя Ангарская Да. из Comedy Woman. Да. Надя Ангарская. Вот. Нет, этот самый, ну, Этот вот, самый помнишь его? Он нашумевший, тоже из легендарный. Нерюнгри. Он оттуда. Да, и второй Подожди, тоже. это ребята КВНщики, они Конечно. оттуда или нет? Да. На самом деле, город, который много, в общем, дал талантов. Я думаю, еще немало даст талантов. Да. Неринги, вы с нами? Алло, нас слышно? Привет, Нерюнгри! Приветствую, Михаил, и приветствую участников фестиваля. Привет, Якутск! На прямом включении из парка культуры и отдыха имени Черяева город Нерюнгри. Вот Мы это жители да! молодого, непрерывно развивающегося города. Год за годом наши улицы, скверы и парки преображаются. Сейчас мы находимся в городском парке, благоустроенном в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Приятно, когда все идеи воплощаются в жизнь. У нас идейная молодежь, готовая на новые свершения. Они участники молодежного фестиваля Мус Устар.
участников фестиваля «Мусустар» из столицы Южной Якутии. Нерюнгринский район славится не только объемами промышленного производства и трудовыми рекордами. У нас стремительно и, главное, успешно развиваются все сферы жизни. Здравоохранение, образование, культура, спорт. И двигателем этого развития является молодежь. Молодежь Нерюнгринского района яркая, талантливая, креативная, дерзкая, творческая, инициативная, которая желает изменить жизнь своего города, региона, района, республики к лучшему. Я считаю, что у нас молодежь, она очень прогрессивная, она голодная до новых идей, новой информации, и она очень открытая и очень быстрая. Очень коммуникабельная молодежь, многогранная, с ними очень интересно работать, много с ними познаешь нового. Также очень приятно, что молодежь Нерюнгринского района чтит память своего отечества, своего города. Особенно приятно, когда молодежь именно выходит, участвует в акции «Бессмертный полк» ежегодно, и с каждым годом ее все больше и больше. Заботит их, конечно же, все-таки сама судьба Нерюнгринского района, так как они здесь проживают практически многие с рождения и не планируют покидать этот район. Если раньше молодежь, поступая после университета на работу, могла работать 20-30 лет, то сейчас молодые люди все чаще стремятся получить какую-то новую специальность, новую профессию. Раньше у родителей и более старшего поколения была семья на первом месте, это ценность, а сейчас у молодежи современной это, скорее всего, карьера. Я думаю, что главной ценностью вот именно у молодого поколения является это дружба, это любовь. Что у парня, что у девушек, у них даже скажу больше, что у девушек больше у них все-таки ценности — это любовь к родине. Дух патриотизма присутствует практически у каждого молодого человека, который у нас есть. Мы все понимаем, что жизнь в городе Нерюге, она течет так размеренно относительно большого города. Можно как подстроиться под этот размеренный образ жизни, либо можно максимально насытить его интересными событиями, обучаться чему-то новому. Здесь легко построить какие-то профессиональные взаимоотношения, здесь легко завести друзей, потому что люди здесь очень открытые. Не менее драйвовые ребята живут в Мирном. И у нас проверка связи. Мирный. Как слышно? Мирный, вы здесь? Вы с нами? Привет всем гостям, зрителям и таким шикарным ведущим с нашего столицы Алмазного края города Мирного. Мы находимся больше 1000 километров от вас, но при этом чувствуем эту бешеную энергетику, эту масштабность и насыщенность данного мероприятия. И сейчас я вам предлагаю и вам познакомиться с нашими молодежью и посмотреть ролик от молодежи города Мирного. С удовольствием. Молодежь города Мирного уникальна тем, что она несет в себе код мультикультурализма. Это обусловлено тем, что в 1955 году наш город и нашу алмазную промышленность приехали строить люди со всех концов Советского Союза. Наш маленький город сплотил нас в одну большую и крепкую семью, где каждый ценит такие понятия, как дружба, братство, память наших дедов. На базе Мирнинского регионального технического колледжа мы проводим военно-патриотические лагеря. Наша молодежь живая, талантливая, но мы готовим светлое будущее. Также у нас есть большая возможность делать то, что нам по душе. Именно поэтому нужно не бояться, заявлять о себе, ставить для себя цели и задачи и обязательно их достигать. Потому что мы живем в достаточно суровых условиях, и если ты здесь ничем не занимаешься, то
грубо говоря, ты не выживешь. Поэтому молодежь здесь очень активна. Все, что вот вокруг происходит, все какие-то клубы по интересам, все события, инфраструктура даже строится благодаря тому, что есть запрос от молодежи, от активной части нашего населения. Все те, кто меня окружает, творческие, изобретательные и амбициозные люди, стремящиеся изменить жизнь своего района, города, республики к лучшему. Самое главное, я считаю, это тяга к индивидуальности и любовь к экологии. Раньше такого я за ними не замечал, но теперь их очень сильно тревожит и беспокоит состояние окружающей среды. Люди с очень активной гражданской позицией. А молодежь Мирнинского района всегда отличалась особыми требованиями и высокими целями в жизни. Иногда для этих целей город Мирный бывает мал, но существующие возможности дают огромный потенциал развития, который сейчас является практически безграничным. В первую очередь требования современного мира – это не только получить профессиональное образование, но и, конечно же, развивать soft skills. Мы часто слышим, что молодежь – это будущее страны, но это ее настоящее. Ведь мы уже сейчас показываем отличные результаты в самых разных сферах деятельности, будь то производство, образование, культура или наука. Ребята стараются развиваться во всевозможных направлениях, и, надо сказать, это у них прекрасно получается. Еще радует, что ребята выбирают сейчас действительно спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, идут в ногу с мировыми тенденциями. Молодые мирнинцы отличаются своей осознанностью. Они умеют ставить цели и добиваться их, будь это собственный бизнес, городской фестиваль или чемпионат мира по футболу. И на этом пути их отличает стопроцентная отдача, ведь они не умеют жить наполовину. В ваших руках будущее нашей республики и нашей страны. Творите, дерзайте, покоряйте новые вершины, будьте уверены в себе и двигайтесь всегда вперед. Привет, Мирный! Замечательный ролик, молодцы. Слышно. Привет, слышно нас? Да, ну вот прямо сейчас к нам подоспела молодежь, самая активная, яркая молодежь города Мирного. Передавать вам большой привет и передаю слово им. Всем добрый день! Мирный очень рад, что в республике проходит такой большой молодежный фестиваль, который объединил столько молодых людей, показал самые различные направления, современные направления развития. Мы очень рады, что мы стали частью фестиваля. Привет из Мирного! Алмазное сердце России! Сразу видно, мы с вами, мы очень рады, что мы можем принять участие и такую маленькую лепту в такое большое масштабное мероприятие. Супер! Спасибо, Мирный. А где вы находитесь? Что это? Самое просторное Мы находимся... место, где вы могли собраться? Самое простое место, действительно, самое активное место. Здесь сейчас гуляют детвора, и мы хотели показать их тоже. У нас сегодня прекрасная погода, мы находимся на площади Ленина, отсюда вещаем всего -3 градуса. Ну и встречный вопрос вам, как вам наша Якутия, вам таким южным парням? Мне очень нравится. Ну, Миша не совсем южный парень. Мне, как человеку, родившемуся в Сибири, не менее в Якутии горячий. очень комфортно. У вас там холодно сейчас? -3, да, я так понимаю? Весна наступила Не, уже, да, у нас очень тепло, и мне кажется, что вся Западная Якутия сейчас цветет и пахнет. У нас тут птички. Ну, для Якутии действительно это очень тепло. Потрясающе. Ребят, слушайте, ну круто. Мы рады, что вы там веселые, дружные. Хорошо, я знаю, что сейчас у нас в эфире очень много людей смотрят, наблюдают. Мне очень интересно ваше мнение. Пробовали ли вы нашу якутскую национальную традиционную кухню или планируете только... Конечно. Да, очень вкусно. Индигирку, шоколадку я вчера ел, якутскую вот эту. Строганинку. То есть вы уже в курсе. А как вам наши девушки? Что за провокационные вопросы? Спасибо, очень вкусные, спасибо. Компрометирующие вопросы. Друзья, Мирный, кем хотят стать вот ваши ребята вот там, вот маленькие детки? Кем он хочет стать? Подойдите, спросите прямо. К сожалению, немножко связь не слышно. Еще раз повторите. Спросите у малыша, кем он хочет стать? Малыши, и вам дали слово. Сейчас вы находитесь в эфире по всей республике. Скажите, кем вы хотите стать? Да не знаю. Не знаешь? А может вы? Честно? Кем хотите стать? Я пожарным. Кем?
Пожарным. Пожарным? Я тоже. Тоже пожарным? Не пожарным, а пожарным. Полицейским. Тоже полицейским. А кто? Ну, здесь у нас растет такое поколение, они полицейские в пожарной части. Ну, я прощаюсь с вами, и мы продолжаем смотреть трансляцию. Мы находимся с вами, хоть и далеко. Спасибо. Спасибо, Мирный. Спасибо, супер. Спасибо. Ну что, мы двигаемся дальше. Ура! Дальше только интереснее, только интереснее. Друзья, мне кажется, мы давненько не проводили телемостов. Да, правильно, кстати, заметил. Тут не поспоришь. Ленск уже на связи. Супер. Ленск. Сейчас Ленск выходит на связь. Поехали. Добрый день, Якутск. С вами на связи Ленск, молодежь Ленского района. Мы находимся возле памятника республиканского значения «Тройка». Это излюбленное место сбора молодежи. Здесь всегда собираются, проводят встречи выпускные, фотографируются. Молодежи в Ленском районе 13 тысяч человек. Все они люди увлеченные. Все посчитаны. Кто-то занимается лыжами, кто-то катается на сноубордах. В зимнее время сейчас у нас весна. Это весна, да? И так выглядит в Ленском районе. Прекрасно. Как вообще дела у вас в Ленске? Сегодня в городе были проводы зимы. Все уже отгуляли. Сейчас готовятся к национальному празднику Байнай, который у нас пройдет в следующие выходные. Там юноши покажут свои способности. Это выбирают лучшего охотника на празднике Байнай. Якутск. Сейчас мы покажем вам видео-открытку о Ленском районе. Ждем с нетерпением. Давайте посмотрим. С романом Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» знакомы все, но немногие знают, что эта речка протекает и в Ленском районе, в поселке Витим, поселок Золотых Приисков, который в этом году отмечает свое 400-летие. Ленский район сегодня – промышленная мощь нашего государства, центр нефтегазового комплекса. Компании с мировым именем освоили Талаканское и Чиндинское нефтегазовые месторождения. По трубопроводу «Сила Сибири» пошел газ, а это национальное достояние. Ленский район может предложить молодым людям не только трудоустройство в промышленность, но и в бюджетные учреждения. Причем обучение в ВУЗе по направлениям образования, здравоохранения, сельское хозяйство и культура за счет местной казны, а плюсом подъемные выплаты на приобретение жилья или служебную квартиру с перспективой ее приватизации. Отдых и досуг также в приоритете. Несколько лет здесь организуют один из самых завораживающих и непредсказуемых мероприятий – республиканский слет молодежи «Мурбай». Он ждет любителей экстрима, спортивного туризма и драйва. В дикой природе молодые люди преодолевают 50 этапов по 10-километровой трассе. И это лишь малая часть того, что может предложить наш район. Ленский район манил молодежь еще с середины прошлого века. Сюда приезжали на год, а оставались навсегда. Сейчас мы хотим, чтобы эта традиция возродилась. Мы уверены, так и будет. Для этого есть все основания. И сейчас молодежь скажет, за что они любят свой Ленский район. За что вы любите Ленский район? Потому что здесь живут добрые и отзывчивые люди. Волонтеры! Мы вместе! Конечно, надо приобщаться к искусству. А сколько разных видов искусств существует? Пожалуйста, вот про живопись мы только что поговорили и узнали. Но из всех искусств для нас важнейшим является что? Кино. Кино — это актеры, конечно же. И сейчас мы с вами перенесемся на мастер-класс актера Михаила Башкатова. Михаил, конечно, не только актер, но именно актерский мастер-класс, мастер-класс по актерскому мастерству Михаил провел здесь, в Якутске. На сцену попал. Мы находим центр на мастер-классе по актерскому мастерству, который ведет Михаил Башкатов. Слушайте, здесь очень интересно. Все 2 часа юные актеры с замиранием сердца слушали своего кумира, задавали ему интересующие вопросы и получали развернутые ответы. Что-то в себе меняешь, и внутри у тебя все меняется. Ну, то есть ты представляешь, какой, допустим, вот этот твой герой, как он выглядит. И вот как от
того, как он выглядит, у тебя неизбежно и внутри меняется. При подаче заявки на участие в мастер-классе Михаила Башкатова там был такой вопрос: почему именно я? Что же написала ты? Актерство — это культура прежде всего, и, как сказал Михаил Сергеевич, это ответственность. И я хочу нести ответственность за Якутию и в дальнейшем создавать что-то новое, творить, потому что будущее в наших руках находится. Я актер ощущений, то есть это ближе, наверное, к чеховской системе, когда ты идешь от ощущения правильно, ты делаешь неправильно, то есть ты в каком-то для себя задаешь какие-то эти рамки, коридор какой-то, и в нем и в нем импровизируешь. Для меня было важно получить обратный отклик, как от человека, который в театральной сфере занимает достаточно такое влиятельное место, получить обратный отклик в плане работы над ролью, в плане мотивации и то, что нужно именно молодому, перспективному актеру для воплощения своей роли. Но мне кажется, что надо играть. Не надо превращаться в другого человека и жить его жизнь. Вот так актеры многие сходят с ума, действительно. Они, он там ушел и не вернулся. То есть вы можете забраться в другого человека, как актер, себя, построить себе этот домик. Но надо знать, как оттуда выбраться, вернуться к себе. Мне интересна эта сфера, и тем более мой любимый актер все так интересно и подробно рассказывал. Можно было вживую задать вопрос, который меня всегда интересовал, и он бы ответил. И живое общение, это самое лучшее. Дальше вам все сложнее и сложнее будет заставлять себя учиться чему-то новому, пробовать что-то новое. Каждое освоить новый навык, для вас это будет целая история, восхождение на гору, к которому нужно подойти, купить снаряжение, карты почитать. Сейчас вы можете просто взбежать на эту гору вот так за раз, и все. Поэтому дерзайте, делайте. Удачи вам. Спасибо. Вот если бы вы подавали заявку на свой мастер-класс, что бы ответили вы? Если бы я хотел попасть на мастер-класс не к Михаилу Башкатову, а к какому-то человеку, который мне действительно интересен, хотя я себе интересен, я бы, наверное, написал, что у меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответы, которые помогут мне стать лучше в своем деле. Вообще, молодцы ребята, они интересовались действительно важными вещами. И видно, что они погружены в тему, что они уже что-то делают. И у них вопросы не как начать что-то делать, а как сделать это лучше, как вообще стать лучше. Может быть, вы научите меня смеяться или плакать? Какая должна быть манипуляция? Откуда? Из души, из сердца? Что надо делать, чтобы я вот прямо сейчас захохотала, как оперная певица? Что такое смех? Это выдох. Это выдох со звуком. Да, но мы только еще глазами улыбаемся и ртом, как будто у нас хорошее настроение. Да? Что можно сказать? Настоящий педагог всегда сможет найти своего студента и научить действительно искренне хохотать. Вообще, если говорить о фестивале Мусл Стар, он, конечно, подарил кому-то приятные мгновения, многим полезные знакомства, но кое-кому повезло больше, им вручили гранты. Давайте посмотрим, как это было. Итак, обладатели грантов. Корякин Николай Николаевич. Вы его все знаете, да? Иванович. Попов Альберт Степанович. Захаров Дмитрий. Романов Роман Романович. Наговицына Айглана Васильевна. Жиркова Анжела Евгеньевна. Слюсарь Теона Зурабовна и Захаров Тимофей Николаевич. Здравствуйте, ой, как вас много, какие вы все классные, молодые, красивые. Уверенные в себе. Молодцы. Да, это не просто дипломы, это сертификаты на денежную сумму. Там еще сертификаты на трехкомнатную квартиру в Якутске. Правда, одна на всех, но ничего. Это не просто, это грантовая поддержка. То есть, понимаешь, вот мне интересно, да, Николай Васильевич, вы, какой проект у вас? У нас проект был Мус Устар, это YouTube
канал для подрастающего поколения Якутска, республики. И там мы будем делать контент на якутском языке для нашего подрастающего поколения. В рамках фестиваля были объявлены конкурсы в разных номинациях, и я очень рад поздравить счастливчиков, которым выпала честь победить. Внимание, награждение лауреатов фестиваля «Муз Устар». Тот трек, который представляем сегодня мы, это молодой бизнес, это особый трек. Это трек, в который собрал самых активных, самых бесстрашных людей, таких как Ярослав. Он уже познакомился с нашими молодыми людьми. Вчера принимал участие во всех активностях, которые проводим мы. И еще одно. Предприниматели — это те люди, я убеждена в этом, которые делают нашу с вами жизнь более счастливой. Ведь они делают нашу жизнь более качественной. Они делают более доступными очень многие товары, услуги, продукты. И мы зависим всецело от их предпринимательской активности. Поэтому очень здорово, что именно в нашей республике есть более чем 100 школьных бизнес-инкубаторов на базе общеобразовательных школ, которые взращивают молодых перспективных предпринимателей, начинающих свой бизнес уже со школьной скамьи. Ну а мне разрешите назвать имена двух очень активных молодых леди, которые вчера в игре «Аукцион» заработали самое большое количество денег и дали рабочие места самому большому количеству наемных работников. Итак, с вашего позволения, второе место. Кривошапкина Анна. Аплодисменты. Ребята, давайте поддержим. Аплодисменты Анне. И первое место Николаева Алена. Алена. Круто, круто. Аплодисменты этим бизнес-леди. Поздравляем. На вчерашний день это самые богатые женщины, девушки, которые смогли сделать это, что называется. Самые богатые, да? Самые богатые, Михаил. Поближе надо познакомиться. Ну а прямо сейчас мы переходим к церемонии награждения победителей конкурса 3D рисунков и VR «Создаю свой мир». Задача для участников конкурса — создать композицию виртуальной реальности на тему исторического, эпического или фольклорного содержания с помощью программы Google Tile Brush на VR-устройствах исторического парка «Россия. Моя история». На первом этапе были выбраны 10 лучших работ, а судьба победителей решалась народным голосованием в социальных сетях. Имена победителей мы узнаем прямо сейчас. Правильно, Евгений? Да, да. Торжественный момент, без конверта, но просто так зачитаю. И начнем с третьего места. Конкурс 3D-рисунков на VR «Создай свой мир». Третье место занимает Екатерина Шутикова. Громче, 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 давайте поаплодируем. Катя, поздравляем. Молодец, да, получай свою награду. Награда, думаю, пригодится, правильно. Катя с телефоном не расстается, смотрите. Сейчас еще и с мышкой не будет расставаться. Она пилит сторис все время. Да. Будем двигаться дальше. И второе место... Не уходите, побудьте с нами. Второе место Мария Гриц. Попросим Марию на сцену. Мария! Привет! Поздравляем! Спокойно, все будет хорошо. Век современных онлайн-коммуникаций, кажется, незаменимый гаджет для любого айтишника. Ух ты, подфартило. Вот это да. Да, Миша знает, о чем говорит. Как. Конечно, я ж геймер. Тот еще геймер. Я знаю, уши мне нужны. Да. И двигаемся дальше. Прямо у нас сегодня неожиданные варианты все. Первое место Дьяконова Сардана. Вот это девушки, да, просто побеждают, молодцы девушки. Весь женский пьедестал, потрясающе. Девушки рулят, рулят. Смотри, войти ворвались. Ты глянь на них. Чтобы войти. Более замечательный Вошли войти. Вошли войти. Кажется, девушки в Якутии повторили сегодня успех в фигурном катании наш. Вчера
Прошел очный финал турнира по киберспорту Dota 2 Якутин Championship. Может, посмотрим, как это было? С удовольствием. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Протопопов. Я капитан команды ССС, Triple UT. Я очень рад, что киберспорт продвигается в Якутии. Киберспорт, Муз-Стар — это круто. Я капитан команды «Оскос», «Острые козырьки». Я очень рад, что в Республике Саха-Якутия проходит такой фестиваль, как Муз-Стар, и есть трек, как «Киберспорт». А? Вот это спортсмены. Вот это спортсмены. Да. И кроссовки не нужны. И не потеешь. Хотя, наверное, там, когда в доту ты рубишься, то, наверное, да, на турнире там, наверное, на турнире там пот по спине идет. Попотеть точно. приходится, я думаю, ребят. Друзья, комментатором турнира стал настоящий гуру киберспорта, легендарный Владимир Мальсторм Кузьминов, который записал для всех гостей фестиваля Муз-Стар свое приветствие. Давайте посмотрим. Ну, кто рубится в игры, знает его. Вот он. Меня зовут Владимир Кузьминов, хотя вам я более известен как Mailstorm. Вчера мне удалось покомментировать финал такого замечательного турнира, как Dota 2 Якутин Championship. И все, что я могу сказать, что борьба там была действительно жаркая и напряженная. Но прежде всего я хотел бы поблагодарить команды и вас, команды, за борьбу, а вас за эту энергетику, которой вы заряжали всех игроков, и меня, и друг друга. И это очень круто. Это очень круто, потому что киберспорт — это то, что дает нам возможность идти вперед внутри виртуального пространства, создавать что-то новое, развиваться. И это очень круто. И я желаю вам идти вперед и развиваться. Муз-Стар. Супер! Спасибо, Владимир. Спасибо. Да. Ну что, Муз-Стар, давайте поздравим победителей, как мы умеем. Искупаем их в бурных овациях. Для того, чтобы называть их имена, позовем на сцену представителя киберспортивной организации «База-1» Александра Альбертовича Павлова. Аплодисменты! Александр, добрый день. Здравствуйте, Михаилы. Можно загадать прямо желание, наверное? Можно. Не факт, что оно сбудется, но загадать можно. Здравствуйте. Так, чтобы, наверняка. Итак, я представитель киберспортивной организации «База-1». Давайте сразу приступим, наверное. Второе место занимает на Dota 2 Якутин Championship и забирает с собой призовой фонд в размере 50 тысяч рублей. Команда Triple S. Встречайте! Вот это да. 50 тысяч. А? Вот это спорт. Вот это спорт. Наиграли, я понимаю. Молодцы. Вы куда? Нет, вот, ребят, давайте, получайте свою награду. Поаплодируем спортсменам. Ребята выиграли вчера первый этап, да, насколько я знаю? Итак, среди 55 команд на Dota 2 Якутин Championship становятся абсолютными победителями команда «Острые козырьки». Ребята, выходите к нам. Получают они 75 тысяч рублей и 5 эксклюзивных серебряных перстней. Что, серебряные перстни? 75 тысяч рублей. Слушайте, ну круто. Ребята, козырьки, на что вы потратите 75 тысяч рублей? У капитана спрошу. Буду копить на учебу. Так, а разве это не командная игра? Командная. Значит, играете командной, а копишь ты, получается. Ну, хоть тратить-то вместе будете. Ну, поделить, наверное, да? Парни, делим на всех, ну, я коплю себе на учебу. Ну, круто, понимаешь, он не сказал там на новые наушники, мышку, клаву, или там, не знаю, что ж... А расскажите про перстни, а где эти перстни? У вас есть эти перстни? У нас получат они на корнере.
И все, кто хочет посмотреть на них, можете подойти. Прямо после этого награждения мы пойдем туда и вручим их торжественно. Класс. Тогда Круто, мы прям как будем в НБА, смотреть. да? Прям перстни чемпионов. Круто, спортивные Офигеть. перстни. Да. Вообще. Ну что ж, Ребята, давайте спасибо большое. поаплодируем победителям. И общее фото. Давайте фотографию на память с начальником базы. Громче, громче, громче! Сейчас мы объявим победителей трека «Блогинг». Итак, супер. Третье место занимает у нас Мичелия Гурьева. Круто! Здравствуйте, поздравляем вас. Ух ты, какие призы-то, ничего себе. Не тем я занимался, видимо. Второе место занимает у нас Анжелика Сотникова. Аплодисменты Анжелике. Анжелика, вы где едете к нам? Здравствуйте. Тоже часы, ничего себе. Всем, что ли, часы? А у вас сколько подписчиков? У меня почти 18 тысяч. Ого, 18 тысяч. Ого. Скинитесь, ну, мне там чуть-чуть отцепите. Пару тысяч. Отметьте один раз Михаила. У меня больше, какой да, пока, контент да. пилите? Ну, у меня больше фантазийный такой, сказочный. Я делаю косплеи. Занимаюсь косплеерша? творчеством, да. Круто! На каких персонажей? В основном из фильмов. Из каких? Например, королева из «Белоснежки и охотника». А Чудо-женщину Я бы делали? посмотрел. Вся в золоте, в перьях, это была я. Главное, что аудитории нравится. Лайкают, комментируют, да? А чё ж вы не пришли в золоте и в перьях? Вот и было бы круто. Надо было, да. Но Золото в перьях. Чтобы она вышла и сказали, вот чудо в перьях, золото. Итак, первое место у нас занимает Елена Амосова. Браво! Елена! И опять весь пьедестал женский. Ой, Елена не одна. Здравствуйте, здравствуйте. О, Ладно, вот почему круто. человек первое место занял. Даже на сцену вышел. И дайте я угадаю, вы ведете блог для мамочек. Ну да, так как я сейчас в положении интересном на 9 месяце, буквально через пару дней рожаю, у меня блог превратился в материнский, но больше я пишу об урбанистике, о городском развитии, как раз о нашей республике. Я много путешествую по нашей республике. Вот так. Кроме этого, ну, у меня лайфстайл-блог. Обалдеть. Привет, Триумф! Привет, вся республика! Мне было так интересно смотреть телемост с подключением, потому что там столько знакомых лиц. Это было здорово, что у организаторов такая задумка подключить все города. Поэтому... Спасибо организаторам. Скажите, сколько у вас подписчиков? Давайте сейчас, на данный момент. 19 тысяч, нормально. Как на вас подписаться? Елена Амосова. Елена, нижнее подчеркивание, Амосова. Подписывайтесь на Лену. Скоро родит, там вообще начнется такой контент. Просто фантастика. А сейчас у нее еще второй телефон будет. С 2 телефонов может пилить. А еще и... О, телефон, это серьезное дело. У меня таких телефонов нет. Сразу видно, блогер. Да, человек сразу выходит во всеоружии на сцену. Класс. Поздравляем. Вот ваша награда, вот ваш диплом. Давайте я вас... Общее фото, давайте друзья, я вас давайте. сниму тоже тут. Общее фото сделаем. Эй, Триумф! Девок, давайте пошумим! Супер! Одно из главных событий фестиваля – это уникальный флешмоб, в котором задействовано, а вот я не скажу, сколько и кого там задействовано. Все подробности вы узнаете от нашего корреспондента, который пообщался с хореографом этого флешмоба. Друзья, мы сейчас находимся на площадке «Танцевальный квартал». Здесь рядом со мной находится хореограф Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Ну, расскажите сегодня в течение дня, насколько активно участники фестиваля к вам подходили и принимали активное участие.
Здравствуйте, фестиваль проходит замечательно, отлично. На этой площадке сегодня такое ощущение, что были, по-моему, все, потому что здесь проводятся конкурсы, и танцоры могут принять участие в этом конкурсе, выиграть замечательные призы от организаторов. Ну и группа поддержки тут просто заполонила всю территорию, не давала никому пройти, было очень весело и классно. Ну а расскажите вообще, какие виды танца и вообще танцевальный вид спорта у нас, или вообще танцы вообще, как, насколько успешно у нас развивается в нашем регионе, и какие виды танца у нас продвигает вообще молодежь? Ой, у нас на сегодняшний день все виды танца есть, и спортивные, и хореография как искусство развивается, и в театре можно выступать и танцевать, и можно с малых лет научиться искусству хореографии в ансамблях, в детских школах искусств. И вообще я думаю, что в каждом якутянина, наверное, любовь к танцу, любовь к хореографии просто в крови, потому что мы все даже любим наш национальный праздник Эсэх и танец Асохой, и даже установили мировой рекорд по количеству человек, исполняющего этот танец. Да ладно. Это получается у нас якутяне являются рекордсменами, да? Ну а если так, то мы вместе с Екатериной продолжаем танцевать и будем устанавливать очередной рекорд. Вперед! Буквально считанные мгновения остались до очень важного события фестиваля Мусустар. Это флешмоб. Мы его так долго ждали, мы столько о нем говорили и так его готовили. Теперь настала пора увидеть, что нас всех ждет. Дамы и господа, внимание на экран. Сейчас мы разучим под счет основные элементы якутского танца узор. А вы знаете, что... Как называется, простите, ради бога? Элементы якутского танца узор. Узор. Сейчас вот видели же... Да, мне понравилось. Да. Я хочу его выучить. Очень хорошо. Вас всех, кстати, камера снимает, если что. А вы знаете, что узор у якутов является не только как бы танцем, а как бы оберегом. Поэтому сейчас мы не только станцуем, мы создадим для себя оберег. Отлично. Хорошо? Так, приготовились, ноги вместе. У ребят руки за спиной, у девушек вдоль корпуса, чуть в стороне, запястье согнуто. Начинаем все с ноги. Можно? И смотрим на ребят. Можно. И раз, и два, и три, и четыре. Ребят, на трибунах вставайте тоже. И два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и игра на хамусе, 4, и руки наверх. И 4, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и далее. Раз, и два, и три, и четыре, и Класс. раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и только руки. Раз, два, три, четыре, раз, два. Это классное три. движение. Ускоряем. Раз, два, Мы сейчас три, дождь не вызовем четыре. случайно? Раз, два, три, четыре. У вас отлично получается, друзья. Гораздо лучше, чем у Галустяна. Трибуны, я вижу, вы филоните.
Республика Саха-Якутия – это более 3 миллионов квадратных километров, свыше 984 тысяч человек и бесконечное число возможностей для твоего развития. Сегодня ты определяешь, каким будет будущее нашей республики. Ярким, инновационным, перспективным. Твой талант – это свет, а свет заряжает своей энергией все вокруг. Ты движешься вперед, и вместе с тобой преображается мир. Зима уступает место весне, подснежники прорываются сквозь снег. Ты идешь навстречу своим мечтам и заставляешь лед тронуться. Твори, развивайся, будь собой. Продолжается наша онлайн-трансляция из студии, которая находится в спортивном комплексе «Триумф» в Якутске. Только что вы видели церемонию награждения, яркий финал. Мне кажется, это очень здорово и круто, когда вот идет такой микс старых песен, новых культур, когда старое, кому-то это, может быть, покажется, что как так можно, это же песня про войну, куда вы туда рэп свой впихнули. А мне кажется, что это, наоборот, очень здорово, потому что, нынешняя молодежь, те, кому сейчас 15, 20, 25, для них эта музыка абсолютно естественная, рэп-музыка. И здорово, что есть артисты, которые могут, взяв какие-то старые известные песни, малоизвестные песни, интерпретировать их для своих сверстников, для своих ровесников. То же самое огромное количество споров идет по поводу пользы и вреда компьютеров. Но можно спорить сколько угодно, но компьютеры никуда из нашей жизни не денутся. И, кстати, именно о компьютерах, а точнее о компьютерных играх пойдет речь в нашем следующем репортаже. Плейбой! Я, конечно, одета несоответствующе, но это не так обидно, потому что за этими дверями движется самый настоящий компьютерный бой. Ребята из двух команд борются за призовой фонд в 155 тысяч рублей. Давайте узнаем, что же такое киберспорт. Пойдемте, пойдемте. То есть ты банишь условно героев на первой стадии, потом они пикают героев, потом опять бан. То есть они пытаются подобрать оптимальные комбинации, а мы банами мешаем, и они тоже нам попытаются помешать так. У меня все в голове записано, это инстинктивно уже все происходит. Мы сейчас поговорим с капитаном команды. Скажите, пожалуйста, как вы выбирали пики? Скажите, пожалуйста, какая у вас сейчас применяется тактика? Скажите, пожалуйста, а кто сейчас самый опасный участник? Придется идти разговаривать с организатором. Вопрос задать невозможно, ничего узнать невозможно, и нам удалось поймать Александра Егорова. Это организатор киберспортивного турнира Dota 2 Yakutian Championship. Расскажите, пожалуйста, почему именно этот вид спорта вы выбрали? Я играми увлекался давно-давно, но киберспорт — это сейчас спорт не будущего, но настоящего. На этом фестивале «Мусустар» мы в рамках нашего трека киберспорта проводим этот турнир. И когда мы только объявили регистрацию, у нас сразу же встретились 55 команд. Это почти 300 участников. Да, за короткое время они собрались, сыграли отборочные игры, провели стадию плей-офф. И сегодня вот в этом киберспортивном клубе мы сегодня решаем, кто займет первое место. Призовой фонд у нас обозначен в размере 155 тысяч рублей. Первое место получит 75 тысяч рублей и уникальные серебряные перстни чемпионские с символикой нашего фестиваля. Махтал. Это по-якутски спасибо. Ну что ж, было очень увлекательно. А победителя мы узнаем сегодня в прямом эфире со сцены спорткомплекса «Триумф». Я думаю, наши зрители, кто уже давно смотрит трансляцию, они знают про то, что есть хэштег #MUSUSTAR, и благодаря этому хэштегу вы, наши зрители, можете стать участником нашего эфира. Вот давайте сейчас посмотрим, я только что обновил страничку, и посмотрим, какие фотографии в Инстаграме появляются с этим хэштегом. Вы тоже можете их выкладывать. Итак, #MUSUSTAR. Ну, посмотрим, что тут есть. Вот, пожалуйста, вижу я надеюсь, сейчас вам тоже на экране будет виден экран моего компьютера. Да, вот, ребята, гости фестиваля, соблюдают все правила, дистанции между собой не соблюдают, но зато в масках. Так, вот кто-то на
В коньках. А не Алина ли это Загитова тренируется и готовится к сегодняшнему шоу Алины Загитовой? Мне кажется, это как раз оно. А я напоминаю, что у нас музыкальная кульминация — это выступление Левана Горозия, а вообще кульминация всего фестиваля — это шоу Алины Загитовой. Так, вот фотографии, например, да, с одного из стендов, который находится здесь тоже в комплексе «Триумф». Вот, ребята, я даже не знаю, чем они там занимались. Честно говоря, у нас настолько плотная получилась трансляция, что я даже не успел сам сходить посмотреть, что там есть интересного. Так, вот кто-то снимает, собственно, церемонию награждения. Так это кто-то лауреат, судя по тому, что сфотографировал грамоту, кубок и так далее. Да, в общем, заходите, тоже можете смотреть, либо сами размещать свои фотографии, публикации, если вы находитесь в комплексе, вне комплекса. Можете размещать фотографии с хэштегом #MuSuStar, а можете просто посмотреть в дополнение к нашей трансляции, которую вы можете смотреть глазами, но не все попадает. Можете в Инстаграме ввести этот хэштег, посмотреть, что размещают зрители и гости. Вот, пожалуйста, Владимир Владимирович, например, вот я сейчас вижу. А ну-ка, кликнем, что такое? Добрый вечер. Вот, фестиваль #MuSuStar станет востребованной площадкой для общения активной молодежи. Ну, Владимир Владимирович сказал, мы сделали, как говорится. Или вот, например, пожалуйста, фотография. Раз, человек в белых кроссовках. Что он делает? Правильно, фотографируется. Так, это вот видите, пока я пробегал где-то там за кулисами и успел немножко тоже сфотографироваться. Это не гости, это сотрудники фестиваля. Надо сказать, что огромное количество волонтеров здесь работает, помогает и артистам проводить, потому что, вы представляете, большой спортивный дворец. И, конечно, тут логистика, и найти... Вот у нас студия находится в одном конце этого спорткомплекса, гримерка находится в другом, а все активности в третьем, и по этому кругу, когда ты бегаешь, легко заблудиться, поэтому девушки, парни, которые молодые ребята, волонтеры, это большое подспорье для всех, кто занят здесь, и кто, кстати, приехал не только из Якутска. Так, что еще интересного я, друзья, вам хочу рассказать. У нас... я думаю, в ближайшее время, уже можно сказать с уверенностью, что в ближайшее время, мы подведем итоги геймификации. Если вы сейчас находитесь на платформе Synergy Online, synergy.online, во-первых, там есть подробности геймификации, что нужно сделать, чтобы принять участие. У нас есть подарки, призы, и очень скоро я вручу эти подарки победителям. Пока у вас есть шанс стать одним из этих победителей, у нас замечательные призы, можно за них побороться. Естественно, можно смотреть #MuSuStar, можно скачать приложение #MuSuStar, там идет и трансляция, и там кое-что, что не попадает в нашу трансляцию, то, что вы не можете увидеть, и бэкстейдж, и какие-то активности. Так что скачивайте, и подробности в самом приложении найдете. Есть приложение и в App Store, и есть приложение в Google Play. Помимо этого, давайте я вам расскажу, это, я думаю, будет интересно. Те, кто живет в Якутске, они, конечно, это знают, но зрители наши из других городов, возможно, не в курсе. Спорткомплекс «Триумф» является самым большим крытым спортивным сооружением, возведенным на сваях. Я думаю, многие знают, что города, которые расположены в районах вечной мерзлоты, все здания, все строения возводятся на сваях, поскольку летом оттаивает верхний слой почвы. Если здание просто стоит на земле, то может немножко поплыть, что называется, поэтому все на сваях. И вот этот спортивный комплекс полноценного, большого спортивного размера. Вот, да, его можно посмотреть, какого размера сейчас на экране. Он тоже возведен на сваях, что является мировым, между прочим, рекордом. И мы сейчас здесь находимся. Впереди у нас концерт Левана Горозия. Насколько я понимаю, почему у нас возникла небольшая пауза, нужно подключиться музыкантам. У нас проходила церемония награждения. Награждаемые, награждающие два Миши, вы же понимаете, раскидали все провода, раскидали все колонки, которые нужны музыкантам Левана. У Левана будет полностью живое выступление. Я видел саундчек, живые музыканты, живой звук. Я надеюсь, что этот живой звук будет очень крутым и качественным не только внутри комплекса, потому что здесь звукачи сумели отстроить, но и в нашей онлайн-трансляции тоже будет звук хороший, вы сможете насладиться выступлением Левана. Леван, кстати, житель Якутска.
Я, наверное, уже говорил, да? Я не знаю, что он расскажет. Несколько минут назад мы заходили, пообщались с Ливаном, и он, конечно, рассказывает, что для него это очень трогательный момент, что Якутск для него это место силы, ну, как малая родина. Давайте посмотрим небольшой репортаж, который мы подготовили к сегодняшнему фестивалю. Огромное количество активностей было, и одна из этих активностей – это бизнес-игра. Давайте посмотрим репортаж об этом. Итак, мы находимся в точке кипения на бизнес-игре «Аукцион», которая является гениальным тренажером делового мышления. Сейчас я вам все расскажу. Проходите. Мы сейчас поговорим с Натальей Харенко, и она нам сейчас все расскажет. Это аукцион, который проводят преподаватели, сертифицированные тренеры корпорации малого и среднего предпринимательства Центра «Мой бизнес». Участники игры научатся быстро принимать решения, мыслить как предприниматель, грамотно распоряжаться своими деньгами и временем, а также создавать бизнес и управлять им. Короче, строительная компания, да, и мы строим дома, потому что поняли, что вот конкретно в этой игре, вот если ты строишь вот эти дома, то ты зарабатываешь больше всех. Ну, грубо говоря, покупаем пазлы и продаем их заново, и кто больше соберет, тот и победил, если серьезно говорить. Ну что, получается продать подороже? Обычно кубик рубик. Все, за 100 берем, за 1000 или за 2000 продается. Easy money, как говорится, easy win. Вы видите сейчас эту активность. Мы попытались максимально моделировать ту ситуацию, которая в жизни встречается каждому предпринимателю. Это изменение законодательства, это изменение рабочего времени, это изменение команды, в которой ты начинал свой бизнес. То есть мы постарались максимально приблизить молодых начинающих предпринимателей к реалиям жизни. И за очень короткие временные рамки посмотреть, кто из них сможет выжить в этой ситуации, после чего мы проанализируем ошибки и выявим самого успешного, то есть самого богатого. Кто из них больше всего заработает условных единиц, тот и будет победителем. Спасибо вам большое. Ну а сейчас мы пойдем разговаривать с Ярославом Никитиным и узнаем, как же начать свой бизнес еще в школе. Всем здравствуйте. Самое главное — тестировать гипотезу по ходе-циклу, пробовать, тестировать, причем это можно делать, используя минимальные ресурсы, да, потому что есть интернет, есть телефон, соответственно, ты можешь попросить своих друзей попробовать купить, например, вещь, просто построить какой-то продукт, можешь что-то перепродать быстренько. А вот мы в школе покупали блоками жвачки и перепродавали потом по одной штучке. Это считается бизнесом? Да, конечно, потому что вы получали прибыль. И более того, я считаю, что как раз предпринимательское мышление, да, как раз как вот этот бизнесмен, оно может быть не только, например, у предпринимателей, но и как раз и у людей, которые работают нами, то есть которые готовы предпринимать усилия, которые готовы брать ответственность, инициативу, что-то делать. Поэтому это здорово, и как раз это тоже можно назвать бизнесом. Какие трудности в плане официального оформления? Самое главное — это мотивация, это преодолеть. Но по секрету могу сказать, что пока, можно потестировать, то есть если вы не уверены, что идея ваша жизнеспособна, можно пока не открывать, но это не надо долго тянуть, потому что все-таки надо платить налоги, надо это делать официально. Было очень увлекательно. Ну а мы едем дальше. А теперь вот он, музыкальный хедлайнер фестиваля Мусу Стар, уже находится на сцене, и передаю слова и все видеоизображение туда, на главную сцену фестиваля. Смотрите, 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 вот она истина. И мне бы озлобиться, в этом нет смысла. Повод напиться не больше, налей мне игристого. Черное или белое, главное чистое. Как признаваться в любви? Попробуйте искренне. Так много сказано слов о чести и о морали. Так много людей приходило, потом исчезали. Так много случится, о чем мы мечтали. Так много случилось, ведь мы в самом начале. В самом начале. Да мы в самом начале. В самом начале. Да мы в самом начале. В самом начале. В самом начале. Да мы в самом начале. В самом начале. В самом начале. В самом начале. Зима гора! В самом начале. В самом
вечер, здрасте. Меня зовут Леван Горозия. И я рад вернуться домой. Рад видеть ваши улыбки. Это мои пацаны, дайте им шум. Мы немного похулиганим, с вашего разрешения. Вы не против? Сейчас, одну секунду. Мы все подождем, да. Это Санжар. Санжара не хотели пускать сегодня на самолет. Но мы все-таки здесь. Но мы ни о чем не жалеем. Погнали дальше, вперед. Корабли уплыли, самолеты улетели. Который день засыпаешь с мыслями в постели. Плохие сны, эти люди уже в прошлом. Между ними черной кошкой пробежала стена. Все ушло и ладно, бог с ним, ушло и ладно, бог. Пусть моя любовь останется с тобой навсегда. Якутск, не жалей ни о чем никогда, никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей никогда. Случалось всякое в пути, меняю наши адреса. Ушли, что больше не найти, а кто-то перестал искать. Я по Москве иду пешком, устану, прыгну на такси. Огнями в окнах под Тверской, в душе так много радости. О, да, слава порой вода, а может какая беда. Пусть раны остро пускай мы держим удар. Горячий кофе с утра, под плащ в скеле. Везде не местный мир такой тесный, и пусть не стоит жалеть. Пусть люди в прошлом и все не просто с улыбкой весь день. Путь жребий брошен вне зоны доступа, пускай я везде. Слова на воздух не видно, звезды не ждешь новостей. Живем один раз, не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей никогда. Не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей никогда. Давай со мной. Не жалей ни о чем. Пусть напала темнота, все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей никогда. Не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей. Руки в воздух! Не жалей ни о чем никогда. Пусть напала темнота и ушли все поезда. Не жалей ни о чем никогда, не жалей. Нас еще смотрят по телевизору, давайте пошумим, чтобы зрители увидели и поняли, как здесь классно. Ни о чем никогда, не жалей ни о чем никогда, не жалей.
вам привезли новый альбом «Рассвет». Кто-то слышал вообще? Немного, разберусь со всеми. Третья песня на альбоме посвящена, кстати, городу Якутск. Вот те, кто слышали, уже неоднократно, наверное, встречали в своих машинах, когда было минус 50, например. Песня называется «Северный ветер». Так классно расти в Якутске, когда под боком природа и немного урбана. Когда рядом друзья, 21-я школа, Речнуха, Площадь Победы. Это мой северный ветер. Это мои родные края. Запускай, Саныч. Кто не танцует, тот бредит. У нас не тот процесс. Раз, два, три, давай! Холод и туман сегодня дежурят. Минус 50, школы не будет. Так холодно, что кажется, пасеки курят. На город надвигается снежная буря. Как бы не было одет, ветер насквозь. Этот забег мой на работу на скорость. Тут не прокатит в одних штанах авось. Из дома ты выходишь, словно в невесомость. И не на ресницах ее. Это макияж от природы. За шарфом улыбка ее. Северный ветер холодный. Греем руки, растираем нос. Холод пахнул узором мост. Давай потанцуем, я замерз. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Мы заморозили молодость в криокамере. На нашем севере взрослели, но не старились. В домашней серии мы выиграли у холода. Я нашел ее, она мое золото. На ее ушах бриллиантами сверкает снег. Свежий след, наш смех, ее смех. Бедный лев, я сей, как в доспехах. Мне холод не помеха, зима заморозила вокруг все. Кроме нашей любви, кроме нашей любви, наш город засыпало по колесу. Но мы танцуем и пусть, мы танцуем одни, Якутск. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Все это тепло от улыбки твоей. Все это тепло поселилось в людей. Все это тепло, и пусть город зима. Все мое тепло только для тебя, Якутск, сегодня. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Северный ветер над городом. Эти люди застыли от холода. Но я нашел тебя, мое золото. И мы танцуем, нам не холодно. Северный ветер над городом.
Спасибо. Я смотрю на вас и очень радуюсь тому, что вы так трепетно следите за своим здоровьем и за здоровьем окружающих. Так много людей в масках, это так классно. Это видеть, потому что не всегда настолько осознанные люди попадаются, но я верю, что в нашем городе все именно так. Так что поаплодируйте и пошумите сами себе. Не очень вижу, что происходит на трибунах, но уверен, что и там очень много наших людей. Привет, трибуны, салют, салют, салют. Вижу. Вот они! Салют! И правой трибуне тоже. Парк Горького? Да, давай! Чего там мнусь, бубню слова под нос себе, пытаясь пригласить в парк ее погулять. Она смущенно улыбнулась, ничего себе. Может, у центральной арки, скажем, в 5 пришел, стою, цветы купил, пиджак, духи, минута остается, жду. Такси, 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 такси. Ее все нет, а все идут вдохнуть весну. Стою 60 минут, вот стерва, могла сказать, я не приду. Найти причину, теперь стою. А что стоять? Пойду. Любовь остыла, погреюсь капучино. Иду, смотрю, она летит, смеется. Часы не перевела, лишь поняла по солнцу. Цветы, пиджак, все для меня, спасибо. Пойдем скорее в парк. Как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район, как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район. Колеса обозрения уже давно нет, да и Буран улетел на ВДНХ. Мимо земли пролетели десятки комет, а город все спешит сюда, чтобы выдыхать. В зеленом театре гремит очередной концерт. Люди, улыбаясь, занимают места. С мороженым идет наш веселый квартет. Теплая погода, ламповая Москва. Идем, она и я, меня она и меня я. Парк Горького, идиллия. И между нами здесь особенная химия. Да, сильно изменилось все, любимое. Ну что за ностальжия, оно все так же. Мы в парке, мы влюблены и яркие. И вон, смотри, там у центральной арки парнишка ждет свою любовь. Как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район, как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район. Как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мы поем, как много связано с ним, как много сказано в нем. Парк Горького навестим, парк Горького мой район. Всем большой любви. Пускай нас, якутян, становится с каждым днем все больше. Поэтому, если вам есть 18 или 21, занимайтесь любовью и делайте якутян. Люблю вас. Ну, чтобы долго не застаиваться, потанцуем немного. Вы готовы, бандиты? Ну, в тебе я вообще, пацан, не сомневаюсь. Судя по тому, что ты стоишь в самом первом ряду, ты должен замести всех остальных, кто за тебя, понимаешь? Да? Минатын Ливан. Все, нашли коннект. Погнали!
снова feel like Pablo. Набираемся своим, где ты, алло. Мы здесь, пока солнце не встало. Браво, в шортах и джерси, молод и весен, шея в песен, палец под песню. Так много красивых девчонок, словно это в Одессе. Они не могут без меня, как Барса без Месси. Эскимо тает кино, парень, ее пламя для меня, она в моем плане. Я скурю ее сегодня, она в моем плане. Эти бандиты, что смеются, это мои братья. Бородатый лысый, как байкер, заливая в уши ей байк. Судя по майке, щелаги, это мое платье. Окна открыты, мои бандиты танцуют под ритм. Мы здесь окна открыты, мои бандиты танцуют под ритм. Мы здесь окна открыты, мои бандиты танцуют под ритм. Мы здесь окна открыты, мои бандиты танцуют под ритм. Тусов в самом разгаре, мы собрались на крышу, да. Ты меня знаешь, стремлюсь всегда выше, да. Только свои тут, никого лишнего. Но тебе рады, если ты симпатичная. Никто не спит, у нас балдеж. Не золотая молодежь. Если не знаешь, не найдешь. Ведь мы танцуем даже в дождь. Нет, нас не спалят, нет, мы не спали. Ведь нам не видно этих звезд. И спали на танцы, в пламя вся наша стая. Взрослые стали не вырастать. Никто не думает уйти. Все мысли только о любви. Мы набираем. Ловим ритм, ловим ритм. Что дальше у нас? О, невидимка. Невидимка. Я очень люблю фотографировать. Что-что? Автограф? Вот прямо сейчас. То есть все остальные подождут, а я тебе распишусь, да? Как вы думаете, дать автограф? Да? Такие вы классные. Спасибо большое за этот теплый прием. Ну и давайте пошумим организаторам этого мероприятия. Я думаю, не так часто случаются такие большие события в Якутске. Громче, 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 громче. Эй! Ну а сейчас одна из любимых песен с моего альбома «Рассвет». Для меня любимых. Очень люблю повесить фотоаппарат на шею и гулять. Казаться невидимым в этой толпе. Погнали. Меня сводчи в этом городе, я на невидимом силинаре. Я иду куда-то за ним, я как хвост этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день, рассказал мне, но я не сплетник. Я невидимый среди людей, я невидимый в эти моменты. Спрячу тату под кофту, кепку на глаза под очки. Коррозия, как партизан, меня не найти. Смешался в городе с толпой, молчу и прийти. Мой город бешено несется, мой город гудит. Эй, я остаюсь незамеченным, все ходы засекречены. Ни купюры, ни мечены. Я культурный, застенчивый, без охраны, без течкина. Улыбнусь тому встречному, поклонюсь огню вечному. В этом городе я на невидимом силинаре. Я иду куда-то за ним, я как хвост этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день, рассказал бы, но я не сплетник. Я невидимый среди людей, я невидимый в эти моменты. Спрячусь за камеру
с людьми. Меня никто не видит, я в своем мире один. Вопросы сердце задает, танцуя в груди. Я вынырну из суеты, я знаю пути. Как ни крути, это мой способ уйти от рутины. Ты помнишь, куда мы идем покидать квартиры? Плащ-невидимка, а не эти костюмы, мундиры. В руках ракета, в ушах ракеты Земфиры. Люди, машины, все мимо. Мой костюм анонима, хороша пантомима. Ливень топ не древнива, но походка ленива. Остановился и смотрю, боже, как ты красиво. Не отражаюсь в этих витринах невидимых глазы. Пускай весь мир подождет, поставлю город на паузу. Пускай куда-то вперед. Река Яуза, ты меня не заметила, а я понял все сразу. Сочи в этом городе, я на невидимом стиле налит. Я иду куда-то за ним, я как хвост этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день, рассказал бы, но я не сплю. Я невидимый среди людей, я невидимый в эти моменты. Чего ты ждешь? Плащ-невидимка, и никто не знает, кто ты, никто не знает, где ты. Чего ты ждешь? Невидимо на шаговые километры. Хочешь найти ответы? Чего ты ждешь? Отдых, дружбу, праздник, она рядом или нет? Чего ты ждешь? Погоду, отдых, праздник, она рядом или нет? У меня Сочи в этом городе, я на невидимом стиле налит. Я иду куда-то за ним, я как хвост этой яркой кометы. Это был самый чокнутый день, рассказал бы, но я не сплю. Я невидимый среди людей, я невидимый в эти моменты. Погнали без остановочки. Песня «Юность». Большой привет 21-й школе, если тут есть ученики или люди, которые закончили этот великолепный. Это дворики Москвы, это в Питере мосты, в Кутаиси монастырь, это в Якутске река, в Красноярске берега, под ногами мелюзга, две планеты на руках, поцелуи у метро, Ленинский 30-й дом, споры, где сосновый бор, моя комната декор, на Камчатке океан, романтики на сеанс. Эй! В этой песне все она. Этот мир вокруг нас. И куда ни взгляни, все напоминает нам юность, что позади. Этот мир вокруг нас. И куда ни взгляни, все напоминает нам юность, что позади. Это драки за себя. Это дружба как семья, это парни мы вдвоем, как мальчишка я влюблен. Это джаз из радиол, стадион я юниор. Звуки длинного гудка, уличный тот музыкант. Этот город не снега, это планты из сига. Это кто-то, но не грусть, потеряюсь, но найдусь. Эй, Якутск, в тебя заново влюблюсь. Мир вокруг нас, и куда ни взгляни, все напоминает нам юность, что позади. Этот мир вокруг нас, и куда ни взгляни, все напоминает нам юность, что позади. Руки в воздух! Мир вокруг нас, и куда ни взгляни, все напоминает нам юность, что позади. Этот мир вокруг нас, и куда ни взгляни,
Че, Сан, сейчас танцы будут, да? Мне кажется, надо, пора. Сколько неудач было, сколько надежд смыло, сколько ножей стыло, сколько людей остыло, так в чем просила? Сколько их простил ты, сколько простила, сколько сквозь сито, так в чем просила? И в принципе не засчитать, да и сейчас не вспомни, сколько людей слилось на полпути, сколько достойных, сколько кроссовок стерлось, сколько пришло на соли, сколько падений больно, сколько нет вообще причин, которые нас могут сбить с пути. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Пусть сотни неудач, но я иду навстречу к той мечте. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Все верно, нас не сбить с пути, нас не сбить с пути. Мы безнадежные романтики, сколько таких. Неоднократно на практике без альтернатив. С помощью разной тактики мы пытались найти ответ. Сколько дней еще идти, скажи ответ. Сколько фейлов впереди, скажи ответ. Скажи, хватит ли нам сил ответ. И нет вообще причин, которые нас могут сбить с пути. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Пусть сотни неудач, но я иду навстречу к той мечте. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. И так всегда продолжай, продолжай вперед идти. Продолжай, продолжай. И все трое. Продолжай, продолжай. Все будет как должно. Продолжай, продолжай. Якутск, воздух! И нет вообще причин, которые нас могут сбить с пути. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Пусть сотни неудач, но я иду навстречу к той мечте. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Которые нас могут сбить с пути. Все будет как должно, поверь мне, поверь мне. Пусть сотни неудач, но мы идем навстречу той мечте. Якутск, дальше! Все будет
Саш, пока они тепленькие. Спасибо, что так встречаете новый материал, Якутск. Новая жизнь, новый герой. Всем привет, это L1. Нет, всем привет, это Ливан. Да, это новый рассвет. Здесь пусть волною молва. Да, все сначала снова. Нет, по-другому точно. Да, эти мысли в космос. Никогда не поздно. Да, 22, загадай желание. Мое послание всем, кто услышал. Всем желаю найти призвание. Жизнь продолжается, мы еще дышим. Песня напишется, люди споют. Музло не зависит от курса валют. Новая жизнь, салют, Якутск, салют, Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, новый герой. Новый герой. Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, переоткрой. Новая жизнь, новый герой. Новый герой. Новая жизнь, новый герой. Иду за новой мечтой. И ты рядом со мной. Новая жизнь, новый герой. Знаю, мир спасет любовь. Держи мою ладонь. Держи мою ладонь. Да, пролетел мимо весь год. Новый рассвет, восход. По прямой или в обход? Ты один или восход? Ты одна, но тут есть плод. Мельницы и Дон Кихот. Мы придем на запад, с нами наш север. Мелкая вода, но на миг мы не сели. Новая жизнь, эти несомнения. Как нам жить, тут много так мнений. Новая эра, новый миллениум. Новая жизнь, дата рождения. Новые эмоции, новые веяния. Алый закат, это знамение. Те, кем завтра будем, те, кем завтра станем. Я, проснувшись утром, опьянен мечтами. Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, новая жизнь, новый герой. Новый герой. Новая жизнь, новый герой. Новая жизнь, новая жизнь, новый герой. Новый герой. Новая жизнь, новый герой. Иду за новой мечтой. И ты рядом со мной. Новая жизнь, новый герой. Знаю, ты спасет любовь. Держи мою ладонь. Держи мою ладонь. А теперь танцы! Новая жизнь, новый герой. Немного передохнем. Не покидайте меня никогда, Якутск, с вашей любовью, с вашими комментариями. Всегда рад вернуться. И несмотря на то, что когда я сейчас возвращаюсь и живу уже в гостинице, а не дома, все равно это мой родной город, это мое место силы. Немного романтики. А мне кажется, это было вчера. Кажется, это была весна. А мне нет больше дороги назад. Вся моя жизнь теперь в ее глазах. А мне без нее прямиком в темноту ходить по краю по тонкому льду. А мне небо
сейчас ее поцелуй. Ее любовь спасает от боли. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. А мне кажется, это было вчера, ночь была черна и ни черта не видно, словно закрыли меня цвета челам, тысячи ламп одновременно нажали на выкол. Кто я, где я, как здесь оказался? Мало время, пора ускоряться. Мое дело со мной без агитации, мое дело идти и не сдаваться. Верю, увижу улицу в иллюминации, верю, что мне по силам любые дистанции, верю, что нам рано еще закругляться, верю, нам суждено еще повидаться, верю, как ты будешь смеяться, верю, что наши дети будут влюбляться, верю, что нам рано еще закругляться, Якутск пора укоряться. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Моя белая, не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Не покидай меня, не покидай меня, не покидай меня. Не покидай меня. Вы не покидай. Не покидай. Не покидай меня. Не покидай меня. Это был альбом «Рассвет». И несмотря на то, что сейчас апрель, мне кажется, надвигается... Что? 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 Кажется, надвигается что? 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 Кажется, надвигается что? 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 Я обнулился до того, как это стало мейнстримом. Я завалился прям в гостиную ко всем этим примам. Застал их за гримом. Я старый задира, я не увидел там таланта, там только витрина. 20-20 високосный, здесь взрослый детина. 9 баллов полный стол, но привел бригантина. Меня пытались потопить, но все выстрелы мимо. Черная лампа, черная мамба, черная лимба. Амбассадор удар справа, они видят мой стиль и кричат красава. Все, кто на меня катила, ждет расправа. Лучше лика не буди, мое время настало. Раскомрак штиля, мне нужен движ. Брал уже Москву и держу Париж. Ты стой на пути, сотка от груди. Что там впереди, по прогнозу, что жали кулаки. Что? 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 Кажется, надвигается что? 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 Кажется, надвигается что? Шторм, шторм. Кажется, надвигается что? Шторм, шторм. Я не сидел на геле, папа не подкинул денег на гелик, поспасала другой. Я в ней шумлю ровеники, я вангую истерики. На мне худи и тренинг, не открою Америки. В рэпе тоже есть медики, как то шеф на ногах. Если жизнь на ножах, в этом черном лесу наступил на ужах. Не привыкший бежать, все, что было, не жаль. Там лапша на ушах, просыпайся и
Шторм, шторм. Кажется, надвигается шторм. Шторм. Кажется, надвигается шторм. Шторм, шторм. Кажется, надвигается шторм. Кажется, надвигается шторм. Шторм, шторм. Никто, кроме нас, руки в воздух! И на горы по колено, и на море по колено. Вот такое поколение. Мы давно вышли из тени, мы синонимы изменений. Мы здесь не ради денег. Нами движет мечта, и пускай у нас нет крыльев, мы научились летать. Мы штурмуем небеса. Где окажемся мы завтра? Позитивный настрой, держим порох сухим, держим ухо востро. Знаем цену слова, мы идем до конца, и пусть едет лицо. Не берем чужого, но берем свое, и пусть удачи в этом нашем деле нам споет. Когда ты дойдем в зале до талого, легенды начинаются с малого. Никто, кроме нас, никто, кроме нас самих, никто, кроме нас, никто, кроме нас. Никто, кроме нас, никто, кроме нас самих, никто, кроме нас. Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы... Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы сиять. И на горы по колено, и на море по колено. Вот такое поколение. И пускай закрыты двери, покидаем родной берег. Мама, дай благословение. Мы живем один раз, тут никто кроме нас. И без пер на ладони. Свои силы внутри отдаем мы сейчас, нас потом будут помнить. Молодость и смелость, билет на море. Используй каждый шанс, момент в море. Отступать назад, знаешь, ты в нашем стиле. Даже паруса несут, даже момент стиля. Сотни препятствий, вперед порой тонкий. Сдаться легко, но надо быть стойким. Внутренний голос, громкий и звонкий. Услышь его. Никто, кроме нас, никто, кроме нас самих, никто, кроме нас, никто, кроме нас. Еще! Никто, кроме нас. Вы готовы? Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы сиять. Мы рождены, чтобы... Никто, кроме нас. Никто, кроме нас самих. Никто, кроме нас. Никто, кроме нас самих. Никто, кроме нас. Мы рождены, чтобы сиять. Знаете, в своем инстаграме относительно недавно я увидел историю одного парня. Думаю, он сейчас не на концерте. Он упал и, насколько я понимаю, сломал ноги. Ему даже пришлось ампутировать одну из ног. Я увидел, как он на костылях заново учится ходить под эту песню. Сколько в нем жизни и сколько в нем энергии. Если вы его вдруг знаете или слышали про эту историю, передайте ему большой привет от меня. Потому что он вдохновляет. Спасибо. А вчера у меня вышла новая песня, может быть, кто-нибудь видел, кто-нибудь слышал? Опять не все. Домашнее задание, придите домой, зайдите на мой YouTube-канал. Найдите там клип, называется «Поезд в огне». Ну и как это там говорят, колокольчик, подписка, все дела, комментарии. Поезд в огне! Это пример
премьера песни, мы ее впервые исполняем и исполняем здесь, в городе Якутске. Настал выбор стороны, городу нужен герой, и, возможно, это ты. Улицы горят огнем, на ушах стоит район, ведь огонь у нас внутри. Поднимите руку те, кто устал от этой лжи и улыбок этих светских. Ой, красиво так горит, будущее нас простит, но пора настало действий. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жаль. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. На земле царит чума, пройдена черта, накопилась и льется за край. Эта жизнь словно тюрьма, революция в умах, больше спичка поджигай. Если поджигать, то небо пусть горит дотла. Попробуй отличить во всем этом добро от зла. От всех этих борцов в итоге останется зала. Это прямой эфир, пусть это видит вся страна. За мной придут другие, верю, встанет весь народ. Бумажный белый самолет смело идет на взлет. Здесь так горят идеи, их не потушить водой. Настало время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жаль. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жаль. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Руки в воздух! Этот поезд в огне. Я очень рад, что после 2020 года, который был для всех очень сложным, когда мы сидели дома, когда не ходили в школу и не ходили в университеты, когда не ходили на работу, когда звонки по онлайну стали какой-то привычкой жизни, мы можем вот так собираться. Я могу стоять на сцене, вы можете стоять по ту сторону и петь вместе со мной эти песни. Это настолько классно, что мы все вместе смогли с этим справиться, что город Якутск с этим справился, что нам помогли врачи, и что мы здоровы. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог здоровья всем вашим близким. Пускай у нас у всех все будет хорошо. И вместе мы сделаем этот мир еще лучше. Поем мы как стадион, пускай любовь придет в каждый дом. Когда мы вместе, пускай нас не вместе стол. Поймать удачу за гвоздь, платить добро и злость, чтобы счастливее жилось тебе. Большая разница быть одному или побыть наедине.
в руке Реми Мартан, и я бью его медленно. И как бы ни штормило нас, сильно веры нам. Реку перейти, увидеть, что за берегом. И крикнуть Эврика, когда мы вместе, весь город в огнях. Когда мы вместе, нам горы в плечо. Когда нам вместе рассветы встречать. Когда мы вместе, нам все нипочем. Нам все нипочем, нам все нипочем. Когда мы вместе, нам все нипочем. Брат подпер плечо, нам все нипочем. Якутск, одна любовь. Надеюсь, что в рамках какого-то большого тура с новым альбомом я обязательно вернусь сюда. Спасибо за этот теплый прием. Монсустар, у меня недавно спросили, а где вырос-то пацан? Саха Сири Тан. Ну и напоследок, небольшой сюрприз от меня для всех вас. Спасибо за теплый прием. Я пошел. До свидания. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Ливану Угорозе. Мне кажется, это был замечательный концерт. Ну, я думаю, жители Якутска точно мечтают о том, чтобы Ливан вернулся еще раз в родной город уже с концертом в рамках большого тура. Я думаю, все надеются, конечно же, на отмену ограничений и так далее. Ну, а я передаю снова слово обратно на сцену, на которой появился Михаил Башкатов. Мус! 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 Молодцы! Ай, какие вы все красивые! Какие вы все заряженные! Слушайте, друзья, да, тяжело выступать после Ливана. Давайте поаплодируем Ливан Горозия! Ей! Вот у меня... Собственно, прежде чем вы разойдетесь, давайте поприветствуем на этой сцене людей, благодаря которым все это состоялось. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. И
и наша любимая Ольга Грищенко. Уважаемые друзья, ну вот вы увидели, подвели итоги мы сегодняшнего фестиваля, увидели таланты нашей республики. И хотелось пожелать нашему будущему, нашей молодежи, чтобы вы развивались и прославляли республику. Только с вами у нас есть будущее нашей республики. И, дорогие друзья, специально для Республики Саха-Якутия, специально для этого фестиваля был написан гимн. Он для вас. Я прошу выйти наших артистов, которые впервые исполнят этот гимн, на сцену. И давайте разучиваем слова. Надеюсь, на следующем фестивале мы будем слушать, как его исполняет зал. Всех с праздником! После гимна всех ждем на световое шоу. Давайте вместе споем гимн! Молодость покоряет города, упорство и таланты с нами навсегда. Здесь каждый по душе себе занятие найдет, на вечной мерзлоте подснежник прорастет. Новый день дарит миру новый шанс, чтобы огонь поколений не угас. Лучшими стать из лучших мы хотим. Готовы мы с тобою к испытаниям любым. Ты к победам иди, ты к победам шагай, все, ты сможешь в пути, это точно ты знай. Честь, холод и лед прорастает росток, он дорогу пробьет наш подснежный цветок. Знай, Саха, буду новый я герой. Станешь ты, Якутия, гордиться мной. Россия впишет в книги, друг мой, наши имена. И новыми победами гордись, моя страна. Мы не ждем, что легко нам будет жить, ведь успех не прост, его нужно заслужить. С упорством и трудом мы покорим любые цели. Мы все свои слова докажем подвигом на деле. Ты к победам иди, ты к победам шагай, все, ты сможешь в пути, это точно ты знай. Честь, холод и лед прорастает росток, он дорогу пробьет наш подснежный цветок. Мусу старый, 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 мусу старый, 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 мусу старый, 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 мусу старый, 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 старый. Ты к победам иди, ты к победам шагай, все, ты сможешь в пути, это точно ты знай. Честь, холод и лед прорастает росток, он дорогу пробьет наш подснежный цветок. Жемчуга, талас, країга гордила, баритим дорогу, онуен йде. Жемчуга, талас, країга гордила, баритим дорогу, онуен йде. О, ура! Ну что ж, спасибо всем исполнителям гимна фестиваля «Мусу Стар». Я думаю, что через год на втором молодежном фестивале «Мусу Стар» снова прозвучит этот гимн. Ну, а я хочу вернуться к нашему розыгрышу. Помните, я говорил, что на платформе Synergy Online мы проводим геймификацию, разные активности, в результате участия в которых кое-кто сможет получить призы. И у нас такие люди есть. Я рад объявить победителя. Итак, вот такой вот замечательный подарок за второе место получает Алексей Федоров из Якутска. Ему 22 года. Он выиграл фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Mini 9. Вот такая штука.
И первое место в геймификации на Synergy Online достается прекрасной девушке. Ее зовут Лидия Стручкова, ей 16 лет, она тоже из Якутска. Ее ждет гарнитура, беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Вот такие вот. С зарядным кейсом, между прочим. Лидию и Алексея поздравляю, вы молодцы, самые внимательные наши зрители. Ну, а всем остальным зрителям я хочу сказать вот что. У нас закончилась, скажем так, концертная часть нашей программы, нашего фестиваля. Но впереди у нас будет спортивная часть, плюс еще будет развлекательная часть, у нас будет 3D-мэппинг, у нас будет шоу дронов и, конечно, будет шикарный фейерверк. Обязательно дождитесь и посмотрите хотя бы в нашей трансляции. Хотя, мне кажется, жители Якутска могут и подобраться поближе к триумфу, чтобы посмотреть как минимум фейерверк воочию. Я думаю, не только любители спорта, но и любители всего прекрасного сейчас, в эти дни, я имею в виду, наблюдают за Стокгольмом. Дело в том, что в Швеции проходит чемпионат мира по фигурному катанию. И как бы мы, с одной стороны, не можем находиться в Стокгольме, потому что мы же здесь, а границы закрыты, стараемся следить с помощью телетрансляций. Сегодня утром, я, честно говоря, уже запутался, утром по нашему времени, по местному времени или по московскому времени. Короче говоря, наши девушки, сегодня пришла информация, что 3 девушки, 3 россиянки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира по фигурному катанию. Такого не было никогда в истории, чтобы представительницы России заняли все 3 первых места. Это очень круто. И поскольку у нас сегодня Алина Загитова, олимпийская чемпионка, находится в Якутске, я предлагаю перед тем, как мы посмотрим ее ледовое шоу, посмотреть, каким был ее мастер-класс в Якутске. Ребят, очень сложно, когда вы меняете тут. Алло. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем этот грандиозный фестиваль Мусустар, в котором принимают участие более 150 тысяч человек со всего мира. И сейчас мы находимся у Триумфа. Буквально сегодня прошел мастер-класс от самых знаменитых и лучших фигуристов нашей России. И поверьте, нам еще есть чем вас удивить. Буквально сегодня прошел в Ледовом дворце мастер-класс от лучших фигуристов. Мне посчастливилось там побывать, и я был впечатлен. Мастер-класс провел Максим Ковтун, 4-кратный чемпион России, а также Алина Загитова, олимпийская чемпионка. Я был очень в огромном умилении от маленьких ребятишек, ихнему упорству в спорте, в фигурном катании. Представляете, они падали, потом поднимались и снова пытались повторить те элементы, которые им говорила Алина. И у них все замечательно и чудесно получается. Я верю в самое главное, что наши фигуристы, наш Ледовый дворец еще воспитает лучших фигуристов в России. Они будут также олимпийскими чемпионами. Как сейчас вы можете наблюдать, уже начались выступления лучших фигуристов. Буквально только что выступил Максим Ковтун. Через несколько минут самое главное перед нами и специально для вас, телезрители, выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова. И мы все с нетерпением ждем ее выступления. Ну что ж, на этом у нас все. Будем ждать ее выступления. Студия, вам слово. Все. Все, да, мы на студии.
Еще раз громче, 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 как следует. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дорогие бурные аплодисменты! Перед вами чемпионка Кубка России Анастасия Гуляева. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. I was standing, you were there. Two words collided, and they could never, ever tear us apart. Раз, два. Дорогой звукооператор, пожалуйста, другую музыку, другую музыку. Давайте наши победы аплодисментами. Другую музыку, звукооператор, пожалуйста, другую музыку. Еще раз поддержим! Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. I was standing, you were there. Two words collided, and they could never, ever tear us apart. And we could live for 1,000 years.
Анастасия. Еще раз. Анастасия Гулякова. И еще раз. Анастасия Гулякова. Дорогие, не перестаем аплодировать. Все вместе. Муз. 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 Ну что, дорогие, давайте мы встретим бурными аплодисментами и овациями Алина Усикина и Алексей Роганов, бронзовые призеры юношеской олимпиады, чемпионы мира среди юниоров. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Еще раз. Громче, громче. Алина Усикина и Алексей Роганов. Ну что, встречайте, Эдгар
Акобян, скрипач. Эдгар Акобян! Громче, громче, громче! Аплодисменты, аплодисменты. Многократный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. This ain't a song for the broken-hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive.
Александр Самари. Еще раз. Александр Самари. Заранее говорим, что он замерзает. Техника замерзает вся, но мы должны как следует энергией зажечь. Нодари Майсурадзе и Елена Иванович. I seen girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of clouds and they're all painted black with flowers and my love both never to come back. I see people turning heads and when we look away, like a newborn baby, it just happens every day. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I wanna see it. Black as gold, see the sun. I'll lay down on the sky. Еще громче. Раз, два, три. Громче! Елена Иванович и Нодари Майсурадзе. Еще раз. Как следует. Давайте мы встретим ее, олимпийскую чемпионку Алину Загитову! The world is up in arms, all the pieces falling apart. Gotta get out while you can. Gotta get out while you can. The drums inside my chest just can't seem to catch a breath. Gotta get out while you can. Gotta get out while you can. Am I gonna swear?
Алина Загидова! Прислушайся. Слышишь? Это голос твоей весны. Голос твоих побед. Эта весна наполнена твоей силой, твоим вдохновением, твоей энергией. Она войдет в историю, которую напишешь ты. Якутия – твоя земля. С тобой память наших предков. С тобой будущее наших городов. Твои идеи ждут воплощения. Будь смелым, будь сильным, твори. Тебя видят миллионы. Найди своих. Вместе вы сможете больше. Границ нет. Мир открыт. Это твое время. Это твоя реальность. Это твои возможности. Действуй прямо сейчас. Время открыться миру и время изменить его.
Якутии. Это твоя весна. Мус-Устар. Друзья, сейчас мы видим с вами шоу дронов. Это настоящий скоординированный полет, я бы даже назвал полет-балет большого количества коптеров. За полетом дронов стоит, наверное, вы догадываетесь, очень большая команда людей. Кстати, хореография полетов предварительно разрабатывается в 3D-редакторе. И у дронов есть свои хореографы, которые следят за полетом как отдельного дрона, так и за всеми в целом. Готовится шоу долго, пока согласуются пролеты с городом, придумают концепцию, уходит немало времени, но, сами видите, оно того стоит. Кстати, дроны весят очень немного, всего лишь 250 граммов. Давайте любоваться дальше.
10 по 31 марта 2021 года в Саха-экспоцентре на улице Ярославского, 12/1 состоится грандиозная распродажа шуб, шапок из норки, бобра и мутона. Производство Пятигорск. Новая коллекция. Скидки, кредит, рассрочка. Акция. Меняю старую шубу на новую с доплатой. Ждем с 10 до 22 часов. Быть здоровым так просто. Следуя простым правилам, можно уменьшить риск сердечных